он занимал окуплением всего рабыней. Если он пророк, он скажет, да не может быть такого, у этого человека нету полового органа, или Аллах не спошлет ему аят, или Джибриль придет к нему и скажет, тебя обманывают, тебя хотят обмануть, обличить, не делай такого, у этого человека воистину нету полового органа. Мы заключаем пари, я иду к нему и говорю ему это. Что он делает? Он говорит, иди, отруби ему голову своему двоюродному брату Али. Все! На этом все. Дальше все эти сказки. Вон там Али сказал, вон там это сказал. Вообще знаешь, когда это все записано? Антитеррор. Смотри, я тебя сейчас выслушал. Дай мне тоже сейчас ответить на твой вопрос. Давай, пожалуйста. Давай. Мы с тобой живем во времена пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Ты занимаешь сторону курейшитов, я занимаю сторону ансаров и сахабов, да? Вот ты говоришь, ты сам сейчас только что сказал, вот давай я сейчас навру, что у этого нет полового органа, что пророка, саллаллаху алейхи вассалям, как-то опозорить, да? Так что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сделал мудро? Он отправил Али проверить, и Али подтвердил, что это хабб. Значит, проверить. Все. Алло. Все, алло, в чем проблема? Алло, братан, ошибочка, не проверит, отрубить голову. И этому человеку просто повезло, что он в колодце был. И Али заметил и увидел. Хадис внимательно слушай, еще раз прочитаю. Потому что я, как и говорил, ты не слушаешь. Еще раз я замечу, что ты не слушаешь мои ответы. Я с тобой дальше говорить не буду, потому что смысла нет. Еще раз, Сахих Муслим, 2771. От Анаса ибн Малика, что некий человек был обвинен в... 2771. Сахих Муслим. 700 как? 71. 71. Да? Муслим, да? Сейчас, подожди. Сахих Муслим, 2771. Может там. От Анаса, да? От Анаса ибн Малика, что некий человек был обвинен в неправильных... Да завали хлеборезку, там себе найди и прочитай. Внимательно слушай. Внимательно слушай хадис. Внимательно слушай хадис. От Анаса ибн Малика, что некий человек был обвинен в неправильных отношениях с матерью ребенка посланника Аллаха. Тогда посланник Аллаха сказал Али, иди и проверь. Нет, ошибочка. Иди и отруби ему голову. Али пришел к этому человеку и обнаружил его в колодце. То есть этому человеку повезло, что он в это время купался, без одежды. Али сказал ему, выходи, и протянул свою руку, чтобы вытащить его из колодца. И оказалось, у этого человека не было полового органа. Тогда Али не стал ничего с ним делать и вернулся к пророку, сказав, о, посланник Аллаха, у него нет полового органа. Антитеррор, смотри, не перебивай меня. Ты постоянно перебиваешь. Смотри, вот этот хадис, Муслим, он достоверен, да, 271, да. Смотри, как он начинается. Анас сообщает, слушай, что некоторого мужчину обвинили, смотри, читай, некоторого мужчину обвинили в связи с матерью ребенка, посланника Аллаха. Смотри, ты будешь, вот как ты, допустим, пришел такой, да, такую чанду сказал, да, это пошла новость, да, чтобы не опозорить пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Али сказал, приказал, чтобы потом люди не говорили ничего. Иди, убей его, да. Тот пошел и увидел, чанду, что это... Понимаешь? Я не вижу ничего в этом хадисе какого-то упрека, если честно. Знаешь, почему ты не видишь? Знаешь, почему ты не видишь? Подожди, антитеррор. Наоборот, справедливость. Ага, без проблем. Подожди, антитеррор, не перебивайте. Слушай, внимательно очень. Хадис даже показывает справедливость ислама, потому что если это были какие-нибудь там... Представляете? Они... Охренеть просто. Это просто, это охренеть просто. Видишь, как тебе, я когда тебя отвечаю, да, и отвечаю прямо, тебе не нравится, ты не перебиваешь. Ты в этом хадисе видишь справедливость, да? Конечно, смотри, если это были какие-то демократы, да, они бы убили бы это вообще не за что. Это аналогия, это не аргумент. Подожди, смотри. Демократы, Смотри, человек инвалид, подожди, человек... Выключайте микрофон, просто мозги делают. Мозги делают. Слушай внимательно. Если бы это были бы демократы, то там целая экспертиза, судебный процесс,
и так далее. Там 2-3 года прошло бы, пока доподлинно не установили бы истинность этих обвинений. Презумпция невиновности есть у язычников. То есть, если тебя обвинили, ты не должен оправдываться. Сначала должны быть доказательства этого. Только после этого тебя судят. Оболтус ты, тупорылый. Причем тут демократы? И даже если бы это демократы сделали бы, смотри хлеборезку. Хлеборезку завалил свой. И даже если бы это сделали бы какие-то кефиры демократы, аналогия – это не аргумент. Еще раз повторяю. У тебя конкретный хадис. Твой пророк отправил человека просто сразу убить за обвинение. Без единого доказательства. Притом у него, якобы он пророк. У него даже постоянно Джибриль, ангел с рядом сидел. Если бы это было бы правдой, если бы к нему являлся бы ангел от Господа нашего, который знает все, если бы он был бы его спутником, как он утверждал это, он ему сказал бы это, что этот человек обвинен ложно. Как минимум у тебя в Коране, он сам в Коране говорит, 2 свидетельства должно быть, когда человека обвинили в прелюбодеянии. 2 свидетеля. Он сам, нарушая свой же шариат, свой же Коран, отправляет человека за обвинение убить. И ты видишь в этом справедливость. В этом есть справедливость. Смотри, антитеррор. Короче, все, В этом хадисе, пошел нахрен, иди нахрен. В этом хадисе опровержение тебе самому, понимаешь? То бишь такие, как ты, люди, неверующие, обвинили человека, инвалида, сделали ему зульм, да, хотели опозорить пророка. Пророк что сделал? Послал Али наказать этого человека. И Али разобрался, увидел, что это бухтан, понимаешь? В этом есть справедливость. И человека оставили. Были это бы язычники, они бы не разбирались, сразу бы убили бы. Этот хадис, наоборот, показывает справедливость ислама, чего у вас вообще нету. Понимаешь? А как ты не объяснишь такой хадис? Подожди, антитеррор, я тебя выслушал. Антитеррор, подожди, я тебя выслушал, подожди. Ответь на вопрос, кто написал Коран? Субхану, что за тупые вопросы? Ну как тупые? Ну кто написал Коран? Слушай, у тебя, ты ашарит, что ли, бывший? Как ты такие вещи можешь говорить? Вопрос. Аллахи, ты ашарит бывший. Аллахи только ашарит такой или хабашит бывший. Кто написал Коран? Ответь просто, ты же знаешь, что проверь, скажи мне. Коран это речь Аллаха. Как ты можешь сказать, физически рукой кто написал? Физически рукой кто написал? Сподвижники. Сподвижники. Речь Аллаха это Коран. Да, кто сказал, что это речь Аллаха? Субханаллах. Сам Аллах в Коране говорит, что это речь Аллаха. Где написано? Подожди, не спеши. Подожди, Коране, а вы что да? свою... Подожди, а что вы свою книгу не напишете? Подожди. Почему вы свою книгу не написали напишете? физический Коран своими руками, и там вписали, что это речь Аллаха. То есть это люди написали. То есть ты веришь людям. Кто-то чемду несешь, слушай. Коран это Не, речь подожди, Аллаха. Окей, подожди, у меня тебе вопрос. Если эта книга написана, чего же вы свою тоже книгу не напишете? Или у вас мозгов не хватает? Да при Вы чем же ты не можете свою свою сейчас книгу Коран? написать. Подожди. У вас своей книги нету. Покажите мне книгу. Подожди, покажи мне вашу книгу. Дайте мне ваше писание. На чем вы Сподвижники руководствуетесь? это люди? Сподвижники это люди? На Сподвижники это люди? чем вы руководствуетесь? Подожди, сподвижники это человеки? Подожди, это человеки, это люди, сподвижники? Слушай, это дьяволы, джинны, кто они? Сподвижники кто? Люди или не люди? Подожди. Люди или кто Не они? перебивайте меня. Не перебивайте Люди меня. они? Антитеррор. Подожди. Отвечай на вопрос. Отвечай на вопрос. Антитеррор. Подожди. Антитеррор привел Отвечай на вопрос. Хадис кто написал? Не помню. 171, да, от муслима. Подожди, да, я говорю, подожди. Я отвечаю. Я говорю сейчас. Ты много говорил, давай я сейчас говорю. Я на вопрос антитеррора не ответил, он мне отвечу, я на твой вопрос отвечу. У нас базар сейчас получится. Я с тобой не разговариваю. Ты тупая голова. С тобой говорить Ты не дал мне, подожди. Это разве справедливо? Нет, так? Вы же чеченцы, Нахчала, вы. Где не Нахчала ваша? я разговариваю с тобой. Я Альберт с тобой разговариваю. Ответь на вопрос, кто написал хадисы? Сподвижники. Сподвижники. По Иснат. Ты знаешь, что такое Иснат? Подожди. Не надо, я тебе на вопрос ответил. Ты бывший ашарит, субханаллах. Сподвижники это люди? Подожди, сподвижники это люди живые. Обычные. Сахабы, да. Да, это же люди. Значит, ты веришь тому, что написали люди.
Сразу вмешиваюсь в ваш разговор. Сподвижники не записали. Сподвижники не записали никакие хадисы. Хадисы записал, говорят, Бухари, говорят. Ну, вот я... Знаете, подождите, у меня к вам вопрос ко всем. У меня к вам ко всем вопрос. Вы знаете, что такое иснад? Наука, джахру, тадиль, вот такие вещи знаете? Нет? Кто написал иснад? Подожди. Что такое иснад? Что такое иснад? Иснад что такое? Цепочка. Вот я вам вопрос такой задаю, потому что вы все тут... Я дам определение. Подожди. Вальдемар, я дам тебе определение. Я дам тебе определение, что такое иснад. Короче, если ты прочтешь Коран, то тебе дают звание капитана или майора. Если ты и иснад еще знаешь, то повышение звания, уже там на подполковника идешь. Если ты знаешь все хадисы Муслима и Бухари, то уже на полковника можешь подавать и с пожизненной пенсии. Такая примерно система. Учитывая, что ты ни хрена не знаешь, я думаю, что ты младший Лютеха. Не выше. Подожди. У нас тут не Comedy Club, мы серьезные вещи обсуждаем. Давайте по-серьезному говорить. Смотрите, дайте мне сказать, почему вы перебиваете? Смотри, вы все... Он врет, никакие сподвижники хадисы не записывали, он врет. Вы, как они записывали? Ты уже наврал. Слушайте сюда внимательно. Ты уже наврал. Все... Смотри, я тебе говорю, ты наврал. Никто из подвижников хадисы не записывал. Дальше. Ибраим, пусть записывали кто угодно, записывали люди. Я что ему хочу привести? Не, это не правда, ну, уже неправда. Правильно. Так, да, разницы нету. Всегда все записывали люди. Вот этот иснад, который он приводит, тоже люди писали. О том, что написали хадисы, тоже люди подтверждают и пишут. О том, что Коран написан кем-то там, тоже люди говорят. То, что в Коране написано, написали люди. То, что был пророк, говорят люди и записали люди. Все время в этой цепочке находятся люди, больше никто. Там идет замкнутый круг в людях. И все, получается, мусульмане верят людям. Людям, которые что-то написали о тех людях, которые о чем-то говорили когда-то, о других людях, которые что-то написали, которые якобы видели Мухаммада. Слушайте сюда, слушайте все. Если мы вот эту систему разберем, нам дальше вообще разбираться не о чем. Мы говорим о людях, мы не говорим ни о Боге, ни о Мухаммаде. Мы говорим о том, что написали люди. Подожди, заткнись твой рот. Мы говорим о людях. Если мы говорим о людях, мы уже прекращаем говорить о религии и о чем-то еще. Все, вопрос закрыт, дальше идти некуда. Сабарда, слушайте меня. Все, кто находится в этой группе, они никогда не были салафитами. Никогда. Никто из вас не скажет, что я был салафитом. Во-первых, здесь есть. Как я могу быть салафитом? Я не закончил. Чего вы перебиваете? Как я могу быть салафитом? Я даже не лейтенант. Антитеррор говорит, вы его все слушаете. Меня слушайте, я тоже говорю. Надо быть справедливым. Ты врешь, ты уже наврал. У тебя звания недостаточно. Вы все муриды, ашариты, хабашиты бывшие. У вас фундамент неправильный. Вы не знаете, что такое наука иснад, наука джахру тавдиля, как эти хадисы вообще получились, какие-то хадисы отложили. Вы этого не знаете. Вы как кораниты, вот тупые, понимаете? Вы должны сначала... Ты Коран не читал, дурак. Вы должны знать, что такое сам дурак. Иснад в первую очередь. И вы знаете, подождите, Коран почти тебе звание повысит, дурак. Выслугу лет потеряешь. Это болтовня тебе не поможет. Только дискуссия ты можешь доказать свою правоту, или там, что ты грамотный, или что ты что-то читал. Только дискуссия. Монологи здесь говнюковые не проходят. Если хочешь дискутировать, давай ты говоришь, я говорю, ты говоришь, я говорю. Пожалуйста. Что тебя интересует? Иснад хочешь узнать, что такое? Давай поговорим про иснад. Он не увозит. Вот я, например, суфи чисто символически. У меня есть предание от Хаджи, где он объясняет о сотворении мира, там, о том, как Бог его сундук. И он говорит, что Бог, он, когда он сотворил мир, он сотворил его, 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 он сотворил его,
специально божественно посадил, и он оттуда вытащил вот этот дзюкар наш. И что этот дзюкар, он благое дело, что этот хаджи является наставником там, пророка, его как бы ответственным. И что в этом иснаде плохого? Объясни мне. Ты можешь опровергнуть мой иснад как-то? Ибраим, я могу все это опровергнуть. Смотри, антитеррор, он сам понимает, что вы заблудшие хаджи мопеды. Он вас поэтому не трогает. Алло, Он борется только с 29-й. Давай его опровергни сейчас. Сейчас устыди меня, я тебе сказал вот предание. Наш хаджи, короче, жил 180 лет назад, до того, как это ваши русские, царская охранка его увела там и без вести потеряла. Вот до этого он жил 180 лет. Ему сейчас живут, да? Там потеряли его, сейчас веришь, он... да? Сейчас он... Антитеррор! Ты что молчишь? Подожди, Ты эти сказки не опровергают? Алло, Антитеррор. 29-й. Юка Маэслаш, 29-й. Давай мой иснад теперь, устыди меня, опровергни его, что я говорю неправильно. Слушай, ты себя считаешь хаджи мопедом, да? Ой, хаджи муридом, да? Ты сидишь вот с такими... Ну, мопедом, вот мопедом считаю. Да? Можешь прям вот так и назвать. Хаджи мопед. Окей, дальше. Теперь опровергни. Можешь как хочешь обзываться, опровергни мой иснад. Смотри, почему, у меня к тебе вопрос. Почему вас хаджи муридов антитеррор вообще не трогает? Почему? Потому что он понимает, что вы и так заблудшие, чего вас трогать. Он именно только с салафитами борется. Ни с кем, ни с кабашитами, ни с ашаритами. Ни Алло, 29-й, не паникуй, давай, вот я тебе говорю четко, да, свои предания о своем пророке. Это вымышленные сказки. Почему они вымышлены? Что там не такого, не состыкуется? Я тебе сейчас объясню. Только ты, пожалуйста, меня не перебивай. Сейчас... Не, ты монологи не пройдут. Я уже не. Я тебе отвечаю на твой вопрос. Смотри. Я тебе объясняю, монологи здесь не проходят. Мы будем дискутировать. Сначала ты, потом я, вот так. Как я буду говорить, если ты мне вот просто даже не даешь мне ответить на твой вопрос? Смотри. Почему в Чечне появились эти вот хаджи, муриды? Почему так было? Во-первых... Я тебе не об этом говорю, я тебя не об этом спросил. Мы с тобой хотим... Мы с тобой хотим изучить, что такое ислам. Алло, 29-й. Мы с тобой хотим полностью разъяснить, то есть сделать разбор полетов, что такое ислам. Человек, который построил дом без фундамента, и мне говорит, вот я там крышу заливаю. Не нужно сказать, друг, у тебя там фундамента нет. Какая крыша? Понимаешь? Ты мне говоришь про крышу, я тебе говорю про фундамент сейчас, отвечаю на вопрос. Смотри, долгое время... Алло, 29-й. 29-й. Не надо мне здесь вот эту философию. Смотри, тебе четко я тебе говорю, что у меня есть предание, у меня есть иснад от хаджи, где он разъяснил, что он является ответственным за пророка, что его Всевышний Аллах посадил в сундук. И то, что он вытащил оттуда, то, что он пожелал, самое ему любимое, приемлемое. То есть это антитеррор. вот это Антитеррор. Оставь антитеррора, мы с тобой дискутируем. Теперь что ты говоришь, что мой ислам неправильный такой? Антитеррор, послушай меня, антитеррор сюда. Ты когда вот... Монологи Гебниковые не проходят. Если хочешь дискутировать, давай отвечай. Потом ты задашь вопрос, я отвечу. Вальдемар, чтобы спорить с антитеррором, у тебя должно быть как минимум полковник звания. А ты как ты будешь с ним спорить, если ты всего лишь какой-то мелкий прапорщик? Ну, дискутировать как ты будешь с ними. У тебя звания не хватает. Давай, антитеррор, давай вживую встретимся. Не уходим от темы. Ты сейчас говоришь. Подожди, вот у тебя была тема с Альбертом. У тебя была тема с Альбертом. Альберт тебе попытался разъяснить, как действует вот это священное писание, его предание и так далее. Ты там засмеял всех и сослался на иснад. Давай теперь разбирать, что такое иснад. По-честному. Ты же не хочешь здесь кого-то надурить, обмануть, кого-то, сделать дебилом каким-то исламистским. Ты чисто свою веру хочешь защитить. Давай я вот свою Он явно хочет это сделать. Он явно хочет это сделать. Но у него не получается. Пожалуйста, вот тебе микрофон. Давай с тобой встретимся. Оставь его.
Чего вы перебиваешь? Оставь Я его, оставь его. Он с тобой уже Я в поговорил. Риге часто бываю, в Риге. И если хочешь говорить, будем говорить. Если не хочешь, балабольство не приемлется. Давай его. Когда возьмем тебе тему. повысят еще 2 звания, мы проверим, способен ли ты будешь хотя бы 3 секунды против антитеррора удержаться. Давай, вот И тогда тема запишем. Иснад очень хорошая тема. Давай ее разъясним. Если как бы я тебе тоже помогу, я сам 78%, поэтому я тебе тоже помогу как бы в этом. Вот здесь кефиры много находятся. Им разъясним, что такое Иснад. Ибраим, почему ты 78, куда ты 2% сделал? За ночь ты опустился на 2%? Нет, там я на 10 слетел, потом на 8 назад поднялся. Потому что хадис, который слышал, шиитский оказался. Но тем не менее, они тоже имеют право, как бы, у них тоже свои иснады. Валдемар, Хорошо. давай подискутируем. Бисмилля. Рахмани Рахим. Да, говори, что там. Только ты меня не перебивай. Смотри, я тебе сейчас объясню. Имам Бухари как собирал хадисы? Во-первых, там самый хадис, там 3 человека, 4 до пророка, понимаешь? Пишется биография людей, которые слышали от сподвижников. Давай напомни зрителям, через сколько лет после пророка он жил? Ты, пожалуйста, меня не перебивай. Потому что эта тема, как нельзя выслушайте, там, минуту-две, проявите терпение. Смотрите, я сейчас объясняю, что такое наука Иснад. То бишь, мусульмане не сомневаются вообще в достоверности всех сподвижников пророка Мухаммада. Если какой-то сподвижник, например, Муавия ибн Абу Суфьян, рассказал хадис от пророка, да, его услышал не сподвижник, табиин, да, табиины тоже, у них нет сомнений, это лучшие люди после сподвижников, да, и уже от них идут люди, у которых должна быть биография, как бы CV, поняли, да, то бишь, если человек, это наука... Я выпустил кракена. Смотри, вы что перебиваешь, я же говорю, субханаллах. Это же надо... Не перебивайте, пожалуйста. Смотрите, есть вторая наука после Иснада, которая входит в науку Иснад, это наука Джарху Тавдиль. То бишь, если человек в свое время где-то, у него был косяк, допустим, какой-то, его там поймали за воровство, там, или поймали за ложь, да, от него уже хадисы не принимаются, либо становятся слабыми. Также есть наука смерти. Что такое наука смерти? Смотрится на даты рождения и даты смерти. Допустим, если мы видим, что... Сабарда, Яни, что вы перебиваете, субханаллах? Есть наука Ислам. Смотри, Вальдемар, давай вот так, по чуть-чуть. Объяснение давай. Что ты меня перебил сейчас? Я говорил, что есть наука Иснад, есть наука Джарху Тавдиль, наука смерти, которые фиксируют всех людей, что они друг другом, во-первых, встретились в взрослом возрасте, что тот не был, там, сильная память у него была, он был праведником. Вы знаете, имам Бухари, перед тем, как взять хадис у определенного человека, он за ним следил. И он видел, если, допустим... Через сколько лет он следил, ты вообще на голову больной, что ли? Вы знаете, почему... Смотри. Подожди. Вы знаете, почему чеченцы... Гой он иштаюки, даллахташа, свободный шукается Подожди. Вы знаете... Юхакун балабольство, ладья, масть моя, скучал часами. Юкается слушай, давай разъясняем сейчас полностью. Будем делать разбор полетов. Давай по теме, не уходи. Вот этих провокаторов оставь. Говори свою версию. Ты говоришь, что Иснад, там какая цепочка, истинная наука. Окей. Через сколько лет жил Бухари после пророка? Почему перебиваете? Вот ты говоришь, отвечай, я отвечаю, вы перебиваете, субханаллах. Вот смотри. Не отвечает. Подожди, нас сейчас 70 человек слушают. Валлахи, тот послушает, и он на мою сторону встанет. Что вы не дайте мне сказать вообще. 70 человек слушали, что тебе задали простой вопрос 3 раза, и ты на него не отвечаешь. Эти 70 человек это зафиксировали.
Что ты не отвечаешь на простой вопрос, когда жил Бухари, тебя 3 раза спросили, ты не ответил. Тебя еще раз спросили, ты не ответил. Сейчас тебе дадут еще раз. Когда жил Бухари после смерти пророка? Сколько лет? Кто жил? Мухаммед? Ты имеешь пророка или кого ты имеешь? Что за Мухаммед? Бухари когда жил? Бухари. Сколько лет после смерти пророка прошло, прежде чем Бухари записал первый хадис? Так я вам еще до этого Это тебе объяснял. 3 раза он спросил. Там это было во времена салифов, а я не точно дату не могу сказать. Ну, я не тебе знаешь, подскажу, это не стыдно, ничего, это никакого Подожди, стыда там я же нет. объясняю, я же вам объясняю, 200, как подожди. 220, 230 лет. Да, это немного- Современная наука говорит, то есть подведет подсчет, да, обычно вот по генетике, по генеалогии, когда работают, одно поколение считается в 25 лет, средний возраст. Так, у нас прошло 220-230 лет. Сменилось 8 поколений. Не 8, Вот давай, за 8. 3-4. 3-4 поколения от Алло, пророка. 9 поколений, 9. Нет, не 9. 3-4 Я тебе поколения. повторяю, Люди, средний возраст поколения считается 25 лет. Прошло 230 лет. Считай, давай 8 по минималке. 8-9 поколений. Прошло. Дальше что ты хочешь сказать? Я вам сейчас только что вот на ваш вопрос я отвечал про Джахру Тавдиль. Ты знаешь, что такое Джахру Тавдиль? У меня вопрос к тебе. Что такое наука Иснад, наука смерти? Это все входит в науку Иснад. Имам Бухари. Вырубите его. Вот видите, я когда начинаю вам правду говорить, вам сразу вырубите, перебивайте. Ну, как ты можешь Иснад говорить, если ты даже не знаешь, через сколько лет жил в Бухаре? Ты вообще не интересовался. Ты еще слабенький, нужно тебе подучиться там, у вас в отделе, короче. Сейчас, люди, кто сейчас нас слушает, послушайте их. Я им объясняю Джахру Тавдиль, Иснад, они не дают мне до конца сказать, перебивают. И ладно бы перебили чем-то стоящим. Ну ты не знаешь даже, через сколько лет жил в Бухаре. Они наговаривают, смотрите, на имама Бухари, это на самого лучшего человека, который собрал хадисы, который был самый справедливый человек того времени. Они на него наговаривают, субханаллах, как шииты, твари эти конченые. Понимаете? Хорошо. Видишь, они говорят, я тебе привел аргументы, приведи тоже аргументы, кроме оскорблений. Я тебе тоже привожу аргумент. У меня есть хаджи. У меня есть хаджи. Алло, 29. Я уже отвечаю. Ты задал вопрос. Перестань вести монологи. Ты задал вопрос. Я тебе отвечаю. У меня тоже есть иснад от самого честного человека, что хаджи передал, что вот он жил 180 лет назад, не 220, 230, как Бухари. Вот недавно жил хаджи. И у меня тем более 20-21 век, начиная там с этого 19-го. У меня более, короче, как бы вот эта вот ситуация, да, прогресс уже, то есть у меня побольше вот этих косвенных доказательств в том, что хаджи говорил, то, что он делал. Понимаешь, и у меня вот есть предание вот такое. Ты теперь что считаешь, что оно неправдивое какое-то? Конечно, потому что он не был из мусульман Ахлюсуна, он был из суфистов, тарикатчиков, которые вместе с джиннами, Так в том-то и дело, что... Подожди, суфисты это колдуны, брат. Они колдуны, они закрываются на 40 дней халвати, без омовения там сидят джиннами. Они все Ты сейчас обозвал 200 миллионов мусульман, суфистов. Ваших салафитов всего лишь 50 миллионов. Это что меняет? 50 миллионов ваш только. Если у них идеология там. Если у них идеология колдовская, хоть их будет миллиард, какая разница? Алло, 29 идеология колдовская. Никакой колдовской идеологии нет. У меня главная цепочка. Подожди, ты в курсе, хаджи муриды говорят, что он не умер, он до сих пор живой. Ты в эту чепуху веришь? Скажи мне. Вопрос тебе. Вот эти сказки Андерсона, ты веришь, что он до сих пор живой? То, что я не верю, не это важно. Я верю в то, что этого человека там полностью русская вот эта царская охранка утащила, и там за стенках его загубили. Вот он живой, да, он умер? Он живой или но его... Он не живой. Я не это самое. Я тебе не про это сейчас рассказываю, не про вашу вот это. По теме
Сказки из параллельного дела вашего меня не интересуют. Нам нужно сейчас Ты знаешь, Алло, 29-й. вот тебя антитеррор, вот Алло. почему вас антитеррор не трогает? Антитеррор Алло, твои комментарии, твои какие-то эти оценки нам здесь неинтересны. Мы хотим разобраться, цепочку предания священных писаний. Ты говоришь, что Бухари, якобы живший через 220-230 лет, говорят, что он жил, после 100 лет после него, говорят, записано про Бухари, что он жил. Но то, что 100 лет после Бухари записано, где говорят, что Бухари жил, этому никто не может ради углеродного анализа этой книжки сделать и нам доказать, что такая книжка существовала, которая описывает Бухари. Понимаешь, 29-й? И ты можешь здесь любые сказать, что в Индии, в Китае кто-то летает, что на Аль-Бураке летает. Нам нужно, разобраться, что здесь происходит, понимаешь? Поэтому твой иснад, он на каком-то Бухари не заканчивается. Там после Бухари еще дальше идет иснад, понимаешь? Вот это тоже подучите там у себя. ты себя считаешь мусульманином, вот, Ибрагим? Ты мусульманин? 78%. У меня к тебе вопрос, где Аллах? Где ему по кайфу там он есть? Астагфируллах. Я тебя просто сущностью, Аллах где? Там, где ему по кайфу. Субханаллах. Ты не мусульманин. Ибрагим, скажи на троне, на троне. Субханаллах. Я говорю, ты антитеррор, хочешь понимаешь, себя что как пользуется? хабашит с собой, встал в позу на четверинке, говорил, на троне, под троном или еще где-то. Ты знаешь, что проблема? Слушай, я не знаю, ты в Чечне живешь, где ты живешь сейчас? Я бы с тобой вживую бы встретился, я тебе бы мозги бы на место бы вставил, если честно. Я одного Да чеченца я вот уже с вашим представил. здесь одним встречался, вот Да, здесь в бесполезно, университете. надо со мной тебе Он встречаться. учится. Я тебе наставил на Мы на здесь прямой встречались, он здесь ходит, всякие эти семинары, лекции проводит по чеченцам. С ним Ну, чеченец, встретились, где аккуратно живешь? ему вразумили, потом Ты пошел в форме делать придешь? свою Вальдемар, ты в полной парадной форме придешь? Подожди, почему антитеррор газует только на нас, на салафитов? Вас вообще не трогает. Он потому что понимает, что вы и так... Алло, 29-й. Алло, 29-й. Возвращаемся к теме Иснада. Возвращаемся к теме Так что Иснада. ты не знаешь, что такое Иснад, Субханаллах. Ты не знаешь, где Аллах, Субханаллах. Почему Бухари, по преданиям, почему Бухари собирал 600 тысяч хадисов? Где Аллах? 600 тысяч хадисов собирал. Ты знаешь, чтобы собрать в пустыне 600 тысяч хадисов, сколько времени требуется, какие усилия требуются. Ты еще говоришь, изучал он людей, подглядывал за ними. Ты понимаешь, что 600 тысяч хадисов, чтобы собрать, а потом их полностью отсортировать, и оттуда 7200 с хвостиком там писать, что для этого там несколько поколений Бухари потребуется. Ты в курсе этого? Тебе нужно сначала разобраться в акиде, потом такие вопросы усуваться. Ты не можешь понять, где Аллах, Субхану Тааля. Ты сначала разберись в Подожди, маленьких вопросах. ладно. Какие На ты Иснаде там ты вообще слился. утонешь? Ты там На вообще Иснаде ты слился. Ты Как даже- ты выяснил, что именно салафизм правильная смотри, религия? ты даже громкие слова не говори такие. Ты джахиль, невежда. Ты сначала разберись в убеждениях. Как ты узнал, ты невежда, не учивший ни какую, ни сунну, не учивший ни Коран, ничего, вообще ни ученый, ни капельки. Как ты разобрался, что одни ученые, они балаболы, например, суфийские, хабашитские, там, ашаритские, а именно твои салафитские, и то часть какая-то из них, они правы. Как вот это вычисление сделал? Мне тоже объясни, я бы тоже тогда свою вот эту суфизм оставил и туда перешел. Бисмилля. Я могу ответить на твой вопрос, только, пожалуйста, не перебивай, пожалуйста. Мы, салафиты, спавшаяся группа, только вот мы. Все остальные ашариты, суфи, хабашиты, шииты, это все люди финар. Они будут в аду гореть. Как я это определяю? У нас есть сито, Коран и Сунна.
Наши убеждения, такие, как были убеждения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, без нововведений. Мы не празднуем мавлиды, мы не взываем к мертвым шейхам. Мы на том пути, на котором был пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Наше руководство – это Коран и Сунна. У вас, у суфистов, руководство Кунтахаджичу сказал, вы очень большие джахили. Я тебе задаю вопрос, где Аллах? У Опять пророка Мухаммада, пропаганда саллаллаху идет. алейхи вассалям, Свобода, пропаганда. пускай Видишь, это перебиваешь. хорошая пропаганда. Видишь, Это хорошая перебиваешь меня, пропаганда. субханаллах. Видишь, перебиваешь. Дай мне сказать. Я тебя Пускай как-то все слышат, пускай эту идеологию все слышат. Смотрите. Какие были убеждения у пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, его сподвижников, что Аллах, субхану тааля, фиссама на троне. Смотри, ты закончил разъяснять идеологию, теперь разъясни, как ты выбрал кого-то, каким образом ты выбрал правильно. Смотри, ты меня почему перебиваешь? Я вот говорю, ты меня перебиваешь, субханаллах. Как мы нам будем вести? Мне Я тебя здесь слушал, пропаганда вот это не интересно. Пропаганда не интересно. Дискутировать, как ты выбрал. Ты сначала обвинил суфистов, всех других в их неправильности. Конечно, это как ты выбрал именно? Смотри, да, ты выбрал именно их правоту? Ты ученый, что ли? Ты подойди к ребенку, которому там 2 года, 3 года, ты спроси у него, где Бог? Он пальцем на него покажет, что у ребенка больше мозгов, чем вот этих бородатых, вот этих вот скакунов, которые скачут, прыгают. Алло, 29-й. Книгами, но они элементарных вещей не понимают. Да смотри, за осла ты там можешь получить по тыкве. Смотри, ты вот бойся, это то, что ты сейчас рассказываешь. Ты не на правильном пути. Да, ты то, что ты сейчас... Ты бойся, меня не надо пугать. Ты за себя Ты боишься. то, что сейчас рассказываешь, там эти такие, эти не такие. 200 миллионов суфистов со своими учеными, со своими исламскими там исламчиками и так далее. Они все дебилы, ты один умный, люди, которые держатся на истине, их всегда в меньшинстве. Муджахиды, которые будут воевать с имамом Махди, их будет меньшинство. Ну, коранитов меньше, чем вас. Коранитов еще меньше, чем вас. Коранитов вообще на пальцах может быть. Ну, знаешь, почему их меньше? Потому что у них идеология, только дебилы могут быть коранитов, понимаешь? Вот нормальный человек не может быть коранитом. Они дебилы. Не, я просто, смотри, не хочу с тобой обзываться здесь, переходить на это, на личности. Переходить с тобой на личности мне не интересно. Я хочу просто разобраться, каким чудесным образом, не будучи исламским ученым, исламоведом, исламофилом, я не знаю, как угодно, не имея вот этих всех навыков, не имея там какого-то запаса знаний, там, как ты смог определить, что все остальные ученые, и хабашитские, и салафитские, имеется в виду и суфийские, и шиитские, из 1,5 миллиарда ты выбрал только ветвь, которая составляет 50 миллионов. То есть я сейчас, это в процентном соотношении, сколько это получается? Так, я не знаю, меньше, чем там 30-я часть какая-то. То есть ты выбрал вот эту вот сторону. Вот как ты умудрился всех других опровергнуть, сказать, что они все неправы, ты вот не ученый, никто, сказать, что именно вот эти 50 миллионов, они правы. Ты что, лучше всех остальных в религии разбираешься? Я не пойму. У меня обращение вот все, кто сейчас слушает, и тебе тоже, Ибрагим. Просто открой... Вот давай я докажу, что я пророк, и скажу, откуда он это узнал. Ему понравился Абу Марьям, славянский эмират, русский мусульманин, его знакомый. И он его лицом обманулся и принял ислам. Вот видишь, сразу кафир. Я принял ислам намного раньше этого Абу Марьяма, намного раньше был. Я в 2014 году принял ислам, он где-то в 2018. И ты до сих пор не прочитал Коран? Столько времени прошло. Я его всегда читаю. Что мне прочитывать? Я его всегда читаю. Сегодня читал утром. Всегда читаем Коран. Разрешается ли смотреть с вожделением на лицо Абу Умара? Безбородого. Видите, как вы разговариваете? Подождите, ну не сияем с темы, пусть он объяснит, как он вычислил, каким образом, будучи, как он узнал,
Ты просто доверился вот этим салафитским ученым, или ты сам каким-то образом, логикой на это вышел, или какими-то вычислениями, или... Смотрите. Я когда только принял ислам, в России очень много ашаритов, хабашитов, да? Я был в России, и на меня напали ашариты. Вот надо, короче, нашу ашаритскую акиду принимать, эту хабашитскую, короче, да, чанду ихнюю. И они начали меня, короче, лечить, типа, Аллах, типа, физ. Они говорят, Аллаху маджуду биля микан. То бишь по-русски это сказать, что Аллах существует без места, без направления, тут чанду ихнюю, да? А я тогда, не было знаний, я с ними соглашался, да, Аллах без места, без направления. Я такую чанду нес, короче. Потом я поехал нацистам давать делать, короче, с ашаритами. Да, это по-шиловски, по-дагестански, да? Да. Потому что ашаритов очень много у вас на Кавказе, очень много. И они тоже так же на Россию влияния не имеют, потому что половина мечети, они ашаритские. А что, на Россию влияет, да? Послушайте, брат, что вы меня перебиваете? Я же по теме говорю. Я же не скачу с вопросом. Ты просто болтаешь. Свободен. Ибрагим, я же отвечаю на твой вопрос. Ты вот меня задал, я тебе отвечаю, что вы меня перебиваете? Дайте ему ответить. Ты просто коротко не отвечаешь, куда-то уходишь, поэтому 83 человека хотят здесь тоже высказаться, общаться. Я же слушал. И ты создаешь вот такую ситуацию агрессивную. Просто вы меня перебиваете, я забываю уже мысль, что хотел сказать, понимаете? Смотрите, и вы, ваши вот эти ашариты, говорили мне, что типа Аллах существует без места, типа нету. Если ты скажешь, что Аллах наверху, типа ты кафером стал, у них у хабашитов такая акида, короче, поняли, да? Я соглашался с ним, что я был слабый, и не было знаний, я говорю, да, если так говорят, это правда, да, как бы, таклит за ними сделал, короче, да. И потом начал разбираться. Почему я начал разбираться? Потому что у меня сердце не было спокойно. Они мне говорят, Аллах не существует на небесах, у меня в сердце сомнений, короче. Я не убежден, я как бы не удовлетворен их ответом. Да? Но я не знаю правильный ответ, я соглашаюсь с ними, короче, да? Потом я переехал, уже хиджру сделал уже в Саудовскую Аравию, в Кувейт. И я встретил, в общем, русских салафитов. И я им задал вопрос, слушай, такие люди есть, короче, они говорят, что Аллаху маджуд билял мейкан, то есть Аллах существует без места, без направления, это что такое, типа? Они говорят, ты с кем связался, это секта ашаритов. И они мне дали книгу, я рекомендую всем, кто в этой группе сидит, прочитать эту книгу, она называется «Блеск убеждений», это книга салифов, это книги почти 1000 лет. Это именно как раз опровержение вот этим людям, которые отрицают атрибуты Аллаха, как возвышенность, как лик Аллаха. Может, ты хотя бы Коран прочтешь просто. 1000 лет Алло. Я прочитал «Блеск убеждений», да. Я ознакомился с салафистской акидой. Коран почему ты не прочитал, «Блеск убеждений»? Что вы как эти? Вы смотрите, вы чеченцы, вы не чеченцы. Потому что я когда с чеченцами общаюсь, они серьезные ребята. Представь, к нам заходит человек, говорит, читайте эту книгу, читайте. Уши светят и слушают тебя постоянно. Хорошие, да? Ты самый крутой клоун во всем этом ГБшном курятке. Это не по-чеченскому. Где Нухчала, субханаллах? Я согласен, это по ФСБшному. Я не смеюсь же над вами. Нет, подожди. Мы сегодня знаем, у нас нет такой смешной религии. Мы сегодня знаем, что в мире нету Корана, которому 1000 лет есть. А у тебя какая-то книга, «Блеск», что у тебя там был 1000-летний? Почитай книгу «Блеск убеждений». Марк, ты говоришь на арабском? Ну, Корана же нету, которому 1000 лет. Вальдемар, ты говоришь на арабском? Смотри, ты сейчас, я куда-то знал, потом ребята сказали, без места, с местом, там ашариты, они такие. Разъясни еще раз, как ты пришел к истине. Не будучи исламским ученым, чтобы... представляешь, ты должен быть более крутым судьей, более крутым исламоведом, чтобы между исламскими вот этими учеными, хабашитскими, ашаритскими, шиитскими, суннитскими, суфистскими, чтобы между ними разобраться. То есть ты должен большими знаниями обладать, чтобы ты мог уже как бы развести вот эту ситуацию в их среде.
Смотри, Вальдемар, чтобы понять истину, ты должен быть беспристрастным, понимаешь? Беспристрастным. Подходить к делу, понимаешь? Вальдемар, ты читал Да. книгу «Блеск и нищета куртизанок» Оноры де Бальзака? Слушайте, как говорю. Подожди, я пропустил. Книга Блеска, она тебя наставила на истину. Книга вот эта Блеск. Не только книга, и книга сама меня укрепила, и также уроки ученых, шейх Усман Аль-Хамис. А Коран Коран вообще не подействовал. Так Коран, наоборот, подожди, так Коран сам и подтверждает, что Аллах Субхану Тааля фиссама над небесами, понимаете? И не только Коран, и Библия, у христиан какая молитва? Вальдемар. Отче наш, Вальдемар. Отче наш, иже еси на небеси, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя. А что такое иже еси на небеси? Даже нам есть, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, и так далее. Даже у христиан убеждение, что иже еси на небеси, то бишь, что как пилось, на небесах Господь, понимаете? У евреев то же самое в Торе. Это Вообще-то это иже еси на небеси, это вообще-то если ты есть на небесах, то есть это как бы сомнение, а вдруг нет. Иже еси на небеси, это прямо утверждение, что он на небесах. Не. Я древнерусский понимаю. Иже еси это, Боже, если ты есть на небесах. Не, ты сейчас вот как ребенок разговариваешь. Я серьезно, субханаллах. Тесла, не уводи от темы. Дайте ему ответить, каким образом он вычислил. Я тебе только сразу, Вальдемар, подскажу, что логика в исламе запрещена. И если бы логика была бы, то Али потерял бы носки снизу, а не сверху, если бы логично. Это ваш, это неправда. Наоборот, Аллах Субхану Тааля злится на тех, кто не размышляет. Как вот эти ашариты. На них что они не размышляют. Подожди, тут имеется в виду логика. Ты не должен свою логику включать куда? На атрибуты Аллаха. Задавать вопрос, как Аллах возвысился, какая у Аллаха там его атрибуты. Вот здесь логику должны отключать все, потому что ни у кого знания этого нету. Во всем мире все люди... Вы видите, вот смотрите, зрители, вы видите, какие разные салафиты. Имеется в виду логика, понимаешь? Салафит рознь. Один салафит говорит... Да. Один салафит говорит, что логика запрещена, другой говорит, что разрешена, третий говорит, что разрешена наполовину. İsa'yı çocukluğu atıştınız. İsa'yı çocukluğu atıştınız. И как нам разобраться в этих сортах салафитов? Вы сначала должны разобраться И думаешь, представь тебе, не только нужно разобраться в этих течениях основных, да, в акидах, а еще в салафитских сортах тебе надо разбираться. Ибрагим, я тебе насиха даю просто от сердца, понимаешь? Тебе, чтобы вот эти вопросы, вот эти иснадов, да, ты сначала фундамент крепкий построй, фундамент, понимаешь? Когда человек включает свой разум, считает, что он самый рациональный человек в мире. Когда человек включает свой разум, считает, что рациональный человек в мире и поймет религию разумом, вопреки словам Али, рады Аллаху анху, который сказал, если бы религия постигалась разумом, то разумнее и логичнее было бы протирать подошву. Так ведь? Однако я видел, как пророк, саллаху алейхи вассалям, протирал сверху, когда делал масх. Пачкается где? Низ или вверх? Низ пачкается. Однако было нам велено в религии протирать вверх. В религии нужно что? Следование. Основа в религии — это следование и покорность Всевышнему Аллаху субханаху ва тааля. Все он правильно говорит. Поэтому камнями... Ой, братья, у меня просто джаматские привычки. У нас сейчас салатуль ассар, я отойду, у нас молитва ассар сейчас. Я после молитвы иншаллах. Всем отделом. У нас молитва ассар. Всем отделом. Ночью. Кто возглавлять будет? Что-то у тебя вечно там. У меня молитва ассар. Возвращайся. Приводь Кера, моего друга. Сакера я жду. Давайте я после полчаса я приду, хорошо? Кто будет молитву возглавлять у вас? Полковник ФСБ, генерал ФСБ, генерал-майор? Я ФСБшник, ты знаешь? 100%.
Ну, давайте я поговорим. Вот и Аллах подтвердил. Знак. Навахановый гивнюк. Обмельчали Чего ты совсем. рот отсюда? Тесла, обмельчали совсем. Ты с Карику Да, призывал. ну, видимо, уже Для берут информации, с улицы всяких. Тесла, для информации, зато дикие как бы, можешь ты, ну, выяснить, да, что происходит. Главное, от что ходить, что все, от что Нет, вы что это ходить. можно выяснить. Вухар ладуя бахчо, то есть законно герз улшица, лайч вахкадуешь, ладуешь, шмаеваш, вы свободы Аллах амал дешун, Да, да. дешун. И единственное, что я по нему выяснил, это что у них явно профессионализм сильно падает. То есть хватается всяких бомжей с улицы и делает из них младших командиров. А да, вы не чеченцы, что чеченцы, одно не чаю еще. Да, да. У меня слух хороший, вы на фоне не слышали там, как говорит, Коля, ты записываешь? Да, да. Я слышал. Какой-то Колян там на соседнем столе перед вторым компьютером. Патруша, Бортников, что вы сюда всякую пескарню посылаете? Что там пожирнее? Да, законный генерал Вать с лампасами. Мы его уделаем. Просто всякими этими мелюзгой возиться, короче. Это же неинтересно. Ни зрителям, ни нам. Обмельчали совсем. Да, да. Гайда Я Джамал, требую... там, не знаю, Гайда Джамал Санфа, серьезно, Чарбатиш, или Дугин, например, Дугина пришлите. Да, Халек, ты его сразу зачморишь, ты не сможешь с ним говорить. Шевченко тоже подходит. Да, Тумшо, Радиму Алитнеру. У нас как Тумшо, раз что вопросы. поговорить? У нас как раз вопросы к Шевченко насчет вот этой лубянской, так называемой суданской уголовного кодекса, насчет него. Да, Тумшо, подловить, Тумшо, он чморит Тверцу. поймал как кота. إبراهيم ديلا ما أباسنا جو شو قهتو شو حينت هذا جو شو هذا Абрат Салитина, Тору, летел, говорит. Айсален, Абрат Тору. Летел, говорим, это у ФСБ, я Анкала, короче. Это небольшая рыбка была. Заплыла случайно. Законно, вир движешь тир полностью, табелированностью тир. Короче, Ибраим защищал как лев этих фашистов. غاز Так قوري что он там Такамри, говорят, Такамри Йоган он играет. غاز قوري Айса, Раска, вот Бусов, вот что. Это не точно. Это не точно, потому что Скорее всего, Чили был. Скорее всего, Чили был. غاز قبوسو مو Представь, дальше Гаска, иман Чубяхкан, им ислам илlet, свой им ислам чур арадол, трат вен джихад кайфуш. А Чанда, Не, мы- Чадра, Чанда, короче, уже судебский. Вайкин, например, будешь, Вайкин, да что беган ислам, что с черного хода араб был. Весь за Айса, собой. Разон, Тесла, Раска, Бусов, Мухульмо. Ну, ласкаш. И что, дик батюш, и бусул, короче, и они двойне дик хер батюш.
Ядреная смесь. Если тоже эсто. Представь, doch по моду 6 лишний устанавливать, тогда через 6 тысяч тогда устанавливать. Вайн бог, представь, полностью. Вайн ты что, сфокусироваться, да? Иншаллах, чеченцев. Ислам держится в русскоязычной среде только на чеченцах. Ислам держится только на чеченцах. Это ни на ком он не держится. Маршал Душик, Тесла, Ибраим, вас, по-моему, не было. И Чувяльч, с каким вопросом он зашел? Хазаришон, вот первое цу Эллок. Нет? Что за вопрос был? Вот смотри, он заходит и говорит, Парма твою хочу, а я с ним бы поговорил. Ну, там туда-сюда, Парма хочу. И он ему задает вопрос. Пармат говорит, как ты относишься к Брейвику? Пармат бо имел учен, как ты его не знаешь? Вот вы же, говорит, чеченцы, вы за свой... Я им восхищаюсь, богцу. Вот как ты, он хочет нас, вот пытался сравнить с человеком, который пошел и убивал детей в лагере. Вот эту параллель он изначально провел, ее просто пропустили уже там, алела вода, да туда-сюда. О, я что-то. Не. ФСБшник из этого вытекает, я ж моду берег краю. Идиоту понятно, что это курсант. Но у меня хороший нюх на них раз. Скажи, Ибраим. Они вон бегают вокруг Асфальхау. Раскишанти, Далушилли, СМШ, Сауль. 2 года назад я занял чат полностью, анализировать. Они нашли 2 комментария, где я говорю, что Иисус был геем, там, туда-сюда, короче, там, примерялось. И что, короче, там, разрывать, короче, русне моя работа больше. Я заняги еще, целый видео, я шлешь будешь, короче, русофобуи, да не, чундеош, олдалгиется, ну не, христианофобуи больше. Короче, из-за этого они просто ищут, чтобы, короче, махулля, аргумент с домоцала и личность, цунст амбуцарин, скайтен, короче, махуль, и биянка, умадации, все уже. Они признали, короче, по исламу и превратились чисто в личность, типа, критиковать, аж группу. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Скорее всего, ФСБ, можно сказать, но не напрямую. Скорее всего, Сакура это Геруца, Анюка, Салапитуйшей, Цигабуабяш. Он им дает, короче, как Тумсос, Ялак Дагошан, Германия, Машан, Филпиан, Юша, атеист, Тугнядинек, мусульманшан, короче, мигрант, короче, Чубич Буял, Германин, Ишт Рождество, короче, Машан, что-то решаял. Списать нет отцу, саудийцу. Юхвахия, Тумсо, вот иду вот эту сторону, радикализм тоже атеизм, он тоже такой, и вот это тоже радикализм, короче, в любом направлении он очень злой, плохой бож. И остяшду бож, идешь убрать, типа атеистический радикализм. Сразу, короче, читаешь, вау, сумки пояснятся. اشتعال هم خلت короче, شيء ما كلهم دي أشباه دول. Постоянно ща, короче, нацистворі, ща гардарі, хо мове язичні. Йоген ще дек сона до ел, штат. Karar Birden var mı o radikalist? Onda şabbos var bir şimdi Allah saçtığına da rezo var o sandina. Soțanii dualu, să radicalisti, că tu o roace. Să ideologin dualu. Islam din logi. I pić bu. Naše urma haduš pić bu i. Hatta aşkiri iniția. Huda rețo, hacima pede boșaina. Ai ustal sițelor doa. Hunta o hagalu boju elce. Kjetio. Omete da, tana ocna dual, короче, što su fiš, što kede kuntelišjac.
și így hılımdişat. Naopak radikalşın da haber что то тут радикалши. Dedică la palma, masera dedică de marșă de și el تعرف ما هو اللي بوم زوجة تاعنا خاردوش تلون تازي بروست خزدار سون في سنة خزدارش ديل تعرف ما هو اللي بوم زوجة وي ليش مش تعرف Del obalıyor şuf satera. Ya şuf del o ya. Obalıyor şu derece diğer şu atma derece obalıyor şu kadar iyi bizim o there is hırdan eduk güvertnik adam da kadar Parma, vabieros makron vēl. Tahit čuvel on, čuvel čansa mikrofon halcala toš ainasu itsu habaš duš hesh sa hesh. Son lyšat zreze, heshi ashtovist hlavi torwaz reciwa. I gaz qival, son gaz вообще бусу qiyatac reciana telat ba. Azbusuf noqs. عمق أزو دين دعا الوعى نتصيستو حبش دين دعا الوعى عيسى دعا الوقت راس الدين telat tera gaz busu mu. ها 45 лет ملور ابن والي دوري ملور تسوق لاتيزم بصر من بيان Putin stellēcā, tu nav tieši rujo, ja būs būvē, fietā. Az bo gudu šein ducan lieli či ba šein no noxi şu hayqu tayush. Šein la liel dien šein adiln yuqa tsagarsh. 24 ده هو يشوفن بوصل بشواتر والدمار. شو Putin stellēcā элари хорошо. Сялан, du еще почти нормально. Да, Эвер. Arbo stellēcā šein makā liel dien o noxi şu tsagarsh bas bali bolishu. Пеш омо беш союш. Вот так вот. Гуслюшин судыцыг. خطوة عيطة عيسى خطوة عيطة هلا خطوة عيطة أنا استفكرت سوي لاين بس أنا Раска, что тебя, Раска бушил бухал или Юх Путин, Путин, тебя, чтишь лура, аккуратно съехать, шайн лилди, ночишних и малярты. Это целый способ, а Путин говорит. Путин говорит. Цунах тиет, عايزة سين مش فساد أفضل ليه فارش زام يوسع برد تجس توان بقى شونك دي حلوة خلق وتندر أطعبيش متيكول موات شو الله كاتشتر على أساس يحتروشا ما بعرفوا تندعوا على المجال ده Дедоли алмовый с молодого уже, да. Putins baša Allah čvašmorta do karoā. Hins izjima was kest huar duqsu. Gen urwas. ما أصلا بذاتنا ولا الداع الوقت اشتاط وش تسوي توال شاويت تغار الله أنتم ترى دعوت المعاش شو كوير شو مثلا يلا خان ما يخلف خان تمقاتش يبوغا هو نو بوغا لتاني تاسع هذا موات يا خان تمقاتش وردق لا أصلا شيء خانت ما قاتش مزيف سوق وقدا بودا سوق عيسى سوق دالا سوق كريشنا سوق يحوى سوق هايت الله تتوى الله هو أحقا هايت خوخيت وتسيقادا هاينقا الله إذا ديك دوت هاي خانت إقاش وضعمو ولر وذكر وما دا سديز صد الله تأيوش انت الله عشان الله صدق داك دي عشان الله داك قادت دا أوخو دا دوكسو عيسى سوال جول تأخير دوشن سكازي بقى بسو نقول دوشتات شو بروبليمي خليف هاي دايشي نيا دي أخلشك أولي لشتك دايشي نقدوبا بسو بينز دوش هاي دوات Цен тысяч без да бърдия доят цен тысяч без да пропавши до което аж да му обяхкан.
تبور بس دي بوشتة يشبهنا وتأخير إيش دا ساعتي ساعة إيش تسوى تأخير في بوكس إيش نا وبش بوصل خمسة يوقع دقن من جاخر دو $10 دو $10 دو باتي كم положение $1 دو كذبة ما بوصل إيش بوش проблемы خليف حيقوم نيوقع حيجرجرنا نقول لي دعوة طلع ونصون أغوب شيء سون تندر على دابو سون باش خلات سوجل سكذبة بوص دق مش حب حلو زوردو مش $10 واسه بام بوش لا ده إيش سكذبة سوجل إيش وبش توخو دابو سون سيدق خليف وتصا أزولي هو وبريمير يا شو صار سوجل حاجة عيسى قلت حدق الاشتباه البو أبوي واسدق مش $1 دوتي تابو شوية يا شيروه Marshall dus Может, велче нам и мозг бобеш юқи мелхина ина бобеш ойлеш хуш дуцум оно гуду فشون امتها إذا تقرأ أنت عوض لي حون شوية شادي بقول خليف ات موز شاي ها ойлечел движению сон кислород может вещаться إنز لا بوصل باوش النوكي طوال إذا وبش حارب ما ينوكي وبش ويلي بيحكم بالله خليف شن عيسى خليفي أوليو يشوعوي هو خليف وين شو يتعمل دي أشوف أولنش واقع شن أوليو يشوعوي شن كيوش عادي كده هو شن أوليو يشوعوي شن تو هو وقت دوم أصلا велчел да موز عنده بتسمنين استاوي دياش دوك عصو دياش دوك أمام دوي أصلا إذا بس أني سقيتر بكرة ما أدري استفكرنا ويدرسوا ده موز بوش دوين بارس هم هو دهان هم إذا حاجة لدو أس شو أصلورش كانتو إذا أصلورش كانتو أمام ده كاش بسوي مبو لا رام كيتو أنو لورش شو تدي أمام ده نخشي سن принимать شو ده просто разницу да хохно сёрно шадуцек ши бухболуш шадешто пустовство юцехо эчих посёрно техал айта дойч вой арбош вой дуцек гойч хагой токо со отуман резу хоходешто камяла сонго пёздоцек хохо дучхи сон тига оправдание карёкон он элчи ко цадама дер дин хадуцо таши бухболуш дуцо но цазбол жара юқели алши هم دوتش هنا ساعة بس دي عارف سون لازم سوات دين دوش شي بوخ دوتش دول ملا ولا تو دي حاجة بوستستوي يتسو خان قودو تك بوستو حاجة هو ده حتى آخر هقون بوخ بيع دي أشتغل من الأخوات سوا بروسكيلش تكون سسترني عشتو تكون إنترسنا غير دو قية معية سما غير دو تنبولش سترنا بريستولاتي أش ما هو طبعا عقية معياتش إن حسن بوصل تكريز بوش عيغة الغاسقي بوصل ديني روك например كيتو اسمه بو عيسى إن حسن بوصل نا حسن خير بو أفعيد سراوني وتصدق تاختنا خا وين تياشين بيخ تا وين تان يامرت وين يامرت وما يو ياشي كنت ايش هاي نخجل تاني وعو هاو بريستولات دياش ديك إذن شايلنا هاي نخجل تاني بريستولات دياش ما ويو عجمر دولا عودمر دولا عزوك ريعوز ناخد بوك تشاوش عليش جيمس جوخا عندي ترى هما اوش سسترني اوش هو ما ميل ده لر دويلوي استغو هندوش هندوتي سني يغزلو изначально хан يغزوانوتي هند يغزوانوتي اور ميچر بو سن اويليا ده تاختو اونتو يورم حقويتر بونتو شي ايش ثاني شي حديث ثاني ريس وشن غدوان ريس خليه انت دوشي هني هذا جوا لا رئيس بات جوا ماكرون سنة شوات ها ليشوش اش بلبلاي بوش بلتا دو شيدات ديش دو اميلان بوخ با بيا شون بوسو بنا تكر بو شو قطع شاش بلتا دينير شاش نيس دا ترال يوخت دو شو قطع اوبريت تدر دادو شو ما تدو
أشناح بيرتخ بوك شيء ثاني شاش دوناتا شاش تلعدو دارن شنا نوع ما ده شايسة أشناح تنوت بوي ويت بلوتا كيتا ويت ديرمو إتس ماكرونس مبا شيء نوع شلات يبوسل دين أبليات شا يبوسل دين دو بوش ناح يواش ليوشو وين طبعا بوصل دنياتا غيق دوتي جنا ويق دعيتيش وبوصل دنياتا ياز دليوتي خا سنة ليوتي خا غيق دوتي خا يح ليوتي خا قوة غلان ويتي قبش ديتا يعدو تغليوتي خا يتي يامرتلو تيلو سون تا شايل اترتيت المكاتستو يوكتو بوصل دن إيديولوجي شوا نو بوصل بناحتا أول بوصل بنت حق موات عيسا هون هون وموات بكا Пока Arloš обусал бумош. А обусал буат. А просто ночью обусал бумош. Волелиош. И у коза проблема, айса. И сейчас страшная идеология. До того адмалец, адм полностью ором хадуаш, адмал даёкш, буя идеологии. Из малины превращает дерьмо. Это и идеология. Нохчал дацада клуш бук как хребет как гельцу идеология. Нохчу қом дук я хала далери адаме нохчу қом дук я как гадалер я ревангуш дук. Полностью сломаться динацию идеологию. Аллахи нереально, поэмари нереально, асхабши нереально, полный бусал дини нереально нохчу помон дуаду алхуатыч. Это тавангуш моду цаялла бога. حدويلي شوف متشعبو بوخ لختك حاجرجل تجوات بوصل دين بيشو كرواش عليه خيش مواتر عيسى تون دك مها ارقاميلش بياش دوي هو يخوشو خونتو خا عيسى خوشوش شي полностью شغله يعني نيريو قرودي تون توجاتا عن عاشيو كان угрош станет элотич мадас дин это угроз бабарда Вальдемар ты балабол тебя слушали час подожди. Я тут разговариваю. Это, Иса, куда полностью аргум уата, а ночью кам под русский сапог хватина, 1500, Аллах, базарина, короче, Путин, Аллах, не хумца, эльчан, айлур, битмиш, опозу хватина, лахту, ашлор, натан, ам мершдаш, аркамилш, дирдолш, мугар, цадей, цахер, вац. Это, дайр, вац, Иса. Хотан, это, например, قيت شتيتنا أول تعمل إشتاق دينا اختيش وأسرع واو نويل واحد ده الوقت عصير تيتنا دعوش المو حتيتني قيت يش حصت سوا ده الوقت مارش ما دو مارجو الدنيا ولا وقت عن وقت شوش بوش ما صار نيز زكاة идеология вот этой вонючей мерзкой арабской идеологии чеченцы никогда не убивали друг друга. Это и не позволяли. Верить, не верить, это было дело каждого. Это. Но из-за убеждений никогда нельзя было убить человека. Не то, что даже другого национальности, чеченец свой, выцарваться. А сегодня эта вонючая идеология полностью дает карт-бланш на убийство, насилие, садизм, уже отвратительный поступки, карт-бланш, идеологию, вонючая, грязная, арабская, языческая, грязная, аморальная идеология. Подожди, закрой свою хлеборезку. Так кто вас я тут разговариваю, хлеборезку, закрой, тебя целый час слушали. Кто возвысил чеченцев? Кто возвысил? Да ислама чеченцев никто Ты не знал. ФСБшник, ты ФСБшная крыса. Подождите. Ислам возвеличил. Ислам возвеличили чеченцы. Ислам никто на Кавказе, ислам не знали даже, что такое. На чеченском горбу он возвеличился, и на чеченском горбу он ниже плинтуса и падет. Что мы сегодня видим? Алиса, ты кто такой судить? Подожди, ФСБшник. Ты кто такой судить, что о чеченцах до ислама знали или нет? Ты кто такой, а? Ты какое отношение имеешь к чеченскому народу, чтобы судить, знали его или нет, а? Ты кто Никто такой? не знал чеченцев до Ты ислама. не знал, ты какое твое собачье дело, а? Знал ты кто такой, а? Нет, ты кто такой? Знали, не знали, какое твое собачье дело, петух ты, а? Ты знаешь, кто я? Какое твое дело, а?
знаешь, Ты кто кто я? такой? Ты знаешь, Петух кто я? ты! Ты петух! Юра ФСБ. Который хочет только блага для чеченского народа. И блага для чеченцев только в исламе, больше нигде нету. Это хак. И ваши все герои чеченские, все были мусульманами. Чеченцы без тебя сами разберутся. Чеченцы без тебя сами разберутся. Ты не слушай, чеченцы. Чеченцы сами разберутся. Слушай, ты сам нарушаешь Нохчала. Нохчала первая заповедь какая? Небал, отъем, Все ваши были мусульманами предки. Не оскорбляй религию своих предков. Психмалмо, молодита, цуаду цедон, он же когда мубахили, он или что-то, он принес. Давай послушаем. Смотрите, чеченцы. Амин, ладуа, цугудуют, вещно, цугудуют просто ладуайте, шума мадат, ойта, шнах мабой, тилка, халих пузау, а децитни, шучу, дучу. Он лев Аллаха, заднеприводный. Оставьте Валдемара. Он проконсультировался со своим куратором, вот, и вернулся. Он выполняет свою программу. Я молился. Он свою работу, да? Он с небесным куратором. Чеченцы, дорогие мои, послушайте, пожалуйста. Если у вас не будет ислама, у вас вообще беспорядок будет. Чеченки будут замуж за русских. А у русских, Валдемар, вы как нация. Валдемар, а русских кто будет останавливать? Понимаете? Русскими мы что будем делать? Не жалко нам 140 миллионов? Бисмилля. Вас, чеченцев, ислам возвысил. Валдемар, да нафиг нас, чеченцев, нас не надо. Смотри, давайте возвысим сейчас русских 140 миллионов, возвысим русских, мы тебе поможем полностью. Даже будем донаты. Весь мир знает и уважает, и боится только по причине ислама. Это правда. По причине ислама нас с плохой стороны знают. По причине чеченскости. По причине нашей чеченскости нас знают с хорошей стороны в мире, как свободолюбивых, полностью, там, я не знаю, отважных защитников своего отечества, которые, то есть весь мир о нас узнал, когда мы за свой самобыт боролись и против вот этого Российской Федерации, которую во всем мире сейчас презирают, да. Вот тогда в этом противостоянии нас полностью, о нас узнали и нас поддержали. А сегодня вот, когда Ахлюсунна вот это вот появилась в Лубянке там, кстати, вот Шевченко как бы сюда пригласить, нам нужно было выяснить, откуда, вернее, кто еще участвовал, когда они приносили нам вот это уголовный кодекс лубянский, так называемый, суданский. Вот об этом тоже информация нам интересна. Вот тут вот такие вещи, а не то, что там чеченцы возвышены, там без ислама, там туда-сюда. Нам такое возвышение не нужно, да, когда там ходят за Коран, кто-то Коран поджег, за ним бегают, плачут, там потом посреди бела дня голову отрезают каким-то учителям, беженец, который приехал из России, голову потом отрезают учителю. Нам это никакая не возвышенность. Возвышенность — это когда мы вот именно достойные какие-то поступки, будучи вот на своем самобытии чеченском, вот там мы проявляем, вот это для нас достойно, когда мы знаем, кто мы есть, когда мы там совершаем именно какие-то действия, которые входят в чеченский вот этот самобыт. Остальное все вот это салафитское, 500 миллионов в этом, во всем мире, что это хренотень, короче, как, например, арабскую, если взять, исключив остальных. Что это за возвышенность у них такая? Что вот такими нам тоже еще нашему миллиону туда присоединиться, в этот мусор. Ибраим, Куда он дел? У них есть право и выбор поклониться там Путину, когда он приезжает, раздеть своих женщин перед Трампом, поставить там, чтобы они танцевали. Вот такое великое право Аллах возвысил их, возвысил их до степени, что они могут поклоняться, у них есть право поклониться кефирам.
Валдемар, полностью тебя можем поддержать, чтобы установить салафизм в России. Вот что мы можем. И как друзья, как соратники, я не знаю, как соседи хорошие, чтобы вы там установили у себя халифат, наконец-таки, шариат. Хотя там уже есть, но он как бы людской, а нужно, чтобы был божественный. Готов всецело способствовать шариатизации Русни, русского православного государства. Начинать можно с Дагестана. Вся сила и величие чеченского народа заключается в поклонении арабскому камню. Если не поклоняется, то и этого силы и величия нету его, получается. Чеченцы, мои чеченцы, как вы так, Субханаллах? Я все равно знаю, если с каждым, если есть важно, вот с вами, вот, просто вживую. С таким желанием, другой же разговор же будет, не такой, как здесь, вот там, в канале. Нам как минимум нужен майор или подполковник. Какой смысл с курсантами разговаривать? Они что, у нас тут тренировки? Вас же таких не очень много, только сколько у вас? Ну, максимум 400 человек наберется у вас таких. Будет больше, вот смотри, этот антитеррор, от него уже семья отказалась, понимаете? Вот смотри, вот что антитеррор полезного? Подожди, дайте сказать, что антитеррор полезного сделал для себя, для самого? От него семья отказалась, он уже никогда не сможет. Он рай открыл, слушай, ты как он что сделал? Рай он открыл, который мы не читали, ты что говоришь? Он за вас вашу работу он делает, Мухаммад, так вы слушай, он за вас эту работу делает. 400 максимум наберется и все. Он нам рай открыл. Мы не знали такой рай, мы не мечтали, я вот понимаете? сейчас ролик один покажу, Валдемар, там можно наскрести информацию? Вот очень интересно было бы. Какую? Он мне стикер кинул. Брат, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Я отомстил за пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Это тот профессор, который показал пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Оскорбительно он показал его. Ну, брат, делайте дуа за меня, чтобы Аллах дал шахаду. Я сейчас во Франции, иншаллах, буду воевать против этих тагутов. Вот, а что Зикр, что поставили на него, я не понял. Где плачущий араб? Где плачущий араб? Это специально поставили. Вот мне ссылку наш Валдемар скинул. Ссылку кинуть, вот, смотрите, пожалуйста, да, великий брат мусульманин. Смотрите, чеченцы, это ваш брат очень любит чеченцев. Вот мне написал сообщение, стикер отправил Сталина, ссылку кинуть. Вот как он любит чеченцев. Валдемар, вот этот ролик, который я показал, это с кем, кому отчет этот пацан дает на русском языке? Он во Франции на ломаном русском говорит. Валдемар, Валдемар, подожди, я специально видео показал, потом, короче, поговоришь с антитеррором. Вот этот парень во Францию уехал с Москвы мелким ребенком, там вырос. Потом пошел, совершил вот этот исламский акт салафитский, полностью отрезал голову. И потом на ломаном русском языке, кому он отчет делает? Валдемар, кто у вас там отчеты принимает? Можешь объяснить? Смотри, первое, отвечу антитеррору и тебе. Я ему скинул стикер, потому что не потерять его контакты. Второе, смотри, этот парень, который сделал... Еще раз, чтобы вы понимали, чтобы ссылку, стикер кинуть, он должен быть избранным. То есть он постоянно использует где-то Сталина, ссылку кинуть, где-то там ходит и посылает его. И мне тоже Сталина отправил, типа, прикол это такой. Чеченцев выслал Сталин, и типа сейчас он тоже прикалывается, типа.
Вот как он уважает, любит чеченцев за Слушай, чеченцев Питера, переживает. Маша Аллах, брат мусульманин, тебя еще не хватало. Скажи еще, что Сталин был мусульманином. Не стикеров волнуйся, очень Владимир. много, давай к стикерам не Правильно. И прикапывай. Сталина, и Аллаха, и По всех тех поводу в этого одном видео, направлении. это видео какой Джахин Чеченцев монтировал? больше не Подожди, обманут. подожди. Это видео какой Джахин монтировал? Вот антитеррор правильно сказал, что за там за это самое, музыкальные инструменты. Хотя бы наши какой-то наложили, я не Еще, знаю. еще раз Что показывай, это раз было, показывай. что мы смотрели? Какой-то Джахиль, какой-то, я не знаю. Какой-то там провел какой-то, я не знаю, Джахиль. Подождите, пожалуйста, Ну, уже подождите. его обсуждали. Еще Подожди. раз показываю. Тут здесь не одягивайся. Что он сделал? Брат, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Я отомстил за пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Это тот профессор, который показал пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Оскорбительно он показал его. Все, понял, дайте сказать. Смотрите, кому- я понял. Кому Дайте, он очень важно, передает очень важно. этот отчет после того, как совершил это убийство? Алло, 29-й. Еще раз четкий вопрос. Кому делает отчет на ломаном русском языке пацан, выросший во Франции, который приехал ребенком, привезли из Москвы его, 2-3-летним? Кому он делает на русском языке отчет после совершения этого теракта? Смотри, я понял это видео. Смотри, этот француз, который учитель, да, на него на самом деле был Бухтан, он не показывал карикатуру, там просто он поругался там с девочками. Да мы короче, это они прекрасно набрали- все Подожди, знаем, но он этого Он тогда не показывал знает. карикатуру, на него наговорили, его убили, получается, несправедливо, он не показывал эти карикатуры. Этот чеченец, он ошибся, надо было сначала разобраться. Кому, Слушай, по-твоему, он делает отчет на ломаном русском языке? Ну вот так своим адептом там каким-то, я не знаю, там адептом своим он это сделал. Но на самом деле этот учитель, который, да. Каким? Ну, он примерно, не показывал кому? карикатуры. Каким адептом? Кто? С мопедом, хаджи-мопедом Ну или такой же, каким-то? походу, какая-то, может, была телеграм-группа такая же, тут также отчитался. Ну, кто Но в на этой самом группе? деле, Мопеды там во-первых, находятся? послушай, ислам порицает то, что он сделал. Во-первых, этот учитель француз, он не показывал карикатуры. Он просто поругался там с мусульманами. Во-первых, Да, Хорошо. Владимир. Давай, ни с какими мусульманами он не поругался. Во-первых, ты наши слова взял из нас, короче, сорвал у нас со рта, скажем, и пытаешься его использовать. Во-вторых, он вообще не знает, что этот профессор сделал. Этот чувак даже не знает, что этот профессор сделал, потому что когда он говорит, он заткнулся на месте, где он начал. Этот профессор, который... И он уже не знает, что сказать, он не знает, что профессор сделал даже. То есть ему сказали... Пожалуйста, ты посланник, как будучи науки, может, ты понимаешь, меня просто башку разрывает этот вопрос. Меня настолько Бог там, жизнь после смерти, все эти вопросы настолько не волнуют, как вопрос, почему дагестанец, чеченец, осетин, грузин, армянин, русский, неважно. Те, кто принимают салафию и входят в этот джамаат, у них у всех акцент на русском одинаковый. Почему они разговаривают все одинаково? Во-первых, Знаю. почему? Потому что они постоянно между собой общаются. Вот есть, например, здесь места, ты выходишь на работу куда-то, и там какие-то там пакистанцы или афганцы или турки попадаются тебе в основном в массе своей. И ты, как они, начинаешь с акцентом вот так вот со временем говорить, и как они применять слова во время разговора. Поэтому уже как бы получается, что ты тоже вот начинаешь походить. Неправильно. Неправильный ответ. Лучше он арабский знает, чем Неправильно, русский. Ибраим. Они просто Ну, подражают давайте, интернет-имамам. Подождите. Сейчас, позвольте спросить этого человека. Волдемар, ты же тут, да? Хотелось бы вернуться к этому стикеру. Зачем ты его скинул, именно этот стикер?
Потому что любит чеченцев, любит потому что. Очень любит. Выключай. Смотри, антитеррор, ты говоришь, почему салафиты разговаривают одинаково, да, акцент одинаковый. Потому что говорят хак, истину. Это же тебе не эти хаджи мопеды, понимаешь? Ты с ними, смотри, общий язык тут общаешься. Вот Ибрагим, он хаджи мурид. Ты почему ему не говоришь про сказки, те, которые они делают, танцуют, прыгают, орут? Понимаешь? Тебя только салафиты. Потому что мы уже говорили, когда он говорил, как и ты, про ислам. Мы говорили свое мнение, и на этом все. Тебе говорят, потому что ты пришел и начал эту тему, с тобой разговаривать. Постоянно прячешься то за иудеями, то за христианами, то за еврейскими пророками, сказочными персонажами. Постоянно за кем-то прячешься. Смотри, шииты, рафидиты, они же тоже против нас газуют. Они против ашаритов, хабашитов, они наоборот братья, друзья. Ты будешь против нас самые конченые вот эти вот сатанисты, понимаешь? Валдемар, вот в Сирии, когда был джихад, и там были Джабхат Нусра, Джейш аль-Ислам, Даиш, и, короче, между собой воевали салафиты. Кто из них был правильным? Слушай, Сирия это как одеяло. Тяжелый вопрос. Там чего только нету, понимаешь? Кто из них на истине был? Кто из них в рай попадет? Надо нам узнать. Не, я не разбирался в этих вопросах с ними. Я вообще с ними мало общался, потому что там очень много такфиристов, понимаешь? Как они могли между собой гаситься, когда там они все на салафии? Ну там же были хавариджи. Это, кстати, подтверждение слов пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, который сказал, что каждые 100 лет будут выходить хавариджи. Вот кто были? Кто были? Не надо нам это, мы знаем, уже тебя пересказать. Черные, они были. Это ты не отвечаешь, ты сейчас какие-то на эти ссылаешься, на нарративы. Смотри, черные, они были хавариджи, поэтому их разбили все, понимаешь? Черные... Смотри, кто не хаваридж, кто там правильный сам? Субхану, я в этих группировках, я же там не был, куда я могу подтвердить? Они ничего не там... Ну скажи, что ты не знаешь. Я не знаю, я говорю, я знаю, что черные, они были хавариджами. И они были разбитыми. Ну кто не хаваридж был тогда? Каждые 100 лет будут выходить хавариджи. Смотри, это, кстати, подтверждение пророческой миссии пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям. Он сказал, что каждые 100 лет они будут разбиты. Подожди. И они будут в конце, как вместе с Даджалем. Вместе с Даджалем они будут, понимаешь? Хорошо, все плохие, кто хороший? Я там не был, откуда я знаю? Я же там не тусовался с ними. Ты не был при пророке, а знаешь, что он Коран... Истина была, знаете, за кем? Истина была за салафитами. У меня вопрос к нему. Ты распространяешь ислам среди русских братьев? Да, я когда вот в Россию приезжал, последний раз пошел... Подожди, так ты не в России? А ну, статистика я когда есть? последний раз приезжал в Россию, я распространял ислам среди этих наших. И сколько ты привел в ислам? И один самый такой сильный язычник принял ислам. Правда, сейчас его на СВО... Машаллах, машаллах. Где принял ислам? Это самое... Где в группах ты тоже вот так присутствуешь, где распространяешь? Я с русскоязычными, я не люблю русскоязычных мусульман, я снова общаюсь с арабами. Подожди, ты должен распространять ислам там, где ты родился и вырос, на своей земле. В этом смысл, суть распространения ислама, начиная со своей семьи, соседей, со своей улицы. Да. Ну а куда ты уехал-то? Я, когда приезжал последний раз в Россию, я говорю, пошел там в банду, вот эту языческую. Один принял ислам, другие не приняли. Потом у себя во дворе на высоте есть алкаши русские, я их там гонял, наркоманов там. Аруль Маруф начала работать. Ты просто уехал туда, где тебе удобнее. Кстати, у меня есть гордость, я одного чеченца наставил на прямой путь. Он был там...
Подожди, при чем тут чеченцы? Ты русский, насколько я Чеченцы, понимаю. русские. Не важно, какая нация, У всех тебя нас есть собрали. русский этнос, свыше 100 миллионов. Почему ты их не ведешь в рай? Так я тоже до вас них веду. А при чем тут мы тогда? И вас тоже всех надо. Почему? Я же не по нациям. Так их сначала надо, потому что ты из этого числа, из числа этих людей. У вас одна культура, один язык, одна история. Ты ведь русский, и русский русского поймет лучше, чеченец чеченца поймет лучше. Ты должен начать с себя, со своих. Ну вы же тоже не чужие, вы же тоже наши. Чеченцы и русские. Не, чеченцы и русские. Вот Берсер, вот Берсер ваш, набери его, Валдемар. Берсера забери. Чеченцы и русские близкие люди. Мы тоже Берсер, соседи. отдельный телефон топли и даст отцвела, он уже заколебал. Был казак, у вас казак. Я чеченцем. Я чеченцем. За Донской, вот я сказал. Тесла, я на час отключился, его одно и то же. Да, уже задолбал. Просто достал. Целым следующим, что такая тема. Берсер, ты хаджи мопед? Хочу вас хотя бы вот одного из группы вытащить, хотя бы попытаться. Вот, подождите, Дон Ахча, дайте чуть-чуть тоже его выйти. Валдемар, вот Дон Ахч тут, брат, Сунницкий наш. Его надо чуть-чуть иман привести. Сможешь обработать сунницкого казака? Казака? Да. Дон Ахчи, сунницкий казак. Я колеблюсь, если ты со мной пойдешь на джихад против антиисламистов Путина, я с тобой пойду на джихад против Путина, который оскорблял нашего Всевышнего Аллаха. Где он оскорблял? Ты готов? Ты готов прямо с Саудовской Аравии приземлиться в Киеве и на бусификацию? Не, Киев я не поддерживаю. Ради Аллаха. Это ради Аллаха. Я веду свою спецоперацию еще до спецоперации. Я уже лет 8-9. Я борюсь с Ты сколько людей можешь в ислам конвертировать на линии фронта? Это как бы непочатый край. Батальон имени Сунжинских мусульманских казаков. Это Юра. Подожди. Ты смотри, ты вот за каких, Валдемар, ты за каких чеченцев, которые хаджи-мопеды со стороны России с Киевом воюют, или за салафитов, которые со стороны Киева против России воюют? Подожди, на стороне Киева или на стороне России, я не понял. Смотри, есть хаджи-мопеды, которые воюют на стороне России против Киева. Да. И есть салафиты, которые воюют на стороне Киева против России. Нет, смотри, только не перебивай, пожалуйста. Салафиты не поддерживают обе стороны. То бишь нам запрещает ислам. Сейчас мне показать. Вон тебя Нахчи. Нахчи тебе расскажет. Об батальоне. Чеченцы не могут быть на стороне, именно салафиты я имею в виду, на стороне Украины этого не может быть. Хаджи Муриды, да, я знаю хаджи Муридов, да, там приближенные к Рамзану Кадырову, там, через одно рукопожатие, там, они в основном, смотри, тукия делают. Допустим, я общался с людьми, Валдемар, они, допустим, салафиты воюют в батальонах имени Джахара Дудаева, в батальоне имени Батиста Баэтти Джавани, в батальоне, что там еще было? Они должны покаяться и поддерживать Киев. Нельзя поддерживать, они должны покаяться, это их не ошибка. Донахчи, что там еще за батальон? Это Шейха Мансура батальон. Русский добровольческий корпус, его туда отправили. Им нужно покаяться, не надо их поддерживать. Русский православный они может... корпус. Это ошибка.
Смотри, Валдемар, если ты возглавишь батальон имени Добрыня Никитича, имени Абу Добрыня Никитича, вот тебе как раз это Дона все поможет. Абу Добрыня Ибн Никитича. Вот смотрите, вот я считаю, что мусульмане, у меня сейчас друг воюет на СВО, который я заставил, как бы я его принял довод, он принял ислам по причине меня, ему Аллах Субхану Тааля сердце раскрыл, да, он сейчас воюет на СВО, да, он уже, сколько там, 2 года, он живой еще, альхамдулилля, да, я считаю, что он возьмет огромный опыт на СВО, и мы этот опыт применим против евреев в Палестине, понимаете? Как бы нужно применить это. Вот, Донахча, смотри, его можно забирать в твой джамаат. Если бы я был, смотрите, если бы я жил бы в России, я тоже был бы сейчас на СВО. Никуда бы не делся бы. Братан, извини. Вот все стало ясно. Донахча, ты тут... А что ясно? Алло, ты там в каком звании? Нет у меня. Не, я говорю, что если я был бы в России, я был бы сейчас на СВО. Ага. Ну так вернись, мы тебя консультируем. Вместе с чеченцами там. Вернись к нам, мы все простим. Донахча, дрон можно за ним послать, там дрон? Да, все, голос записан уже в базе данных. Мы его найдем рано или поздно. Донахча, могу я сказать тебя, наверное, на пару пальцев старше тебя? Да, конечно, да. Я так думаю, что Ибраим, я большой любитель играть в шахматы и настольный теннис. Чем ты играешь сильными, у тебя повышается. А чем ты играешь слабыми, ты даже у них выиграть не можешь. Ах, Ибраим, не надо тут находить какую-то жертву и с ними играться. А нормально, на Сандакия. Что это значит вообще? В смысле он тут всех разносит? Это что за чепуха? Найти жертву. Мы жертвы тут вообще-то, он тут всех разносит. Не надо вот сейчас это начинать, короче. Антикеров, ты в Риге в каком районе живешь? Я просто в Риге часто бываю. Чувак, я с тобой не разговариваю, ты слишком тупой, это меня бесит. Оставь меня, пожалуйста. Ой, Валдемар, вот это Берсера мысленно, салафизм, можно как-то его? Кого именно? Порядок. Дон, вот это Дон Берсер. Абрек, Абу Грозный. Нет, Дон Ахча, он уже салафит, только он со стороны Киева. А вот этот Берсер, его надо как бы в салафизм привести. Со стороны Киева. Все, меня перевели. А сдаться Дон Ахчи, ты в Киеве сейчас, нет? Он уже Берсер сдается. Я уже... Все, Дон Ахчи, там у меня раньше бизнес был в Киеве. Зайди, посмотри, там что работает, нет? Давай кэши тогда, нахуй это надо. Этот, Волдемар, Сталин, он был мусульманин или был атеист? Кто? Я домой зайду. Сталин был мусульманин или атеист? Сталин? Он был коммунистом, у них там отдельная своя религия у них была. А слушай, вот ты еще говорил, чеченцев нужно ввести в рай, верно? Не только чеченцев, всех, русских, украинцев, всем помочь. А ты уважаешь чеченцев, да? Я всех уважаю, мусульман. А тогда стикер, давай вернемся к стикеру. Зачем ты его кинул? Я не разделяю Чечению с русскими, для меня именно единобожник в первую очередь. Все, ты молодец, ты молодец. Поможешь. Вот смотри, ты же науку знаешь, да? Волдемар, давай. Ты что без рубашки? Волдемар, давай не будем. Оденься, антитеррор. Ты что Волдемар. голый,
Волдемар, Да, Волдемар, Волдемар, да. не уходи, не уходи. Ты кинул антитеррору Пармоту стикер со Сталиным. Со Сталиным, Зачем да. ты его кинул? А что? Я не нужно Зачем? его... Зачем? Мне нужно не потерять его контакты, потому что я сейчас эфир закончу, как я антитеррору найду? Потому что ему в личное Ну ты сообщение. мог что угодно кинуть. Ты мог... Подожди. Мне, во-первых, антитеррору, он мне задал вопрос по хадису, да? Я ему отвечал, он не дал мне ответить. Мне надо ему сейчас обращение голосовое отправить, ответить на его вопрос. Бежит от темы, панчлайн, не давай ему. Какая тема? Какая тема? От чего отхожу, покажи. Подожди, подожди. Волдемар, Волдемар, Есть стикеры с Гитлером, есть стикеры со всеми. В чем проблема? Вот ты мог... Панчлайн. Ты мог кинуть вот... Стикер со Сталином, Подожди, В чем проблема? Волдемар, проблема в том, что... У меня стикеры с Путиным. Подожди, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, подожди. Вот ты мог, если ты говоришь стикер с Гитлером, вот ты мог его кинуть, но ты выбрал именно тот стикер, который является больной темой для него. Зачем ты именно этот стикер выбрал? Где написано еще текст там? Там еще написано ссылку кинуть. Конечно, я же антитеррору не желаю добра. Я же считаю, что скорее уже его угомонили, его деятельность. Конечно, я ему отправил Сталина именно ссылкой. И антитеррор, я ему вчера сказал, он плохо закончит. Я хочу с ним поговорить, пока есть возможность, пока он Уже раскрывается, панчлайн, допей, уже раскрывается истинная сущность. Сервер раскрывается. Антитеррор. Не перебивать, я с ним говорю. Антитеррор, ты понимаешь, ты смертник. Ты на тот путь, который вышел, тебя чеченцы же свои же загасят, понимаешь? Ты уже в Чечню не сможешь вернуться. Твоя семья уже от тебя отказалась, потому что ты выбрал... Валдемар, понимаешь? Валдемар, Крым чей? Смотрите, русский... Валдемар, Крым чей? Вот у тебя вопрос такой. Крым чей? Можешь ответить? Смотрите, русский, бывший язычник, принял ислам и наставляет чеченца, отказавшийся от ислама, ставший язычником. Ты ФСБшник, а не мусульманин. Маша Аллах, ты воин, брат, воин на пути Аллаха, фисабилилля. Да, фисабилилля, я ФСБшник. Зорг, протестую, почему он ФСБшник, а не мусульманин? Почему не в два в одном? Одно и то же. Антитеррор, у тебя еще есть время реально покаяться, пожалеть. Ты знаешь, я тебе расскажу одну историю. Был один сподвижник пророка Мухаммада. Молитесь, он свои нарративы навязывает. Антитеррор, я сейчас тебе, я сейчас с тобой нормально разговариваю, не грубый, ничего, просто тебе рассказываю. Я не слушаю твои истории, я наушники снимаю, я истории не слушаю твои, наушники снимаю. Ну давайте я в группе расскажу, тебе тоже расскажу. Смотри, вот этих, знаешь, что вот эти все сумасшедшие перформансы по поводу сжигания Корана. Как это связано со свободой слова? Я никак не понимаю. Я не могу найти эту связь. Типа, как действие может быть связано со свободой речи? В той стране, в которой, если ты отрицаешь что-то, там отрицаешь какие-то либеральные принципы феминизма, выступаешь против всего этого, не дай бог, там вы отрицаешь права там ЛГБТQ+, queer комьюнити, там уже столько этих букв добавилось, скоро у них буквы кончатся, то тебя отменяют. Ты можешь лишиться карьеры, если ты публичная личность, там с тобой разрывают все контракты, тебя увольняют с работы. То есть где эта свобода слова, о которой вы столько печетесь и столько говорите? Она выражается только в том, что типа человека есть право сжигать представителей одной религии, хорошо. Один из шведов молодых, я не знаю, даже мусульманин или мусульманин, подал заявку на проведение подобной акции на сжигание Торы, и ему отказали. И посол Израиля благодарит за это правительство Швеции и полицию, что они предотвратили сжигание Торы. Я против сжигания вообще любых книг. Сегодня мы в прямом эфире об этом говорили. Я говорю, последний раз, когда в Европе ультраправо-радикальные группировки сжигали книги, это все очень нехорошо закончилось для той страны, в которой это происходило. То есть, кто понял отсылку, то понял отсылку. И сегодня такое происходит в Швеции. И люди, знаешь, вот что меня больше удивляет, они пытаются находить какие-то глубинные смыслы и строить какие-то теории заговоров. А он был бывший сотрудник Russia Today, а может быть за этим всем стоит Россия, чтобы Турция заблокировала Швеции вступление в НАТО. Я думаю, да какая разница, кто за этим стоит? Ну, в том плане, что, типа, человек вот эти вещи делает перед посольством Турции, перед мечетью, его охраняет полиция. То есть это государственная политика. То есть власти дают человеку право сделать это. И не дают сделать то же самое со священной книгой Иудея. Это не означает, что мы хотим Тору сжечь. Да, конечно, абсолютно. Мы против сжигания Торы, Библии и Корана. Но давайте уже будем последовательными. Если вы за свободу слова, идите до конца. Что это такое?
Сейчас скажут, тут призывают к сожжению Торы. Я уверен, кто-то это вырежет и скажет, вот они там, мусульмане, призывают сжигать Тору. Это на всякий случай. Я смотрел разные лекции шейхов, которые носят. Я как бы всегда пытаюсь, когда не готов к чему-то, как бы, я всегда анализирую. Вот это вот из нашего дела, или как? Слушай, антитеррор, смотри, был один сподвижник, который отказался от ислама, перешел на сторону кафиров. Я тебе хадис расскажу лучше. Вот я говорю, я по делу говорю. Подожди. Вот Эти истории мы без тебя можем слушать. Эти истории мы без тебя можем слушать. Не надо истории здесь рассказывать. И без тебя мы послушаем. Ты здесь не нужен, чтобы истории нам слушать. Вот этот хадис, что он доносит? Смотри, вот ты же веришь в хадисы, Бухари, Муслим, вот именно глава продажи рабов, так называется, 2229 хадис. Сообщается, что Абу Асай Аль-Худри, да будет доволен им Аллах, однажды судил у пророка. И сказал: о посланник Аллах, поистине мы захватили пленных и любим богатство. Как ты считаешь, можно ли извергать семя не в лоно? И посланник Аллаха сказал: разве вы делаете это? Вам ничем не повредит, если вы не станете делать этого, ибо поистине всякая душа, которая суждено, появится непременно. Итак, вопрос. Ты проверял этот хадис на практике? Переведи мне на русский, что значит, мне ложишь, скажи мне. Вот видишь, я тоже о том же. Вот люди же, либо ты русский, не понимаешь русский язык. Это когда перед тем, как ты кончишь, вытаскиваешь. Я тебе сейчас рассказываю, на русский перевожу. Как ты перед тем, как ты в сексе кончить, он говорит, нам нужно вытаскивать из рабынь. А пророк удивленный глазами смотрит на этого дебила и спрашивает: ты что, вы правда вытаскиваете? Удивленный, короче. Не нужно вытаскивать, говорит, прикинь, пророк. Если даже вытащишь, не вытащишь, Аллах все равно сделает так, что душа, которая суждена, появится. Итак, вопрос. Ты веришь этому хадису? Да, я верю, что этот хадис достоверный. Все, ты проверял этот хадис на практике? Ты что? Это отлично. Чего ты смеешься? Чего ты смеешься? Ты на практике проверял, например, со своей женой, год вытаскивая или не вытаскивая, проверял? Ты чеченец, достоверность. Достоверность хадиса проверял? Ты балабол или проверял? Мусульманин. Ты проверял этот хадис? Ты проверял на достоверность этот хадис? Этот хадис достоверный, и пророк учит об... Ну, тогда смотри, смотри, я тебя спрашиваю тогда, какого черта тогда Аллах нас создал так, что именно если туда не кончить, это не появляется. А какого хрена, если можно вытаскивать, не вытаскивать, какого хрена нам эти органы Аллах сделал? Смотри, в этом хадисе величие вообще ислама, что нас ислам... Величие в этом хадисе, ни хрена никакого величия нет в этом хадисе. Я тебя спрашиваю, какого хрена Аллах создал людям такие органы, через которые нужно вот эту процедуру делать, чтобы потомство появилось. А в чем проблема в этом хадисе? Я вообще ничего не вижу. В чем проблема? Тут нас... Там же пророк ваш этот Балабол, там пророк Балабол говорит, подожди, там пророк Балабол говорит, без разницы, вы или нет. Балабол пророк говорит, без разницы, я тебе еще раз прочитаю этот Балабол, подожди, вот смотри, читай внимательно. Как ты считаешь, можно ли извергать семя не в лоно, его спрашивают, вашего балабола? И посланник Аллаха сказал: разве вы делаете это? Вам ничем не повредит, если вы не станете делать это. Ибо поистине всякая душа, которая суждена появиться, непременно появится. Так вопрос. Тут балабол или пророк? Кто из них балабол?
В чем проблема в этом хадисе? Где ты? Укажи мне проблему. Подожди, в чем проблема? Я тебе говорю. Аллах создавал женщину и мужчину. В чем проблема? Ну, он создал. И что, в чем проблема? Аллах создал женщину и мужчину. Ты тупой, реально. Ты что, этот хадис не понимаешь? Тупой твой хозяин тебя кормит там. Ты вообще не имея больше знаний, тупой твой хозяин. Подожди. Аллах создал мужчину и женщину, и им нужно же вот это сексом заниматься, чтобы произвести детей, или нет? Да. Вот, все, хорошо, зафиксировали. А почему ваш пророк Балабол говорит, без разницы, извергать не в лоно или не в лоно, Аллах непременно сделает так, что душа появится. Это, я тебя сейчас спрашиваю, кто тут Балабол, Аллах или пророк? Аллах или пророк, кто из них Балабол? Кто из них Балабол? Слушай, ответь на вопрос. Кто из них Балабол? Есть пары, подожди, есть пары. Кто из них Балабол, пророк или Аллах? Пророк или Аллах, кто Балабол? Кто из них Балабол? Кто из них Балабол? Послушай, есть пары, которые живут 10 лет в браке, они все делают правильно. Мне эти сказки не рассказывай, я тебе факт привел, я тебе хадис, я тебе хадис 2200, я тебе номер хадиса, 2229. В этом хадисе ваш пророк Балабол говорит, что даже если извергать семя не в лоно, дети появятся. Послушай, причем еще тупой Балабол. Подожди. Подожди, надо оставить, что будет слишком много церемониться. Я теперь сейчас задаю вопрос. Получается, пророк Балабол или Аллах Балабол? Выбирай, кто из них Балабол? Это ты и еще плюс тупой причем. Балабол, тут появляется ваш пророк педофил Мухаммад, он тут Балабол, потому что он говорит, что вот эти органы, даже если бы Аллах не создал, и люди бы не занимались сексом, дети бы рождались, говорит, ваш пророк Балабол, оказывается. Ты пришел в гости, но как ты не умеешь. Смотри. Объясняй, не перебивай, послушай. Есть люди, которые занимаются этим делом. Мы вообще не должны такие темы поднимать. Это личное. Смотри, есть люди, которые живут в браке 10 лет, у них нет... Что такое личное? В исламе ничего личного нет. Ты перебиваешь постоянно, субханаллах. В исламе ничего личного нет. Подожди, как я отвечу на твой вопрос, ты перебиваешь меня? Я начинаю... Я тебя спрашиваю, тут Аллах Балабол или Мухаммад? Как ты меня спрашиваешь, если ты меня... Как ты меня можешь... Одного выбирай. Одного выбирай. Субханаллах, вы, люди, кто слушает трансляцию, вы видите справедливость этих? Я тебя спрашиваю, смотри, тебе задали вопрос, ты сказал, что ты веришь в этот хадис, да, окей, я тебе прочитал хадис, потом я тебя спросил, а какого черта Аллах дал женщине и мужчине такие органы, через которых нужно иметь потомство. А потом почему-то ваш пророк тут Балабол сидит и говорит, что без разницы вытаскивать, не я могу ответить на твой вопрос? Подожди, по факту получается, тот, кто рассказывал об Аллахе, сам являлся Балаболом, да? Вы боитесь истины, субханаллах, вы боитесь. Подожди, какая истина? Подожди, только не смеши людей, подожди. Я тебе еще раз читаю твой хадис. Смотри, книга торговых сделок, хадисе 2047, это сделки у вас, пророка педофила, 2238, 109 глава, продажа рабов. Это, представь, у вас, вы еще говорите, что там не было рабства. У вас тут продажа рабов, глава есть хадисов. 2229 хадис. Сообщается, что Абу Саид аль-Худри, да будет доволен им Аллах, однажды сидел у пророка и сказал, на бухарском, по-моему, о посланник Аллаха, поистине мы захватили пленных и любим богатство. Понесло, короче, одного. Как ты считаешь, можно ли извергать семя не в лоно? И посланник Аллаха раз так смотрит на него и говорит, разве вы делаете это? Вам ничем не повредит, если вы не станете делать этого. Ибо поистине всякая душа, которой суждено появиться, непременно появится. Итак, вопрос. Какого хрена
Какого хрена Аллах сделал людям такие органы, если не совокупиться, через которых дети не появляются? А почему-то ваш пророк, вот этот балабол, говорит, что без разницы, без разницы, без разницы, вытащи, подожди, я тебе вопрос не дам еще, подожди, балабол, я тебе вопрос не дам еще, подожди, я по теме говорю, так получается, что Аллах какого-то хрена, Вообще непонятно, вы оба говорите, вообще ничего не понятно. Давайте по одному будете говорить. Все, я вопрос закончил. Я вопрос закончил. Нет, давайте Его садите, он перебивает. Я его слушаю. Я вопрос Нет, давайте, закончил. подождите, Я давайте вопрос по закончил. минуте, по 2 минуты как-то будем Осадите, дай его, контролировать это дело. осадите Давай. его. Кто сейчас говорит? Дайте Я мне вопрос вопрос, должен закончить. Я вопрос должен закончить. Я не Ну, Дима, закончил. сейчас Смотрите. слушаю вопрос. Короче, так получается, пророк говорит своим последователям, которые рассказывают о том же Аллахе, который по их логике создал и женщину, и мужчину, что не надо вытаскивать, или вообще без разницы, он говорит там. Это же в хадисе понятно. Даже если вы будете кончать женщину или не будете, душа непременно появится, говорит. Ваш пророк это говорит, этот, который принес вот эту идеологию. Все, я могу ответить? Меня слышно, нет? Какая-то тишина подозрительная. Да, у меня микрофон отрубился. Итак, вопрос. Тут кто из них балабол? Аллах, который создал органы женщины и мужчины, и через которых нужно совершить вот эту процедуру, чтобы появилось потомство. Или этот пророк, так называемый балабол, который говорит без разницы, кончать женщину или нет. Вот Что, я могу такой. ответить? Я могу ответить, нет? Или будешь перебивать? Да, Я уже... Халиф сейчас молчит. Все, смотри, короче, этот хадис, да, который ты сейчас привел, да, вообще никаких проблем в этом нет. Тут пророк учит, что при совокуплении нужно очень внутрь, да. Тут имеется в виду, даже если ты их вытащишь, ребенок может получиться, понимаешь? Примеров много этому. Есть люди 10 лет в браке, они занимаются этим делом, у них детей нет. Есть люди, которые только поженились. Каких примеров много? Каких примеров? У них ребенок уже сразу рождается, понимаешь? Тут уже предопределение Аллаха. Если ребенку суждено родиться, даже если он вытащит, да, кончит, ну, я не хочу такие, это не, по исламу нельзя такие подробности говорить, вы сами знаете. Можно по исламу, еще подробнее можно. Нельзя такие вещи подробно говорить. Давай, заканчивай, Если Господь предопределил ребенку родиться, и если папа ибо внутрь, или он сделает на живот, да, как бы, да, все равно он родится, понимаете? Сколько было случаев, это доказано и наукой. Ты закончил? Ты закончил? Даже люди, подожди, вопрос вам. Люди, подожди, вопрос вот к тебе. Люди, когда зина делают без презерватива, они боятся, что ребенок, она забеременеет и кончает на живот. Все равно у него есть шабухат и сомнение, что она может забеременеть, даже если он кончил ей на живот. Понимаешь? У него есть сомнения, он там ждет, там прячется от нее. Понимаете? Ты задал вопрос? Все? Вот этот кто, да, кто-то сидит, он ушел. Ты задал вопрос? Нет, ты задал вопрос, ты кончил? Смотри. Халиф, отвечай. Вот представьте, люди, он на полном серьезе сидит тут и рассказывает, что наука доказала, говорит, что без совокупления именно вот этот процесс секса мужчины и женщины, если даже не кончать в нем, рождается ребенок. Итак, научная статья, которую вот ты, если ты не балабол, как я тебе сейчас хадис сюда прочитал всем на экран, какие научные открытия вот именно вот твое балабольство подтвердят? Ссылку на экран ученых, которые говорят, что даже если не кончать женщину, что появится потомство. Давай на экран.
Так, народ, есть такое, элементарные вещи. Не настолько я понимаю, не то что понимаю, но не настолько русский язык знаю, но тем не менее хочется на русском языке сказать. Здесь сидят люди, взрослые люди, вас слушают. Вы какие-то чепуху несете, вы какие-то там недвижения несете. Нам это всем взрослым людям, которые вас слушают, но у нас нету терпения вас слушать. У вас нету никаких фундаментов, ничего нету. Вот это бараболха, вот это какая-то разборка, какие-то движения, ничего нету смысла. Нам это все надоело. Мы все взрослые люди имеем терпение вас слушать. Значит, мы являемся самыми настоящими верующими. Мы это доказали вам. Вы часами вы там тарабоните, всякие там садики играете, даже в школу не ходите, в садики играете. Мы, люди, вас слушаем. И ничего от вас, ни толка, ничего нету. И нам неудобно это. Мы имеем терпение вас слушать. Ну, выходит так, мы такие люди, которые веруют в Всевышнего, который создал человечество. Кроме человечества на этой земле ничего нету, никакой веры нету и никогда не было. И нам стыдно слушать вас, молодых. Валбери, как тебе там? Ты вообще там, не знаю, куда ты уехал. Тебе даже звание прапорщика дать падло. Настолько это противно, это все слушать. Мы, я лично взрослый человек, и те, которые, вот эти взрослые люди, которые вас всех слушали, я считаю их самыми верующими людьми, которые имели терпение вас слушать. Ваши эти всякие там колхозные, всякие эти там предрассудки и так далее, прочие, которые не имеют ни фундамента, ни основания. Заткнись и слушай, будь добр. Тебя слушали часами взрослые люди, которые имеют иммунитет на человечество. Кроме человечества на этой земле никогда не было и никто не будет. Нету таких умных людей, нету таких развитых людей, чтобы превысить себя кем-то и так далее прочее. И не ты, и не другой, и не Мухаммад, и не Иса, не Ибрахим. Они никто, они просто люди. Их создал Всевышний так, как создал нас с тобой. Мы все люди, и мы должны придерживаться человечества. Вы сегодня, заткнись, говорю еще раз, заткнись, тебя долго слушали, да, ты не имеешь настолько фундамента, чтобы тебя слушать, и чтобы ты говорил, у тебя нету такого повода, ты не имеешь такое право, в тебе нету человечности, в тебе есть вот такое еврейтерское какое-то значение. Ты будь добр дальше слушать взрослых людей, которые знают то, что ты в жизни не знал. Вот эти взрослые люди, которые сидят и здесь слушают вас всех, они имеют терпение, они имели это терпение, но всему есть предел. Но факт другое. Вот те, которые имели терпение, они намного, 10 раз выше имеют право быть разумными людьми и быть верующими, чем вы. А вы не без фундамента, без доказательства хотите доказать что-то, а мы все это знаем. Мы поэтому не врекаемся, с вами дебаты не ходим. Ну, вы настолько беспардонные, бесчеловечные, что вас слушать настолько противно, и тем не менее у нас есть выдержка. Почему? Потому что мы верим.
Мы знаем, что есть Всевышний, а вы этому какие-то отмазки кидаете, какие-то там что-то ищете. Вы неверующие, и вы не знаете, что есть Всевышний. А мы знаем, взрослые люди знают, что есть Всевышний. Нам не нужна вера, мы знаем это. Будьте добры, по-человечески. Здесь вести общение, элементарные вещи. Я закончил. Но терпения не всегда хватает. Для вас и для других настолько вас стало много, что не хватает на вас терпения. У вас ни веры нету, ни человечности нету, ничего у вас нету. Можете я вопрос? Минуту я займу. Минуту я. Вахару, как тебя зовут? Вахархо? Тут люди оскорбляют пророка Мухаммада, саллаллаху Владимир, алейхи. помолчи, дай нам тоже сказать. Помолчи, дай сказать, я тоже имею право сказать. Помолчи, помолчи. Ты должен был знать, что ты пришел людям в гости. Будь добр, умей вести себя в гостях. Тем более ты говоришь, что ты пришел со своей... Если ты с истиной пришел, ты должен был знать, что тебе здесь будут вопросы задавать. Потому что ты говоришь, что твоя истина истина. Люди хотят знать истину. Соответственно, тебе будут задавать вопросы. Но ты не любишь на вопросы отвечать. Ты любишь нести проповеди. Мы эти проповеди без тебя начитались и наслышались. И когда тебе нечего сказать, ответить, ты начинаешь пускать страшилки в адрес Пармата, ты дома не сможешь появиться туда-сюда, потом начинаешь, что вы не чеченцы. Ты определись сначала, ты кто такой сам и куда ты пришел. Ты даже не умеешь вести среди людей, к которым пришел в гости. Знаешь, определись себе. И тебе здесь будут вопросы задавать. Не ты задавать, тебе будут вопросы задавать. Не надо здесь нас регулировать, как мы себя должны. Ты научись вести сам себя в нашем обществе, знаешь? Это не арабо-бедуинское общество, которое на коленях сидит и поклоняется бездумно арабскому камню. Ты знаешь, как ты должен вести себя, чеченец. Тебе будут вопросы задавать, ты здесь не должен регулировать. Отвечай на вопросы. Мы тебе, я буду, другой будет, ты будешь задавать, отвечать. И не надо свои арабские истории здесь часами рассказывать. У нас нету времени их слушать. Не надо. У нас свои истории, свои у нас есть и истории, обычаи, традиции, обряды, все есть. Не надо, твои сказки не нужны нам, арабские. Отвечай на вопросы. Здесь задавайте ему вопрос, пускай ответит. Итак, дадим нашему гостю сдать ссылки, фамилии, имена ученых, которые утверждают, что без полного полового акта на свет появляются дети. Давай ссылку, давай, на какой ученый, хоть пару штук ученых. Вот эти два взрослых человека, да, не сказать? Я слушал, уже не перебивал. Я тебе болтологию слушать не буду. Ссылку, не, подожди, балаболки уже тебя устали уже. Ссылку на источник. Какие ученые утверждают, что без полного полового акта появляются дети? Вальдемар, вот тебе сейчас объясняю последний раз. Тут будет, короче, вопрос-ответ, никаких там комментариев, ты где, чего, как, кто этот так поступил, он такой хороший, плохой. Только по факту, только аргументы, диалог по фактам. Ссылки, слово сказал, привел ссылку, слово сказал, привел аргумент. Все, если будешь отходить от этого принципа, будем тебя выключать. Все. Я, в общем, буду вести диспут только с антитеррором. Он хотя бы чуть-чуть посправедлив. У вас вообще справедливости нету. Вы микрофон И не будет. Ты ссылку проведешь на источник. Какие ученые утверждают, что без полного полового акта появляются дети, балаболки гребаные. Давайте мы поговорим. Давайте мы поговорим. Опять я тебя выключу, потому что ты отошел от принципа. Дайте 5 секунд.
Он хочет, чтобы мы играли по его правилам, дорогой. Здесь не по твоим правилам. Будем по правилам справедливости и по нашим правилам. Мы по твоим правилам играть не будем. Я вижу, что ты хочешь свои правила навязывать. Не надо. Играть по-честному, по общим правилам или по нашим правилам. Понял? Свои правила здесь не навязывай. Да, Вальдемар, сейчас будешь диалог вести с Ибраимом, если ты согласен. Будешь вопрос-ответ, вопрос-ответ. Вальдемар. Ибрагим лучше, потому что, смотри, так диалог не ведется, как базар. Допустим, дайте хотя бы по минуте. Минуту я говорю, минуту ты. Я тебя же слушаю нормально. Я же не перебиваю ничего. Я же двоих вот человек, ветеранов послушал, ни разу не перебил. Вархархот. Нет, вот эти, смотри, я выслушал. Я же смотрите, не перебиваю. Я только начинаю говорить. Вот нас эти сразу всякие вы говоришь, нарративы. ты дай мне доводы. Какие доводы? Я начинаю тебе говорить, ты мне ничего не даешь сказать. Какой-то театр получается, одного актера, слушай. Мне не интересны твои, вот это, когда тебя спрашивают конкретно по вопросу, ты там теорию какую-то или рассказываешь. Вот дай мне минуту, дай мне минуту, вот я тебе, Ибрагим. Минуту, зачем тебе давать, если Ну, видишь, как я минуту отвечу, тебе... подожди, ну как... Мы с тобой еще не начали говорить тебе, как взрослые. минуту Вот я давать. обращаюсь к взрослым чеченцам, где Нохчала, где справедливость, субханула. Как будто боитесь услышать истину, перебиваете. Я с тобой хочу разговаривать. Давай. Ты говоришь, минуту тебе, да. Какую Давай, минуту? Мы еще не начали ничего. Ты меня спросить что-то хочешь или мне что-то сказать хочешь? Ибрагим, ты 3 минуты говорил, я тебя слушал, ни разу не перебил. Перестань вопить с этой дешевой манипуляцией, что мы кого-то боимся. Но если не Не боитесь, говори, дайте он сказать, дома. что... Вот я лучше с антитеррором буду говорить, он хоть немножко посправедливее. Вот антитеррор, вы вчера мне такую чанду несли вечером, что в исламе дозволено. Владимир, пошел ты к черту, надоели тебя. Я для ваших блага... Еще его Если бы я бы вам блага бы не желал бы, да? Вальдемар, тебя предупреждали. Ты опять начинаешь комментировать чат. Вчера что-то, позавчера. Нам не интересно, что там вчера, чего. Вопрос, ответ, аргументы. Тебе вопрос, ответ, другой вопрос. Ты задаешь, другой задает. Ты опять начинаешь. Как ты узнал, Вальдемар, вопрос тебе, истинность салафизма? Истинность салафизма, то, что разум за салафитами. Доводы, практика, здравый смысл за салафизмом. Именно здравый смысл. Вот я ответил на твой вопрос. Я за здравый смысл. Здравый смысл только в салафизме. В суфизме нету здравого смысла. Сам это антитеррор. Ну как тогда ты тогда прокомментируешь полет Аль-Бурак? В чем проблема? Вот со здравым смыслом это можешь ты как бы все соединить? Ну, смотри, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, когда курайшиты, так же как вы, начали смеяться над ним, да, когда он это рассказал, у них реакция была, как и у вас, они начали смеяться над ним. Скажут, что вообще сумасшедший. Пошли потом к Абу Бакру, начали говорить, что твой друг сошел с ума. Да? И что сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям? Он сказал, что вот там через 2 дня выйдет караван верблюдов. Он видел этот караван, когда летел на Бураке. И это подтвердилось. Количество верблюдов, что везут, откуда везут, какого направления, все подтвердилось. Также люди, курайшиты, которые видели Кудс, он полностью описал им, как он выглядел. Где водятся, Вальдемар? Ты же со здравым смыслом. Смотри, ты со здравым смыслом же, да? Где? Раскол Луны. Раскол Луны. Был раскол Луны. Арыбанун. Раскол Луны, я тебе про раскол Луны говорю. Это же все... Арыбанун, тебе что-нибудь говорит? Вам что-нибудь говорит? Рыбанун. Ничего она мне не говорит, ребят. Здравый смысл, со здравым смыслом. Раскол Луны вам что-нибудь говорит? Раскол Луны видели все. И курайшиты видели раскол Луны, и язычники видели раскол Луны. Все видели раскол Луны.
Это было знамение от Аллаха. Понимаете? И не Где это, уверовали, да, после этого? где это написано? Раскол Луны это был. Курайшиты, когда враждовали, попросили у Где него написано? чудо. Где это написано? Написано, где это? Где написано? Откуда ты узнал? Ну что, я прямо сейчас я буду, я прям все номера должен... Ну там есть хадис, это история не в этом достоверная. суть. Не в этом суть. Суть в Вот том, смотрите, что вот смотрите, как это вот со люди, здравым которые смыслом. сидят, я вам, Аллахе, благо всем желаю. Вот если мы лично вживую бы встретились, намного был бы лучше разговор, продуктивнее. Смотрите, я, находясь в море, допустим, на лодке, либо в пустыне, либо у вас в Чечне, в горах, я по звездам могу определить направление в Кабу, в какую сторону молиться. Но я не могу определить Валдемар, направление Валдемар, Кербалы. Я не могу Валдемар, найти определение там. Валдемар. Не надо здесь монологи вести, не надо нам На все, монологи логика. вести. Мы не Смотрите, вообще не... логика, здравый смысл указывает, что Выключаю тебя, выключаю. Ты выносишь дискуссию. Смотри, тебе четко говорят, ты когда сказал о здравом смысле, вот тебе же разъяснили. Халид Фулейдж, знаешь такого? Ты как относишься к этому шейху? Хайда Фулейджи, я с ним лично знаком, мы даже молились вместе в мечети. Да, я уважаю этого шейха. Мне твое уважение вообще по одному месту. Ты меня спросил, как относишься, потом говоришь, мне по барабану. Ты как относишься к нему, как к исламскому? Я тебе не про любовь какую-то. Уважаю, но он не мой... Да нафиг мне твое уважение. Он как исламский ученый, ты к нему как относишься? Он не ученый, он шейх Идая, просто призывающий. Он не ученый, он шейх Идая, то бишь призывающий. Окей, как ты к нему, к его вот этим призывам относишься? Но я не являюсь его этим адептом. Просто я уважаю шейх, машаллах. Но я его не слушаю, он не мой шейх. Просто я уважаю хороший шейх. А кто твой шейх? Твой шейх? Ну, Патрушев. я в Кувейте. Бортников. Я уважаю очень сильно современных шейхов. Это шейх Усман Хамиса, потому что он большую работу провел против шиитов. Машаллах, баракаллах. Старых шейхов, шейха Барак. Абу Бортников. Смотри, Усеймин. Стоп, Усеймин, да? Усеймина ты уважаешь? Конечно. Имеется в виду, ты его как шейха признаешь же? Шейха Албании, всех я шейхов люблю, вот этих салафитских. Шейха Ташкенте, не надо, давай уже. Сейчас я тебе Усеймина покажу и дай оценку его слова. Вырубайся. Выруби микрофон. Я слушаю, я не перебиваю. У меня адаб есть. Шейх Ибн Усаймин, да помилует его Аллах. Если правитель, мусульман, грешник, пьет спиртной, совершает прелюбодеяние, гомосексуализм, поступает несправедливо, делает порицаемые поступки, кроме неверия, куфр, то нельзя выходить против него. Давай оценку фетве. Зачем такие нашиды ставить? Там больше нашид слышно, чем фетву. Да, он, смотри, сейчас есть фитна, которую нам евреи дали. Есть крайние люди, да, допустим, которые обожествляют правителей, допустим, как, допустим, в Азербайджане возьми, да. Тут и речь идет именно за Саудовскую Аравию. Чтобы не было революции, чтобы не было переворотов. Нужно подчиняться правителю мусульман, даже если он где-то грехи делает, там распитие спиртного, зина, прелюбодеяние, он остается правителем мусульман. Если он гомный. Я, честно сказать, может перевод этот неверный, я хочу в арабском оригинале услышать. Такой мусульман вообще не мог сказать, потому что там эти наши русскоязычные перевели неправильно. Сейчас мы с тобой найдем тебе, докажем, ты будешь это принимать? А? Да. Я хочу ты примешь это? Я хочу на арабском в оригинале, потому что наши перевели неправильно, или такие ваши адепты. Но если, смотри, если правитель мусульман, мы подчиняемся... Подожди, не бегай туда-сюда. Ты кто такой вообще своими грязными мозгами рассуждать? Ты уже сослался на Усеймина, и все, что он говорит, тебе должно быть законом.
В чем проблема? Я же про это тебе говорю. Когда ты с одного шейха на другое скакаешь, на другого, значит, ты ведаешь лучше всех этих шейхов. Говоришь, этот шейх вот здесь прав, вот здесь не прав. Вот этот шейх здесь прав, здесь не прав. Понимаешь? Ты Ну, понимаешь, здесь, о чем я? смотри, здесь я не вижу... Нет, ты о чем я? Ты понимаешь, что я имею в виду? Ты понимаешь? Ответь сначала. У правителя мусульман есть правитель, который является грешником, да? Видишь, вот так мы будем по кругу бегать. Подчиняемся, что он является правителем. До тех пор, пока мы не выявим в нем куфр, понимаешь? Мусульмане подчиняются правителю. То, что он там зина делает, там, что он там спит спиртным. У тебя, вот я у тебя спрашиваю, шейх Усеймин полностью выкладывает фетвы. Ты полностью им следуешь. Все, без какой-либо оговорки. Это тут можно, тут не можно. Ты кто такой вообще? Проблема. Да, мы подчиняемся правителю, несмотря на его грехи. Мы А у тебя вообще кто спрашивает, он правильно сказал или неправильно? Я тебе сейчас объясню. Салафитский призыв в чем? Мы подчиняемся шариатскому правителю. И мы не подчиняемся тагутам именно шариатскому правителю. Мы не выходим против него. Потому что если мусульмане выходят на митинги, на Майдан, то еще больше фасад становится. Начинаются революции, перестройки, войны. Вам, чеченцам, лучше всем это понятно и известно. Любая, вот посмотрите на Украину. Украина до 2014 года была замечательным государством. Сейчас смотрите, что стало с Украиной из-за Майдана именно. Понимаете? То есть все революции, Майдан, это все. Подожди, куда ты вообще ушел? Куда-то на Майданы? Какие-то пробросы здесь делаешь? На какие-то куфарские законы? Я отвечаю на вопрос. Какую-то Украину? Ты даже четко не можешь. Ты четко, достойно не можешь ответить, что ваша русня напала на украинцев и просто полностью поджать их хочет под себя. Вот это ты не можешь четко ответить. О чем ты вообще сможешь больше? О чем ты еще можешь ответить вообще? Просто вот ты не можешь осудить какое-то беззаконие, которое происходит, вот убийство людей, нападение на чужое государство. Ты не можешь четко, трезво, как трезвый человек, ты не можешь этому дать оценку. Ибраим, у них вот задача только говорить. Они привыкли в одностороннем порядке говорить. Просто призыв к исламу, это бред. Ибраим, вот он сам не себя... способен на дискуссии вообще никак. Ибраим, сейчас отойдем от религии, вот он эту тему Украины затронул, давайте. Здесь сторонники Украины, а не России. Так что давай, мы будем по этой теме разговаривать, ты будешь отвечать. И посмотрим, найдем мы консенсус. Договоримся или нет? Хорошо. Давай по этой теме, по Украине будем. Ты сам себя, вот давай. Один вопрос про Украину. Во-первых, Вопрос к тебе задают, подожди. Не, он тоже может задавать, пускай задает. Ну я же вопрос задал, чего вы перебиваете, ребята? Смотрите, я Украину люблю как государство, я там работал, все знаю. Смотрите, Украина до 2014 года была замечательной страной. Замечательная была страна Украина. Ее испортил именно переворот Майдан, который произошел. Вот весь хаос, который мы сейчас видим. Если не было Майдана, это было бы шикарное государство Украина. Как Россия, да? Не перебивайте, пожалуйста. Ислам как раз запрещает все эти перевороты, Майданы. Все это ислам порицает. И как раз Ибн Усеймин сказал, почему он сказал, если ты видишь у правителя какие-то минусы, то терпи, не выходи против него, потому что это приведет еще к большему нечестию, как на Украине. Украина просто пример. Где ты был, 20-й, где ты был, когда Удугов, Мудила, Удуговская, и прочие мудаки, Умаров, его брательник, и все вот эти джамааты выходили и говорили, чтобы восстать против нашего государства в лице Масхадова, там, что не надо создавать комбайны, заводы, а надо впервые в 21 веке, в 20 веке напасть первыми на кафиров. Ты где тогда был? Я тогда под столом бегал и маленький был. Вот такие, как ты, салафиты. Они что, не салафиты, что ли? Умаров, они, вот эти люди. Вот у меня вопрос к взрослым людям, вот сейчас, которые говорили, ветеран и еще второй, как его зовут, субханаллах. У тебя столько вопросов, давай сейчас по Украине, давай сейчас по Украине.
Что сейчас происходит в Украине? Кто на кого напал? Давай будем про Вот политику говорить. беда Украины. Религию ты не Майдана. тянешь. Если бы не было Майдана, все было шикарным сейчас. Была бы мир, как Белоруссия сегодня. Шикарное государство Белоруссия. Алло, То же самое, если бы у Украины не было 29-й. Майдана. Тут Россия Алло, вообще при чем? 29-й. Русские-то здесь при чем вообще? Украина. Алло, 29-й. Что сейчас делают деньги, кстати, русские американцы, солдаты? за бабки американцев. Что русские солдаты делают в Украине? Они гуляют там, пошли на прогулку? Чем там занимаются русские? Ты ответишь на мой вопрос. Майдан плохо или хорошо это было? Что? То есть, согласен, что Украина Майдан уже свершился, Майдан уже свершился. Мы сейчас имеем но если бы последствия. не было Майдана, Сегодня, если бы не было Майдана, сегодня мы сейчас не... Пару слов. Майдан – это внутреннее дело Украины. Украина – это признано всеми государством, ООН, это внутреннее дело. Майдан, они разберутся между собой. Ты Украину лезешь, и чеченцы лезешь, чеченцы между собой. Украинцы разберут, что там Россия делает 3 года. И с 2014 года, что она имеет там. Вот ты на это ответь, что Россия там. все, я могу ответить, да? Мы, во-первых, этот брат Ибрагим, он привел мне лекцию шейха Ибн Усаймина, да? То, что тот говорит, есть и правитель. Забудь Усаймина, мы ушли с религии, ты не потянул. Религии ты не потянул. Религию ты не вытянул. Мы ушли в другую плоскость, в политическую. Ты здесь тоже полностью начинаешь сливаться. Что русское солдатье делает в Украине? Объясни мне, вот как мусульманин, как честный человек, как искренне, какого хрена русский сапог вонючий делает в Украине? Да, мы сказали, вопросы задавать будем мы, а ты будешь отвечать. Ты тему вести не будешь, ты будешь отвечать на вопрос. Здесь 10-20 вопросов будет. Что они делают на Украине? Спецоперацию Он тоже имеет право задавать вопросы. Что русский солдат делает на Украине? Еще раз повтори. Проводят спецоперацию, что они делают? Твоя оценка вот этой спецоперации. Моя оценка, ну, во-первых, это большая трагедия для обоих народов, во-первых. Понимаешь? Твоя оценка присутствия Русни в украинском государстве, в чужом, с техникой, с вооружением, со своей вот этой, с пулянием всего дерьма, стрельбой. Оцени это. Что там делает русский солдат? По-твоему. По-исламски. И все? И все на этом закончилось, да? Пидори Шадик. Сегодня будем вопрос вести о Украине, потому что вопрос свободы чеченского народа связан с Украиной, с победой Украины. Мы сегодня будем с тобой вести именно вопрос по Украине. Понял, да? Мы от темы отходить не будем. Отвечай, будь добр. Будь добр, отвечай. Ты же с истиной пришел, а? Именно давайте будем с ним разговаривать по Украине. И он отсюда долго не задержится, он свалит сейчас, ему сейчас молиться надо будет. Я извиняюсь, я отходил, то у меня там мясо жарится. Смотрите, вопрос Украины, первый вообще, я задал вопрос по Украине. Я первый, не вы, я первый. Потому что у нас была тема Ибн Усаймина, профетова. Если бы украинцы были бы салафитами в Акиде, не было бы Майдана, понимаете, была бы мирная, шикарная страна. Понимаете, там, где салафиты, там всегда безопасность. Еще раз, возвращаемся к теме. Возвращаемся к теме. Нам понятно, что тобой движет. Ты искренний человек, ты за истину, ты за правду, ты против насилия, против, против агрессии, или ты за, наоборот, Я за мир, я за стабильность, за бизнес, за капитализм. Да, вот ты, например, мусульманин, ты должен поддерживать правду. Два кефира, подожди, два кефира, один кефир напал на другого, его хочет ограбить. Ты же должен оценку дать, как мусульманин, вот этой ситуации. В данном случае один кефир русский напал на украинского кефира,
и полностью прошел на его территорию с оружием, его захватывает. Давай, дай оценку этой ситуации. Дополнение, вопрос короткий у меня. Я осуждаю агрессию России против Украины. Ты осуждаешь его? Скажи. Ты осуждаешь агрессию России против Украины? Против суверенного государства? Слушай, Давай также я будем агрессию- честными, отвечать будем. Подожди, я в эту фитну не лезу, понимаешь? А Я сюда вот- лезешь тогда со своей это арабской историей. Что ты лезешь к нам с арабской Подожди, этой историей? подожди, Ты слушай, не лезешь. Почему у нас вопрос, почему мы начали говорить про Украину? Вот это Ибрагим, да, он мне скинул фетву шейха Ибн Усаймина, что вы видели, нет вообще, что он скинул? Что если правитель пьет спиртное, если правитель совершает грехи, мы подчиняемся этому правителю. Гомосек, не знаю, кто он конченый, да? Мы подчиняемся ему, потому что он правитель. Почему Ибн Усаймин дал эту фетву? Что, пример Украина, как Но вы не придерживаетесь этой фетвы, вы придерживаетесь этой фетвы только когда это в русских интересах. Когда это вне русских интересов, вы как вы такие упрямые. Ибрахим, был, ему вопрос был, он поддерживает агрессию. Ибрахим, был вопрос у меня, пусть на этот вопрос. Ви це удугова, упырей как удугов. Начинаете полностью противоречить фетвам Усеймина, которые говорят не восставать против правителей. И вы восстаете, и потом... Пускай он на мой вопрос ответит. В интересах Русни восстаете. Он на мой вопрос ответит. Мне не интересно, вчера я его слушал, сегодня слушал, мы ему столько времени. Ответь вопрос. Ты поддерживаешь агрессию России против Украины, против суверенного государства, которое осуждает эту агрессию весь мир? Ты это поддерживаешь? Давай будем конкретно в этом вопросе. Ответь. Подожди, если мужчина, ты там, мы говоришь, не чеченцы, не мужчины, мы боимся, ты... ответь тогда, если такой мужчина, ответь. Без велений там, знаешь, ответь, давай. Коротко, здесь много не надо. Да, нет, это в 3-4 словах можно дать ответ. Так, стоп. Дальше. Почему не поддерживаешь? Давай. Разве тему поддерживаешь? И давай, будь мужчиной. Ты нас судил там, не чеченцы, не мужчины. Будь мужчиной, поэтому развей эту тему, почему не поддерживаешь? Давай. Я, во-первых, никакую агрессию не поддерживаю, понимаешь? И украинцы тоже не святые, понимаешь? Там обе стороны... Я не поддерживаю ни Украину. Святые, не святые, они у себя дома. Они у себя дома. Нет, ты здесь там не надо. Ты отвечай на вопрос. Святые, не святые. Мы это разберемся. Мы знаем. Ты отвечай, развей эту ответ. Я знаю, давай. Поддерживаю. Да? Почему? Знаешь, кого я поддерживаю? Я поддерживаю муджахидов, которые сейчас воюют с евреями в Палестине, в Газе. Вот моя позиция. Я за мусульман. Вот моя позиция. И агрессию проявляют неверующим, как мусульманам. Вот о чем я должен беспокоиться. Валдемар, подожди. Меня русские и украинцы через 5 лет уже опять друзьями будут. Дружить будут, обниматься, бизнес будут делать. Я сейчас говорю за мусульман, понимаешь? Прыгаем туда-сюда. Мы прыгаем туда-сюда. Мы прыгаем туда-сюда. Не, я конкретно ответил на вопрос по Ибн Усаймину. Я же тебе ответил на вопрос. На твой его... Ты никакой вопрос не ответил. Ну как не ответил? Так я разложил подробно. Даже Украину привел к примеру. Просто Украина самая... Мы же знаем, из-за чего началась война. Подожди. Мы все прекрасно знаем, из-за чего началась война на Украине. Все прекрасно знают. Я привел это примером. Война на Украине началась с того, что русские напали на Украину. Ты что, не впорычишь, что ли? Русские напали на суверенное украинское государство. Понимаешь? Из-за того, что украинцы попытались освободиться от прорусского режима, который им не дает житья. То есть от вот этого мудака в лице Януковича, который полностью их зажал и там полностью устанавливал русский интерес в Украине. Украинский народ вышел на Майдан и решил скинуть с себя вот этого вот русского ставленника. После чего русские напали, отжали Крым, Донецк, Луганск, а потом еще раз сейчас напали, и вот это вот происходит там сейчас бойня, да?
Вот это ты не видишь, да, все? Смотри, я отвечаю на твой вопрос касаемо фетвы Ибн Усаймина, а не перепрыгиваю на другую тему. Смотри, давай, я почему задал Украину, потому что мы все русскоязычные, мы знаем вопрос Украины. Хорошо, давай Россию обсудим. Смотри, Российскую империю, которая была до 1917 года, да, пришли эти вот интеллигенция, да, свергли царя, да, потом там 8 месяцев было временное правительство, пришли большевики с Лениным, со Сталиным и установили большевизм в России. Ты сейчас отъехал от темы. Ты сейчас отъехал от темы. Это ваш это ваши внутрирусские разборки. Вы хотите, едите друг друга. Это как бы другим по барабану. Внутриукраинские разборки, когда происходят, какого хрена, если они внутриукраинские, если это не свержение вашего руснявого сапога с себя, если это действительно внутренняя разборка, какого хрена вы туда полезли и сейчас нападаете, отжали Крым, Донецк, Луганск, и дальше сейчас захватили эти Мариуполь, там, Запорожье, вот эти все территории. Слушай, а что перебиваешь микрофон? Смотри, я иду сейчас четко по теме, я не схожу слева направо. Ты меня задал вопрос, вот в группе тут свидетели, про фетву Ибн Усаймина, я про нее говорю, я привожу пример. Украину я привел пример, Россию. То бишь любая революция, там где происходит переворот, революция, становится положением не то что мусульман, даже простых крестьян, простых людей, да, намного хуже. Понимаешь? И Мы с тобой на тему Усаймина пришли с того, что мы хотели разъяснить, как ты выбираешь фетвы одних ученых и отвергаешь фетвы других ученых. То есть ты над ученых, стоишь над ними всеми и можешь как-то еще разбирать, да, вот Усаймин так сказал, почему он это сказал, видите, вот так вот рассуждать. То есть ты еще больше доктор наук исламских, чем Усаймин, чем там Ибн Баас, чем все остальные, если ты можешь их в каких-то местах, их фетвы, как бы наоборот, их несостоятельность там показать, а в каких-то местах, наоборот, ты их фетвы оправдываешь. Просто мы говорили. Ты, виляя вот так, убегая туда-сюда, я тебе просто фетву Ибн Усаймина, где он говорит, что если правитель гомосек, если он тебя бьет палкой по спине, если все что угодно, ты не восстаешь против него. Как обычно, среднестатистический крепостной русский. И тебе эта фетва подходит, мы это поняли, все. Теперь мы ушли на тему украинцев, тему русской агрессии в Украине. И вот теперь интересно, какого хрена вы там делаете, крепостные? Я могу, да, ответить, да? Можешь, если будешь по теме Я делать. не уверен, что вы сейчас мне опять микрофон выключите, перебивать будете. Мы сейчас, нас вообще, Украина нас вообще не касается никак. Мы фетвы Ибн Усаймина обсуждаем с тобой. Я тебе отвечаю на твой вопрос. Салафистский призыв, настоящий ислам, чему учит? Чтобы мусульмане, если есть какая-то несправедливость со стороны правителя, мусульмане проявляют терпение сабр к этому правителю, потому что выход против несправедливого правителя приводит общество людей еще большей смуте. Я привел пример, как Украину, Майдан, чему это вышло в Украине. Возьми, допустим, Иран тот же самый. Иран до этой хуманистской революции была шикарной страной. Пришли эти чалмоносцы, все, это страна диктаторская, у них даже сейчас вообще ничего нету. Там, Вы поэтому против хуйла не восстаете. Смотрите, я же вам нормально, подождите, я же вам нормально объясняю. Вы мне начинаете вопрос про... Что не случилось Украина? Я мусульманин. 29-й. Ты мусульманин, кем бы ты ни был. Вот смотри, твоя семья, кефиры в твоей семье, ты мусульманин. Твоя семья кефирская напала на другую кефирскую
тебе нужно теперь одних осудить в их неправоте, а других оправдать. То есть тебе нужно суд провести над этими кефирами. И те кефиры, и те кефиры. Как ты вот поступишь в этой ситуации? Кого ты оправдываешь кефиров, которые... Смотри, чтобы разрулить эту ситуацию, там должен быть такой серьезный третейский суд, потому что у каждой стороны сильные козыри, правда. У России сильные козыри, у Украины свои там карты, понимаешь? Нету никакая боком эта проблема вообще, скажи мне. Я тебе сейчас говорю про фетву Ибн Усаймина и выход против правителя. Нету, но чеченцам есть дело, да, потому что вопрос свободы чеченского народа решается в Украине. Тебе дела нету, мы это знаем. Мы здесь, это канал, дайте я сейчас скажу, я скажу, в этом канале мы обсуждаем свои чеченские проблемы. Проблему народа, потому что чеченцы не одной стороны. Подожди, хватит. Я тебя слушать не буду. Я и в разговорах, разборках вот таких я не слушал. Подожди. По твоим правилам я, допустим, не хочу играть. Я чеченец. Здесь решается вопрос свободы чеченского народа. Одни чеченцы воюют подневольные, воюют на стороне России, участвуя в агрессии. А на другой стороне, хоть мало свободные чеченцы, которые сами поехали, воюют. Понял, да? Поехали. И по твоим правилам здесь не будет. Мы сейчас будем именно обсуждать Украину. Мне до Палестины дела нету. Может, тебе есть, но в этом канале до Палестины никому дела нету. Хотя нам жалко палестинский народ, ты свои темы здесь не навязывай. Ты, если пришел, будешь отвечать и сам задавать вопросы. Ты не прокурор, чтобы, и не судья, чтобы мы твои вопросы отвечали. Понял, да? Ты к нам пришел в этот канал, который обсуждает свои чеченские проблемы, вопросы. А ты навязываешь там Палестину, что-то. Мы сейчас говорим об Украине. Давай сейчас будем говорить. Человек, который не является свободным, не может. Человек, который не может высказать, оценить ситуацию, дать комментарий вот, происходящему. Вот какое-то преступление, да, происходит. И ты не можешь даже высказать, пикнуть, вот это неправильно, вот это вот я осуждаю, вот это вот я против этого, это насилие, это полностью порицаемо мной. А вот это вот правильно, вот здесь вот правда, вот здесь вот, короче, вот эти вот правы. Да. Ты не можешь дать оценку, человек, который не может по-честному дать какую-то оценку, что ты можешь здесь, какую-то правду нам, что-то нам принести. То есть, понимаешь, да, вот суть вот этого, да? То есть ты не можешь, ты то ли там по работе тебе нельзя, черт его знает, и мы будем тебя правдивым считать, да, вот твои какие-то сказки, которые ты здесь рассказываешь. Чеченцы, о какой вы свободе говорите? Вы сейчас самые свободные. Сегодня в России самые крутые это чеченцы. В чем проблема? Давай я тебе упрощу вопрос, Вальдемар. В чем проблема? Кто вас давай, там притесняет? Давай я тебе упрощу вопрос, чтобы это. Коротко ответь, ты имперец? Я халифатец. Конечно, имперец. Тут вопрос закрыт. Мы просто не терпилы, а вы терпилы. Вот разница не в чем. И все. В смысле имперец? Ну, ты газуешь за Россию единую и неделимую, а мы газуем за Чечню единую и неделимую. Брат, скажи мне, вот у меня тебе вопрос. Зачем вам какой смысл сейчас отсоединяться от России, если сейчас русские толпами ислам принимают? Сейчас, может, через 10-20 лет смотри, в России... Подожди, я скажу, в России может быть чеченец президентом, мусульманин правитель. Понимаешь? По шариату будем судить, по шариату подожди, вот тут я тебя сразу... Надо с Россией вместе Вот быть. тут я тебя сразу подправлю. Если Россия... Мы ни в какой России не объединялись никогда, чтобы от нее отделяться. Понимаешь, 29-й? Никогда в жизни ни один раз чеченцы никогда к вам никуда не присоединялись. После развала Совка мы союзная республика на статусе
в статусе союзной республики уже за бортом остаемся давным-давно, если ты не в курсе. Потом провозглашаем свою государственность, как это сделали и остальные все союзные республики, включая русскую, это самое, РСФСР. Точно так мы провозгласили свою независимость. Но, как и на украинцев, на нас нападают. Вы вот на нас нападаете. И после этого вы нас сейчас под свой сапог туда загнали, и еще на Украину нападая, нас туда гоните. От вас, от Русни отделяться, как бы у нас нету смысла, мы давно отделены. Просто нам нужно деоккупировать свое государство. Просто для информации тебе, ты там где-то, ты ж под стол, говоришь, ходил, вот, чтоб ты знал. Ибраим, говорю, он царь новый, Юлин, программ, говорю, он, вот это тоже это подтверждает. Сейчас русские начали принимать ислам, зачем вам отделяться можно? Орарбиду инш, был безграмотный. Царь юкуш, брошенный. Изначально. Изначально мои Мурат, они на этой теме взяли через Удугова. Эти все лозунги отделения от России, там, Ичкерия, национальное государство, это все лозунги джагилии на национальной почве. Вы понимаете? Да, там может быть государство, и Русня может, русские очень да, хорошо. и только Русня может отстаивать свою государственность, свою, которая, видите ли, американцы хотят посягать на нее. Да какого хрена, пускай посягают. Ты будешь на американских машинах ездить, ты будешь по-американски говорить с детства, не надо тебе дополнительно изучать этот язык. Нахрен тебе свое национальное, вообще русское. Вы будете полностью людьми станете американскими. Что, зачем вы печетесь? Какая проблема? Пускай захватывают, наоборот, помогай захватить, если они собираются вас вообще захватывать. Нахрен он никому не сдать. Пару слов я скажу. Если человек пришел сюда, здесь, допустим, 80 или 70 человек сидит, слушает, и он должен знать, что и те тоже имеют. Но 80 человек вопросов задавать не будут. Но человек 5-6 вопросов имеет право ему задать. И он должен знать, когда он задает один вопрос, что из этих 5-6 человек, 5-6 из этих 80, 5-6 человек ему зададут вопрос, и он должен ответить на его вопрос. А то получается, он один вопрос задает, и все из нас 80 человек один нет. Ты должен будешь ответить, ты раз пришел, на 5-6 вопросов будешь давать ответ, когда сам будешь задавать один вопрос. Понял? Сейчас вопрос про Украину и про чеченский народ, его свобода, независимость, разговор пойдет. Видишь, как ты виляешь хвостом? Нам важна наша свобода, независимость. По поводу вашей Ичкерии, я сказал, нету смысла отделения от России. Почему? Потому что русские принимают ислам сейчас толпами. Ислам будет в России, машаллах. И какой он Хадите, идеология. Вы должны быть вместе Идеология, с русскими. Понимаешь? Русские не чужие люди нам, близкие, можно так сказать, понимаешь? Если они принимают ислам, альхамдулилля, это же благо для чеченского народа, понимаете? Аллахи, я был в Чечне, я видел, какая чеченская республика хорошая. Я пошел по улице, ни одну бумажку мусора я не видел. Чистые улицы, мечети, азан дают. Такая хорошая, красивая республика. Да покайся ты, сходи в церковь. Кто у вас там предатель притесняется? рода, что ты творишь? Сейчас русские принимают ислам. Может быть, президентом России там... Дорогие мусульмане, я христианка, но обращаюсь к вам, братья и сестры. И чтобы приспешники Иблиса не говорили всему миру об исламе, истинный ислам – это религия любви и братства. Я глубоко уважаю ислам, люблю Всевышнего Аллаха и люблю его пророка, саллаллаху алейхи вассалам. А истинные мусульмане – это сильные духом, мудрые, честные и добрые люди. Именно к вам я и обращаюсь. Разве мы не видим, во что превратился наш мир? Что нас постоянно разделяют, весь мир в конфликтах? Разве мы не видим все предвестники последних дней и что мир рушится? Куда делись все на... Валдемар, ты хочешь на джихад в Украину? В Украину на джихад хочешь? Лишь бы с хиджабом была их и в этом, без нашида. Да, что говоришь?
Я вам говорю, у вас нет смысла отделяться от России, потому что русские сейчас, Валдемар, машалла, очень много ислам принимают. Да. У вас хорошо в Чеченской республике. Валлахи, я раньше хотел у Убери вас там... слово отделиться, убери. Мы туда не уходили, чтобы отделиться. Мы потом вас присоединим к себе. Валлахи, Когда, сегодня в Чечне, когда вы валлахи, все мусульмане станете, мы вас послушайте, присоединим. валлахи, я говорю, валлахи, Валдемар, в Чечне все Валдемар, намного лучше, чем в Европе. Валдемар, ты готов? Вы, Русня, готовы принять ислам и потом в нашу Чеченскую Федерацию присоединиться? Будем на чеченском языке все говорить в государстве. Будут законы, которые были там. Вы готовы к нам будете присоединиться, когда уже ислам примете? Что вы готовы? Повтори вопрос. Присоединиться готовы будете к нашему халифату чеченскому? Так мы уже так вместе, куда присоединяться? Ну, мы не вместе. Мы вот хотим, чтобы это как бы волеизъявлением России, чтобы русские, став мусульманами, по своему волеизъявлению к нам присоединились, к нашему халифату чеченскому. Так мы и так уже вместе. Сейчас в Москве везде чеченцы рулят. Нет, подожди, Вальдемар, если Украина вас к себе не мы не присоединит, вместе. мы потом подумаем. А вот ваши методички, которые вы сейчас поменяли, это круто, это для меня новое. Какие методички? Про что ты имеешь в виду? На Лубянке, говорю, методички ваши поменяли уже. Видишь, как по ушам чешешь. Да, вот именно. Да. Вчера мы были террористами, когда мы за свободу воевали. А сегодня мы такие мусульмане стали, и россияне мусульмане становятся. Что-то вы поменяли это все. Вчера террористы, сегодня все россияне мусульмане, вы тоже должны мусульмане. Вы нас вчера убиваете, что мы террористы. Мы это, да, должны скушать. А сегодня, раз мы все россияне становятся мусульманами, мы должны мусульманами становиться и должны забыть то, что вы нас убивали. Да? Это так? Могу ответить, нет? Я не пойму, почему Валдемар не идет на джихад в Украине. Могу ответить, нет? Вопрос задали, могу ответить, да? Вот ты говоришь, что мы, русские, вас, чеченцев, раньше убивали, да? Так смотри, Халид ибн Валид тоже убивал мусульман. Он покаялся, и он пришел в ислам, и построили мощное государство. Так же и мы вместе будем. Вот русские, это как Халид ибн Валид, да, совершил ошибки. Во-во-во, правильно, Вальдемар, правильно. Покайтесь, примите мусульманство все поголовно, а потом Дорогой, у нас 300 тысяч погибло, у нас тысячи в тюрьмах сидят. И там будем, что кто-то покаялся, и этим будем удовлетворяться, успокаивать себя. Ты о чем говоришь-то? Ты хоть нормальный человек, да? Ты вот подумай, там в Сибири полнарода у нас погибло, там кто-то покается, вы там закон о реабилитации издали, все нормально. Реабилитировали закон, как бумажку написали, и чеченский народ должен радоваться, что они покаялись. Ты что рассказываешь-то, а? Не, а что делать? Что Ты ты в каком предлагаешь делать? кабинете? На каком этаже? Подожди. У тебя кабинет на каком этаже-то? На каком этаже, признайся? Да без разницы. Без разницы. Без разницы, какой этаж, в подвале. В подвале, там где-то на крыше. Валдемар. Да. Почему я ты пришел сюда в не вашу хочешь? группу, хотя бы, Смотри, дайте сказать. смотри, Я пришел в вашу мы группу, россияне хотя бы одного все. чеченца вытащить. Хотя бы одного. Смотри, братья, мы не пишите мне россияне. личку, кто... Смотри, кто... смотри, Вальдемар, мы россияне же. Давай тогда нормально, вот плохие ублюдки, украинцы взяли Майдан, сделали и против халифа пошли, Путина. И попытались отсоединиться, а мы вот, то есть вы, россияне, вот посульные, пытаетесь теперь восстановить справедливость. И много чеченцев, маша Аллах, которые россияне, мы же вместе, Россия, вперед, туда-сюда. Много чеченцев сейчас становятся шахидами в джихаде на Украине. Ты не хочешь на джихад, тебе помочь?
Я не россиянин, и ты тоже не россиянин. Ты чеченец, я русский. Это термин, он неправильно россиянин. Никто Это не что? говорит. Как? Это мы сразу перепрыгнули теперь на разные национальности. Мы же россиянами сейчас были. Мы же как бы вместе. Не. Россиянин это просто паспорт. Ну, никто не гордится, что он россиянин. Там, я ни одного чеченца не видел, что говорил, я россиянин. Либо все говорят, я татарин, я башкир, я чеченец, я аварец, я такой. Никто этот термин вообще не использует. Этот термин использовал только пьяный яйца. Ну, Где-то я уже это слышал. Мы в одном русском, российском государстве же живем. Подожди, мы же уже согласились, вот, мы живем в одном российском государстве. Украина совершила, преступление против Сунны. Они восстали против голубого правителя Путина, гомосека. Теперь, да, теперь сейчас все возвращается на круги своя. Чеченцы молодцы, идут на джихад. Войско Иисуса создали, алейхиссалям. Ты не хочешь тебе помочь на джихад? Нет, это не моя тема. У меня тема в Газе, в Палестине. Подожди. Смотри, те чеченцы, которые есть сейчас... Подожди, мы же в России, Россия примет ислам сейчас, Россия же мусульманство установится. Мы же сейчас... Зачем нам выходить из России, если там ислам, а ты куда-то в Палестину ушел? Нам на Палестину сейчас некогда. Давай в России устанавливать наш халифат. Войско Иисуса. Почему тебя нет? Почему тебя нету? Нам нужны братья, шахиды, муджахиды. Где ты? Алло. Я вот тут с вами сижу сейчас, вас наставляю. Наставник ты наш. Подожди, нам нужно войско Иисуса пополнение. Сомнения по поводу вашей идеологии. Валлахи, альхамдулилля. Мы же сейчас говорили, нафиг нам ичкерийская независимость, нафиг нам в России выгоднее, как мусульманам. Ты теперь куда-то в Палестину полез. Нафига тебе Палестина, когда мы на месте можем установить этот халифат, и палестинцев к себе присоединим потом вместе с Израилем? Ну да. Ну, давай войско Иисуса ждет. В чем проблема? Вопрос задал, вопрос. Вот эти вопросы, которые больно бьют, вот это самое место больное, задавайте им вопросы. А то он сам хотел. Дайте слово вахархо, как там, он руку тянет. Я хочу, если общаться в вопросах религии, именно с антитеррором, понимаешь? А Ибрагим, тебе, смотри, у тебя ошибка есть, это правда. Тебе нужно фундамент построить плотный, чтобы там касаться темы хадисов, иснадов. Какие ученые, еще раз вопрос, какие ученые говорят, что из полного акта появляются дети? Балабол хренов, как свой пророк педофил. Ты смотри, вот халиф, как там написано? Я тебя еще, тут тебя 70 человек слушали, ты сказал, что ученые даже подтверждают, что даже вообще без разницы, в половом акте ничего такого нету. Теперь ученые, какие ученые это говорили? Ты не отвечаешь, вот смотри, ты не слушаешь. Вот я же говорю, как свой пророк педофил, балабол, 100% балабол. Мы слушаешь, Сафану, как я буду с тобой разговаривать? Мы сейчас хотим собрать новое войско Иисуса, алейхиссалям 2.0. Надо вот нам собрать войско Иисуса, алейхиссалям. Сидят там вот 70 человек, да? И ты мне вот нельзя восставать, нельзя никогда восставать против галифов, против ломиков. Нужно идти с ними
полностью в ногу, пока они не совершат явно куфр. Да, Путин да. пока явно куфр не совершал. Да. Да. Он мусульманин. Путин вот, под текст его разговора, да, вот. Все, под мы Путиным. согласны, мы полностью, давай, мы возвращаемся туда, под Путина. Ты готов возглавить войско Иисуса, алейхиссалям? Да. 2.0. Я готов. Волыма. Я готов возглавить Доспехи, все, войско Иисуса. готов, приготовил? Вместе с чеченцами поехать в Газу, помогать нашим братьям и сестрам. Опять ты в Газу куда-то, не туда. А куда нам? Главное куда? сегодня, проблема Газы сегодня в Украине решается. Если украинский фронт прорвется, то все гомосеки с запада заполонят полностью. И Путин не единственный, один халиф гомосек будет. Смотри, в Украине, у меня есть друзья в Украине. Валай видел, присылают, они там в клубе тусуются, а у них рестораны работают в Украине. Ничего у них нету, брат. Нас, конечно, должна вопрос газа на первый Не очередь. съезжай с темы. Не съезжай с темы. Оставь эту Газу. У меня, смотри, я с украинцами работаю, да, они тут жена поехала в Украину, сейчас скоро вернется. Я говорю, как она поехала? Там же война идет. Да, дорога же открыта. Вторые поехали сейчас отдыхать из Украины, поехали отдыхать там, на море, короче, в Турцию, потом обратно вернулся. Понимаешь? Там это не как газы. В Газе люди, они не могут выйти и зайти, понимаешь? Там они питаются, что вот им с неба скидывают самолеты, короче. Вот все их не пропитание. Да пускай, это знаешь, в чем проблема Газы? Знаешь, в чем проблема Газы? Потому что они восстали против своего халифа израильского. И потом эта фитна началась. Им нужно было оставаться в составе израильского халифата. Зачем они восстали? Это же плохо. Они были бы вместе еще сильнее бы с Израилем. Израильтяне уже принимают тоже там некоторый ислам. Нужно было укреплять регион. Они взяли и против Сунны пошли. Им же Усеймин говорил не восставать против. Потом начинаются вот эти вот костыли. Вот видишь, уже как бы ходить, да, я тебе объяснил, ты уже понимаешь эту тему. Вот, альхамдулилля. Вот я сюда и зашел в эту группу, чтобы хотя бы одного чеченца немножко наставить. Вот у меня получилось вот, Ибрахим. Ты же понимаешь, что газовцы пошли против Сунны, они восстали против халифа, они нормально жили, отлично им из Израиля все поставляли, им Европа платила. Люди жили в гетто жили. Европа платила, короче, бабки. Им Россия поставляет ракеты, Касам, Корнет. Им туннели строит Российская Федерация полностью, туннели строила. Они взяли и пошли против вот этой системы, взяли и начали. Опять вот это вот, напали 7 октября на день рождения Путина. Взяли дураки и напали пошли, короче, против власти. Несмотря, что Ибн Усеймин говорил, не восставать против правителя. Они не правители, это оккупанты. Причем Какие оккупанты самые мерзкие. Они давно вместе. Палестина является автономией. Они нормально жили, как и мы вот с Россией живем нормально. Ненормально, вот. Пару слов. Вот послушавших таких пропагандистов, как ты, у нас несколько тысяч безмозглых поехали в Сирию и там погибли вместе с семьями. И семьи не знают, что делать, в лагерях сидят. А ты еще хочешь дополнительно чеченцев. У нас уже и в Украину отправили тысячами, а ты еще дополнительно хочешь чеченцев в Палестину отправить. Поедь сначала и оттуда позвонишь, где ты находишься, в каком ты там туннеле сидишь. Мы там, можешь подумать, кто-то приедет. Позвони оттуда. Только покажи свою фотографию, что именно ты это. Поедь, и мы там посмотрим. Поедь сначала. Нет, поедь сначала и будем вот так. Вот с такими, как ты, вот так и разговаривать. Дай знать, где ты находишься. Ветеран. Да-да. Смотри, ты правильно сказал, что вот эти люди, которые призывали ехать в Сирию, это все, как раз салафистские ученые это все порицали. Надо было ехать в Сирию, понимаешь?
Они почему поехали? Они салафитов не Он слушали. ученый, какой разницы нету. Мы видим, что чеченцы отправляют. Разницы нету, салафитский или какой. Посмотри, Мы ветеран, не разбираем. ветеран, посмотри, ветеран, посмотри фетву Ибн Шейха Фаузана, Ветеран, что он... послушай, он новый фронт открывает. Послушай, ветеран, он новый фронт будет сейчас нам открывать. Напал, потому что Украине не давали Суну соблюдать же, так же было вроде бы, да? А может, подождите, я теперь что-то не понял. Вальдемар, в этом Кувейте, где ты там живешь? Кувейт это или что у тебя там, Катар? Да. У вас там что, шариат полностью? Да, Кувейт, да. У вас в Кувейте шариат полный? Ну смотри, тут раньше, я тебе отвечаю, ну просто только не перебивай, хорошо? Ты любишь перебивать. Я тебе по теме отвечаю. Когда мусульмане стали слабыми, эти исламские земли захватили кафиры, вот эти вот британцы, и сделали колонии, короче. Понял? Вот с Ираком была колония Британии. Потом, когда Первую мировую войну проиграли, они слабые стали, они уходили из колонии, у них был договор с шейхами, с их вот королями, да. Мы вам даем свободу, да, только у вас должна быть это вот хукумат, короче, тагутский, короче, поняли, да? И они приняли, в общем, из двух зол выбрали менее зло. И, в общем, они вот, британцы ушли и оставили парламент в Кувейте, он до сих пор существует, этот парламент. Но в основах жизни, как бы вот, раздела имущества, разводов, все по шариату делается. Все по шариату. Да, есть парламент, но люди живут, машаллах, по исламу. Володя, вот это можно долго рассказывать, но нечего из твоих рассказов, нечего взять. Я смотрю как. Ты сам сказал, ты сидишь, жируешь в самом богатом исламском государстве, исламском, скажем, самом богатом. Но в Газу хочешь, но не сам. Ты сидишь в самом богатом, ты Афганистан не выбрал, не Пакистан. Ты самое такое богатое государство, жируешь там. И зашел сюда, хочешь хоть кого-то, говорит, ну там и отправят в Палестину. Езжай сам. И оттуда нам позвони. Понял, да? Позвони оттуда. Я сейчас уеду, допустим, в Газу, Подожди, да? ты, слушай, Газу, послушай, ты. Скажу, Слушай, собака. Свобода, Дай одно слово ему, вопрос. Свободеца Макрон, куда-то грубить, и на личности переходить, и гум лело, что свои. И гум, что знаешь, просто у кого-нибудь, кто слабонервный, просто слушает или выходит. Сажим и таджумани, хаюхо. Халат сахидич. Кучоха, акхер, мелдую цуг, омет, хавадул шмадую, хер, упа одер. Что салафизм, с самого начала салафизм шейхати عليه شد من وخير идея, хую идеология, хую харвай баран шбат сан дахой. Макрону дайте слово, он руку поднимает. Администратор, дай слово Макрону, он руку поднимает, он хочет вопрос задать. Макрон нарушает правила, Макрон переходит на личность, грубит. Давай будем справедливыми. Дай, пускай ему вопрос. Ты лучше разъясни, вот ты в Кувейте, в каком-то парламентском, тагутском, что делаешь, когда существует шариатский Афганистан, полностью, без парламента. Сатохе бёха башмады слышны. Я хочу его послушать. Пожалуйста. Вальдемар, ты знаешь, что существует шариатский Афганистан без парламента? Да, я туда тоже скоро поеду. Слушай, дайте слово Макрону. Я просто хочу уже уходить, просто хочу... Пока он наказан. Не-не-не, пока он уйду, короче, я из-за вас весь день, короче, не ел, ни кофе не пил, мне надо сейчас поесть, в общем. Мы с вами сколько часов уже сидим, общаемся. Все, Может, ты, что ли, 3 сутки сидим. Можешь пойти пообедать, потом возвращайся обязательно. У нас с вами разговор был интересный.
И надо общаться нормально, и ни друга не оскорблять, ничего там, с уважением, с адабом разговаривать. Просто вот этот вот халиф как-то он провоцировал меня. Вот такие вещи не надо Володя, говорить, субханаллах. Володя, у нас беда, что мы не оскорбляем, но мы будем задавать, вот я люблю задавать конкретные вопросы. Я насчет тебя, почему ты пришел меня агитировать? Соответственно, я говорю, давай, ты хочешь меня так, давай начнем с тебя тогда, ты же пришел. Я говорю, что ты в Катаре, там, самое богатое государство выбрал, и оттуда хочешь меня послать. Ты говоришь, сам хоть одного человека из вашего вытащить, говоришь. Ты хочешь, допустим, меня вытащить и в Палестину послать. Ты же сам говорил, что мы в Палестину поедем. Я говорю, тогда поедь туда, и оттуда в тоннеле позвони мне, я говорю, я серьезно приеду, когда ты мне будешь с тоннеля позвонишь, я приеду, позвони мне с тоннеля, я так хочу, чтобы ты туда позвонил и поехать туда, позвони, моя просьба к тебе, удовлетвори мою просьбу, поедь туда. Он поедет, не поедет. Я уже, смотри. Я, если зову к себе, то только зову к себе в королевство. Я сюда привозил уже чеченцев ко мне, делал им работу хорошую, находил. И делали им эту икаму, эту прописку, в общем, здесь. Я помогаю ребятам, нормально. Если я позову к тебе, ахлин васахлин, добро пожаловать. Мне надо поехать в Афганистан, нет, подожди, поехать в Афганистан надо. Я тебе говорю именно, быть мусульманином, достойным, понимаешь, в Афганистан, я говорю. И там прописки делай, и там прописки делай. И посмотри, кто тебе поедет в Афганистан. Ты, подожди, смотри. Едь в Афганистан и зови туда кого-то. И смотри, кто-нибудь приедет тебе, и там сделай ему... Никто тебе не приедет. Понял? Смотри, я живу в шариатской мусульманской стране, в хорошем, прекрасном королевстве. Я призываю чеченцев... Тагутским парламентом, с тагутским парламентом. Аварцев, не знаю, русских, чеченцев, всем помогу работу найти. Сейчас вот один тагутским парламентом. Кто у вас правитель в государстве? Халиф? Макрону дайте слово. Макрон хочет говорить. Дайте слово ему. Давайте, справедливость будет. Кто руку поднимает, ладно, Валдемар. Можешь потом только не пропадай. Потом не пропадай, возвращайся и дискутировать, как бы будем учиться, да, или тебя учить, скажем так. Потому что вот эти монологи, они никакой пользы не приносят. Смотри, если я ошибку совершил, там, допустим, я признаю свою ошибку. Также у вас тоже должна быть справедливость. Вот смотри, Макрон сейчас руку тянет, дайте ему слово, где справедливость? Дайте Макрону слово. Забудь уже про Макрона. Макрон... Не, он мне вопрос задавал, я его слушал, потом его микрофон отключили. Он тебе никакой вопрос не задавал, он тебя послал и хотел высказаться. Не, он мне вопрос задавал, Я хочу послушать его вопрос, ответить, иншалла, и я пойду кушать, короче. Дайте микрофон Макрону и послушаем, что он скажет, и я пойду. Вот если вопрос хочешь, ответь просто на вопрос. Почему не Афганистан, а Кувейт? Я в Кувейте уже 11 лет, 2014 года. Я уже прописался. И я живу в шариатском, в исламском государстве. Понимаешь? С тагутским парламентом. Подожди, меня служанка зовет. Подожди, что-то там случилось. Подожди. Что, служанка есть, представьте, служанка есть, нормально. Конечно, на Афганистан не поедет, потому что на служанке там. Да, я с вами. Барские такие замашки. Чечня, от меня ты так далеко. Это молодец ты. Дайте слово Макрону. Человек, у которого служанки есть, а в Афганистан не поедет. Представьте, что за человек с нами, у него служанка есть, представьте. Вот. И он нам мораль читает. Афганистан... Что проблема иметь служанку? Вот смотри, тоже наши братья, вот их в Кувейт тоже, да?
Не такие нам не нужны, нам нужны. Вот этих ребят, они же хорошие, дерзкие, для ислама они бы пользу принесли. Надо их позвать в Кувейт и там исламизировать. Иншаллах. Все будут мусульманами, иншаллах. Служанка это как можно понять и как наложница, я думаю, понять. Здесь это схожие такие. Ну там у них разные там, арканы. Не, мы понимаем по-другому. Это схожие очень близко друг к другу служанка, наложница. Здесь разницы нету, я не вижу. Не, наложница это которая... Ну, что у нас все вопросы ниже пояса? Что на другие темы не можем поговорить? Что за тема, не понял. Ниже пояса. Вы мне хадис задавали. Подожди. У вас, кстати, у вас тема, знаете, какая-то ниже пояса. Один хадис заставал там кончать, не кончать. Ибрагим был голубым правителем, короче. Ветеран, Вальдемар, это же все рассказывал ваш пророк, педофил. Как что ты до нас это все? Это хадисы вашего пророка педофила. Халиф думал не головой, вот этот халиф, он думал все время головкой думал. Вот это ислам начал это головкой. Понял? Он головой не думал, у него головой не было, он думал головкой. Ветеран, у меня к тебе вопрос. Ты же чеченец взрослый, да? Ветеран. Включите микрофон ветерану. Я взрослый. Ты что, думаешь, что я в школе сейчас сижу, что ли? Нет, я же слышу по голосу, ты взрослый человек. Ты, смотри, ты раньше был мусульманином или ты сразу таким вот стал вот именно вот? Я был мусульманином в отряде Хаттаба, был Первую, Вторую войну. Я все эти сказки там слышал. Да, ну, серьезно? Подожди, ветеран. Вот таких вот этих ветеран. Я слышал. Твои арабские сказки я давно, я прошел все это, знаешь. Я все прошел. У меня школа есть. Я не сижу в Катаре, где, как ты. Тебе как можно обращаться по имени или ветераном называть? Я хочу с тобой поговорить. Да, называй. Зачем? Вот ветеран. Ты же видишь, написано. Называй. Да. Расскажи, мне интересно послушать. Ты сказал, ты был в этом отряде с Хаттабом. Расскажи, как там, если есть время на тебя там. Почитаешь, у меня в интервью есть. Найдешь интервью с ветераном двух русско-чеченцев, там почитаешь. Я тебе рассказывать не буду. Ты почитай, думаю, есть у тебя служанка, есть у тебя времени, свободного времени, потому что твои проблемы и служанки решают, и все твои, и сексуальные, и эти материальные. Я вижу, у тебя время есть, будет послушать мое интервью. Если у тебя есть желание, интерес, послушай. Я не знаю, как тебе написать, не может быть. Ты прям класснейшая, елчуется, класснейшая. Народ, настолько это неприятно, будьте добры, послушайте. Так и сайнохшим атавистр, версо хаусише. شو عبارة ديستروش دروي خزا دروي ديكي دروي ويش ويروي داتس استقاق تقا وينا داتس مسيد ساحتا دويش داتس هودا دويش دوي ساحتش داتس تسونا تقا وين داتس تسونا اتويشات ديش داتس وتسو تعميسك دوي وتسو واليوش دوي وتسو بوبوش دوي وتسو نخ دوي نخ دوي داتس اسكي برداتس استقاق داتس تسونا تقا وينا زوابر دي إبراهيم داتس it's مرشد دوش نه مدوه دو it's وكيك دو وكيك دو إبراهيم وكي هم مدوش وقت داتس هقع وما خونت خد بوش بداتس يوتو شلاق مش كداتس وناخن حلقة قم يلديش اتويشات ديش جواب بلوش دقي دوش كيجي دوش ادملايوش نخ مدوه دو دق هر تعاوم شو يعني داتس اتو من داتس اتويشات ديش شي نوختي بيش بولناخنا دات جواب باتدلوش دات شي ناخر جواب دلغيرش بولناخ دات اشخيدا باشا هرهو تسوش الهم يقلقدوش دات كدا عاديش دوه دات هو كدا ديس ديش دور دات بوش دات ديش دور لارم بيش بس وقومانت يا دات صبر ديلش دات صبر ديلش داليتليش
قمت على ريمبو شدات نوختي قمت على دات أدملي على دولة دات سقط يا شدات هوقع ليلش ناخدو هوقع هو شوينا هو يتسوى شلهم شكلادو شدات حي نوختي هما دوغلش مول كنت يا خدات واشد وشدات تير وبرو نوختي هما وعاك ده شعر هو أردقن دوا دات هو يقدم خدمة ثم صبر ديال لا دوالات خير خلقوا دوات حكيم ضيوة قوة غاسق شو دعوة دات حين باتشن لا رما بشدات يوم شيات تير نخ باتغاش دات حين نخ بغير كويز بير ووتشري دات يا بيت كيل كالكوردم دينار كول ده قن حكومة كول ده لا Здравая критика, целый день. Шекнин чхаттаналар таяжва поцелуй. Все, и ضيوة قوة خلقوا دوات ضيوة لم تتيم Rundøjtiga, naha, taist bozit dies, khait dies, zokaatan qadis, maash noqchi ju. Her ha en son Stalin stikirskruja, tjush je noqchi duk bieza bosko twa. Josha audal tent kaloriter jitsi la son je Stalin stikirja itanku. Ist audal tak aht kar woshwats. Shela do dwakta dore. Jim ta tantina ta sada hadul تعال ما داتك عجل فرمت انت شيء اغوى يتقعدات توقع شي سامي دات حبيبي انت حاجل إنها قاست قويت سوى أسخوش عشاوق أدخل شاتي روشون إبسنا قاستين سويت سوى دايا الله إسبال مستو كتور داير تو سرو أسنس شيء أدق داير كتور متسا منذ حوالت شيء بيلو حويان свободнее лёгко شيء أدق داير ليش كتور ويتا كتور قيشين ساعة ويتا تسويشين شيء أدق داير إبراهيم يسجل غدوة ديز غدوة ديز حبيان بيلا لويس غدوة ديز صابوردا işte kuz biz kılgayç bu серьезно qamma dovat qammal dadayx qaway ha всё давай без qilal axir يقيمي يتلاش хочу دومدر باخ فرمت حوجي باخ إبراهيم حوجي باخ دات مساجي باخ شو دات يحوينا تنساني ديسكوسي تشسامي إز مليو الأغوي وآخر هذا بس بتشوف уже литерально те давай شون خلقية نوقية أتوا إدري وقوا إدري يعني خن قش صح خن ما يعيش إدري ما يفسو إدعي الله دوا هنشديد تجديدش قش قطن تب تمام بقى يا أخي دوا روشون ستانيت بوش بان Брам, Мамадас, нормально все. Я ветеран, Латвия. Не будем мы просто про это делать. حوج باخ إبراهيم دات قتيم يقر دات إبراهيم يحيون دات دعتت إن حلق تصدق دات نيخ وين نختهم دات حلق دوق شون دوات حوج باخ دات هون توت هو عديتين دات يات بوش أكيد أيولين بوش dat jaar zoals elgert samen el zekruchen elgert chorsuna yokshin khwetsuns kamel din peder yetcho und dat sedine hare и вообще вы утепитюне дикдури камел ладухчан война хиту мел плавать яшвали он не плавал он уже танул дикдуки хитсар камел вы вообще قيس يشو مادات شو педер ладухчан война гена инах кунтагу айдл бело угает тицо шамел лавар он сам себя показал свое лицо и лицо тех кого он представляет кто за ним стоит что дикдуэр قيس يشو مادات ديكتوشن يقام خل شو يدينا واخر ويستلتش تون خاص وينا كوچوا جو ويستل جو важный тем üçün هر بيزري هر واي كيغو شو تبيري لوزر كشي هر شيتري هر دات بيچاو داون وينا بيچو هندس هر شي سبانتاليجز بيت حوالي شي سبانتاليجز بيت دينيرتو هر چون دالون شي ميكروفون важный تاتي ميو هر ويلي لوك فايت بوت فندو تا دهم دات سبنا
انت вистхали тычет في микрофон هلا تتش ستتيو قشتون просто حتى أولج صحهم درتون واجنا حتى أولج أنا ضعير ولا إيه حرف Купайтхил, сунахил. Он что, я гайтит су, وي غلدوف نحن ويقزع وي غلدوف نحن او پيديان دوال او پيديان خلشون هر تا اورو كي او ديكم دوشون وي ايس يوشم ذا نبرت وين هر اتفندر وين سون خلق يات وي غوشي هم هذا تا اتو مل وقتنا وين قيت عادات تو جايتك يعملوا on sam شايل تيم قلا يحقتن وي تبال بنا وين تا خشوا دوش دو تقلي يلدوي ويش نخ سي تدوي ويخر هو ويستم ويشور ويسي خلجه إذ واحد عن كده بيتسألنا شو خسخيش لما تدينا خشوا إذا دا توي نخسخيش يختول تعتا ما خير وين نرتا ووشا يغز لوشي هم كل إشهادك دوي خوش عشاوك دعوة إنت срочно неочередное какое-то издутие галеш, я поедбочлия, что хочет мюжгичать. Сунде вистхелите, чего я нарзор гюпе хай случай, что какая-то шу. Вистхелите, меча, хавели, вахар. شي قدواش عليه провокатор сразу цехез تعرف شوية ابراهيم ты там летишь انت وي по своим когда мы начинаем его وي правил وي поле правил шлозер وي يعني начинает تنوت شون ده حبيبي تك وي اور واش диктовать яштак табардел البروпович я говорю но проповедь вот конечно был бы победителем он чувствовал бы себя когда мы начали взяли мяч отобрали у него мяч и начали мячом сами работать дюхи он начал плыть это شون خس يتو يا شون ديالو كل ساعة نوضة هم ده وخلديش وناخي لدويت بايس نورمالنا أستون ديال وين فناشم برايل إيه دائما بيسلاتين ها تعرف زي بيسلاتين شادو قمال اشتعش مدوز وراس يال كشوتين ناش كاتين تعشو يق هنا ده ضايق قيش بلين بيري بلا ملاس هنا ده نقول عشو توغس دواء تحديث بيسلاتينش ويد لوي لوك دوش ده تخش واحد ما بيسلاتينش إبراهيم وقد دوتر دوتي غير ونسون جودك إناغواست وقت هين توق شوالو إذا إتايب بولناغ بي إبيدو إنش بول تشاتش شوا جيغوش نتاش كواش كيل خوش اللي واش بوشون إناغ تار هوي إش حانتر إذا واش بو تار ويقومن أولشل قرد هوي عاقية تنبوش أشبل أتريليجي تيخوشين أشبل بيدو إنش بوي ويقية تشاتش شوا تار كواش كيل خوشين اللي واش بوشون أرناغ أهوق شوا شخصة دول تيري مراد سومسوت لبشاي حسوين الخات دقيق نيرسو نو شو إبراهيم مرتع بيستقلش ديال يقير تروات العط عشول تي لبشو نبرينيوس سبويا Кочуацер единственный провокация эту болтер вывести да и что галат дуется спокойно вы цахал единственный и он дало церг но когда дал он дуише между строк олш да он что уж кочуат чакца дал цер шонде халду цано شو опыт что когда шун цевой зачун войс камел дал что я вижу что он да шун коно он да цавол шун хазад и коно гучули يحتاج شو شو опыт тумай но сбоку сразу сабардел хай правил что действует действуется сабардел что там говорим мы своими правилами Украина хаким маги все гучуал волвели шамилу хаитицу это Инах важно, он несколько очень важных вещей высказал Шейх Ацагуш, видимо, случайно. Зачем вам отделяться, если русские принимают ислам болсу? Знаете, учутушу конкретно. То есть мы пытались отделиться от России, потому что там религия, что-то туда-сюда, и чутугаешь, и тагаешь, вы молодежи, кыболча, ладуш, полчана. И некоторые подумают, которые на стороне сейчас религии,
Действительно, зачем нам отделяться от России, если русские принимают ислам, мусул, вежи, моду, худе, что отделяться от цана, короче, мысль, что есть. Это важно с ними общаться, пусть они выговаривают такие вещи. Бодер, Элберт, всю жизнь история, дюншеш, нохчик, через религию, дар хинца изходишь, ма будешь. Изходишь, хинца через религию, вашлук, И мы теперь их простим еще, мы им простим на убийство наших людей, мы простим 20 тысяч, которые в тюрьмах гниют, мы простим без вести пропавших, мы простим разрушенных дома, простите, бусул вежи, хардува, зачем вам мировое сообщество, зачем вам ООН, Международный суд, зачем мы же мусульмане, кафирские эти вещи нам нахрен не нужно было. Аж и целили, что? Международный суд жаловаться да уж да там ба уж да страна хайзин баяна они ж покались у Карачи уже дело рассмотреть на Европейский суд мы уже начали рассматривать ваши просьбы они уже наши братья они покаялись мы уже братья мусульмане ой и барку они если покаются они ж покаялись они из бах тут есть поешь ладу есть церковь пусть они выговаривают эти вещи, пусть люди слушают. Вы нахсатишь, вы один тебя лозу, что вы нахсатишь. И раз церковь, пусть они говорят, может, тогда они поверят, наши люди. Нам они не верят, наши же братья. Семья, нахсатишь, вы, один думаешь. Пусть русские говорят, тогда, может, задумаются наши. Камер чукачи параши, вот параши, клюешь вегола, ты будешь разговаривать у параши. Сундел хавяни, этир камел дойду. Сундел вопрос задавать только 8 стегу, значит, знай. Один твой вопрос, 5-6 вопросов наших. Вот дальше все 8 минут, но 5-6 человек будут задавать вопросы. Сундел приехал такой вопрос задавать, ты баку ёшкали. Ибрахим, Мурат, Альберт, шагуй, вот свой вопрос задавать, уж ата. Запись специально латинир, чтобы поймать его вот это вот, его тезисы, олштег, и выражение, шви, ислами, чем отделяться, именно и запись, халат, вырезать я, короче, и запись, латин ляч. Ну, мы не умеем разговаривать. Lite som man ser sound ett år där som det kunde ner som allt akasho roshi شنو قصة يا بعير تصحيش لا عير سو وينوخش روشن تيوت ويجير جير خلجوقا نوخش انت دوت وينول سق أهورشة كان عيرن هابع كان تبوسل دوهين ستوت إلات وي تان أقديت ديشتوش هورش ملش بو وي تان ديتا يا تارت يقمت قليل какой разговор вообще в этом? وين غالخ ياش كورتير شو اخر بوسو ويجي بو لهاب هو اس كورتير شو هو شو نوختي ايربوش بو ايربوش بو اي كورتير ياش بوسو ويجي بو كون يتصحبو ويس كيسوس خريستي دو تان كورتير شو مش ما يليش ويس كيسوس خريستي ما دو حدا ديش تان كورتير شو مش دالو ري واخو شربو بوسو ويجي دوي وقام خير داتق نو بوت ويس كيسوس خريستي بو يا تا بوسو بنتي دياشيات يا تاهم تي يوتر دو شمشيات اش بيوم شيو اش تاغن شي حول يحجن اش اريان هم شيورش هروي полезно иди оч буй хош лоузу эрбиана буйш цунде джоарина бен اش санна умнах тие шумшиат бيوم شيو Просто лоуз дает кое-вещь, да?
и религии, дадол койдек. جوهرس ترسنا واستوبرت جوهرس إش دو بروزة دوك أبوه هون ده شوكك أشو يكدو يعني جوه جون كير سير نال دولمن ليل وشو شابه سوا يام تياش سياش يشدو سان هو الجيد هاو يعني كارت إيه نون هم أكيد كمل ده شو ما شاخل بارت أكيد شا إيش كمل دو بشيت شوا هو كمل دو بارت ده ما نشت كمل إيش أشول شاشة شايلي بار اشتيتوام دابلج اتان هودي دو حبك شوي دابو تربو يلي بار هو انتوام دابلج دابو نيت سخل هر يتي هون نيت با تركوي سير اخ شادر سير نيت خلر وند اخ شول سير نيت خلر ايش دابو ترو ال بار كسويت ساكير حاولدو توشن كمل اشتيت تا نوخش سنتر قنا أغوستي ما بحث вообще я от Украины я от России цанна метя от квартира до власти цун нагости нохчи сан қиба бахц я буду им хир бахц цун де шей бобяш бу ачу я бусоб дендиц Inclusive, ilustração, tinha lozum que eu انتوا بيخر بمير لازم شما يعني بتشوفن شتنبول تغير اتش ديسكورسي تشانا وزع لازم شتون كريسة تمام я понимаю запишем что хочу зритель выстроить что там можно короче чтобы группу чадом Aldet, het lozen hoe much het hoofdweg, kentje, we herden die is van we twee duschen, we hebben de duschen. Сега, та уместно коли. Такой стан, видишь, дискуссия, а я хочу гнать, да, что лозен, что творит. بارمت إتا يو خاطر درس إتو ستالين سورت دا إتنا يلا خسلكو كينو تال إشت يازين يربا إتا وبشي كوربو شو مولي سورت دو ستالين يسينيزو سلكو كينو بوغ وبشي إتا إزدي واتل ستو إشتم دوي إشتم مدوي وبشي إشت يازين خير يعبوغا وبشي إيا حدا شو مدوي Валдемар вернулся. Вальдемар Волшуков, але твой віша. Белуга была, вот этот кит. لا وبروش ضد واتش مت بواتيشي وبروش واتت اوكراين روسيا اجتماع ومتو شو تيما شو بوليت يا شو تيما يا تدي اشدات بيتي ببلنو بمستو حواتي شو ما داتشو هرجوش واقيش ها ليتي يو هردين هرملو هر ادلو غاس ادلو هيوكش القمدو وجوش ده شيء كامل دياش سهل просто بيتي ببلنو بمستو не давайте ему управиться ветеран Henry, daarom gaat de dienstkracht, als journalist, Peter, zo, spogen, die ga je bazen, erin, zo touwen, en is dat u iets primair, want dat gaat maar u is. Je weet toch gewoon wel, zeg, wat doe ik, zo kijk eens naar, was, als nou, als je eens kent, dan zo die human duwtje, dan slujanke, boos, als schuschen is. Dat zie je moest toen, en we nog zich, hier ben, dat begeren wil, kijk eens naar. شو ناخذ مكشون سيجا بريمير نخيت شو سبو اشتيروش دوشن شو معي دايت سكيجنا ويغدون دوتشار خيخم برخصه تا قستجي اسنو تجويست خليتا بيستون حديث تدجس سو غان سو حديثنا دوش وجيل شلوجان كغوتشيليتون اخيت سو داكيغو اخسيغا نوخ شيغلو ميك موش تجلوخشن شي تكر ورو هما دا سلدوغتين زا وون ابراهيم ادوچن полный за وشن سو Макрон, у тебя вопрос был какой-то, Макрон, тебе микрофон отключили. Он не к тебе обращался. Ветеран Ганнибала, расскажи, ты Хаттаба видел, да?
Включите микрофон ветерану. Спиной. Где-то Спиной, метров да? 300 метров за деревом стоял он, вот спиной видел. А лицом не видел, вот метров 300 за деревом стоял он. Ну, мне показалось, что это Хаттаб. Он лицом не видел, а так мне показалось, что это Хаттаб. Он за деревом где-то далеко был, просто показалось. Интересно. А он же там школу уже открывал где-то там в бывшем пионерском лагере, там преподавал там акиду там. Видел, разговаривал, и разругавшись оттуда, ушел. Вот такие же сказки там, как ты рассказываешь, рассказывали. Вот воочию, рядом, все это слышал я. Я как слышал, история была, он, сказал, не знаю, достоверно, недостоверно, что он там бульдозеры нанял, чтобы эти зираяты эти разрушить, Ну, я не знаю, недостоверно, там чеченцы стали с автоматами и, все так оставил вот это. Не знаю, это достоверно, недостоверно. Просто интересно пообщаться, кто именно... А почему недостоверно? Как ты достоверность хочешь узнать? Очень интересно. Ну, ты разве будешь верить, кто что болтает? Понимаешь, надо как-то вот... Ну вот, я тебе как раз таки про это. Теперь умножь это на 8 поколений. И вычисли достоверность. Давай эту тему, я тебе сначала надо фундамент укрепить, потом эту тему на крышу лезть, понимаешь? Сначала фундамент. Вальдемар, а ты где? В Или США находишься? Ты в США находишься? В США находишься? Нет, в Кувейте. В Кувейте? Что ты там делаешь? Абу Халида знаешь там? Абу Халид. Полно Абу Халидов. Какой именно? Да, чеченец, он нас из ислама вывел. Находится. Навально Абу Халид, Швеция вообще. Подожди. Что с ним? Слушай. Что? Абу Халид. Он сказал, что тоже находится в Кувейте. Он что, не мусульманин, что ли? Да, мусульманин. Алхамдулилля. Не, мусульмане, смотрите, вы я сколько с чеченцами общался, все мусульмане. Смотрите, мне если кто-то еще год назад сказал, что есть мусульмане, там язычники, да, я вообще не поверил. Подходит тебе Мадхалид? Любой человек мусульманин подходит. Все, шиит, Мадхалид, абашит. Таких нету. Тут все праведные. Смотрите, если мне год назад сказали, что есть чеченцы... Подожди. Давай определим, давай, кто мусульмане, кто не мусульмане. Ну, шииты не мусульмане, они взывают, как вот эти есть суфисты, к могилам. Я Али, я Хусейн, это же, субханаллах, основа, это же язычество. Понимаешь? Как вот идолам поклоняются? Идолы же, это же бывшие, реально жившие люди. Идолам не поклоняются. Это респект. Это просто респект. Возвращаемся к прошедшей теме. Нельзя так это дань уважения. Дань уважения священным камням. Я же вас сегодня уже опровергнул в этой теме. У вас нету довода, я вас опровергнул. Чего вы опять возвращаетесь на те же градусы? Ну тебе поэтому ты опровергнул. Смотри, ты опровергнул. Смотри, 29-й, не перебивай. Ты нас опровергнул, и ты нас поставил на путь истины. Теперь мы тоже в священные камни верим. И им делаем респект. Правильно? Что ты теперь недоволен? Вальдемар, последний вопрос, мне бежать надо, уже пора. Давай, мне тоже давай. Его не слышно? Ты нас научил респектировать камни. И что, где мы теперь не правы? Аллаха наставлю. Что-то там у брата было, у брата. Да, последний вопрос. Давай. Ты за ДНР или за ЛНР? Малия Цвеншта бесполезно, Памел, дуица, Памел, дешь леча, я за фисабилля. А бесполезно просто, такая торчи со стороны, неприятно выглядит, то что. Нагасана какая-то шучу, а я лас, что дьявол, короче, я не собираюсь.
Ибрагим, ты мне говорил, что ты как бы этот Хаджи Мурид, да, там, ты говорил, вот Хаджи Мурид, там, вот Хаджи там говорил, там, туда-сюда. У тебя имя Ибрагим. Ну, субханаллах, у тебя Я вообще... 78% мусульман. Ибрагим! А ты сидеть могу с тем. Дальше что, Валдемар? Ну, как ты можешь, допустим, ну, с ними вместе смеяться, там, что-то за религию, там, какие-то хадисы, там, ты же поддерживаешь их. Я смотрю, я тут ни одного Я 78%. Я чеченца не поддерживаю. 78%. Ну, Я какие ты должен быть, 78%. ты должен быть на 100% быть убежденным, понимаешь? Я тут Не-не-не, я ни с одним хаха 78%. не ловлю, Вот понимаешь? Я здесь ты сижу, смотри, я ни с одним хаха не ловлю здесь. Ты с ними ты хаха всех, ловишь. ты Ты с всех ними хаха имамов ловишь. Как это поддерживаешь, можно, скажи ты мне? все... Поменяй Алло, я имя тебе объясняю. на не Ибрагим, Алло, поменяй имя на Волк. смотри. Ты всех имамов поддерживаешь, ты всему следуешь или только частично? Я следую за пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. Вот я тоже следую там, Ну как ты следуешь? в Они моем понимании. оскорбляют твоего пророка, а ты с ними хаха ловишь. Ну Скажи и что? на вопрос. Ну и что? Тебя за это, Аллахе, можно спросить конкретно, понимаешь? За это просто. Это не я же делаю. У Ты с меня ними вот хаха такая ловишь. акида. У меня вот Ты такая поддерживаешь, акида. понимаешь? У меня Прими, веселая акида. ты либо и вашим, и нашим, и станцуем, и спляшем. Моя акида веселится, а твоя непонятная. Ты так и не определил, какая акида правильная была в Сирии. Джабхат Нусра, Джейш аль-Ислам, У Даиш. тебя Сирия, Понимаешь, ты их Украина. говоришь. Давай по одной теме какой-нибудь двинемся. Да, вот у меня тоже своя акида, которая называется «Как мне по кайфу». Ты с тебя Понимаешь? неправильно ведешь, Ибрагим. Ты с ними хаха ловишь. Давай сейчас научим, как себя правильно вести. Ты сейчас там будешь разъяснять правильную акиду и будешь разъяснять, что тебя вообще зацепило в акиде этой правильно. В акиде, во-первых, меня что зацепило, это чистота ислама именно в единобожии, что ты можешь с любыми просьбами обратиться к Аллаху, Он тебе ответит на твой дуа и даст тебе еще больше. Понимаешь? Вот это меня зацепило. Вот это в первую очередь, именно дуа Господу. И Он отвечает на дуа. Я захочу дуа, сделаю антитеррору, вот я сделаю ему, ну, конечно, я желаю, чтобы он настаивал на мой путь. Помолитесь, а то задолбал ваш скулеж по всему миру. Помолитесь за палестинцев и победите их. Задолбали по всему миру. Иншаллах. Это Палестина, испытание от Аллаха, субхану ва тааля. Про это есть хадисы, что евреи, они же вернутся в Иерусалим. Они Не сияй. Алло, 29-й, не надо сидеть. Давай разберемся, тебя зацепило. Говорит хадис, что евреи вернутся в Иерусалим, а Бог даже не знает, что всю историю... Все, съехали с темы на другую. Антитеррор, а ты за кого? За евреев или за мусульман в палестинском вопросе? Я за чеченцев. Еще одна тема новая. Так, теперь за чеченцем. Следующую новую тему съезжаем. Давай. Не давай, я отражу. Одну тему будем разбирать. Дойдем до логического какого-нибудь развязки. Но ты логику не принимаешь. Я логику принимаю. Как раз таки салафитские имамы как, не принимают. Смотри, я вас... Я не С вами знаю. нету в исламе логики. Ой, субханаллах. Как тяжело с вами, Аллахе. Ты принимаешь рыбу нун? Что? Еще на одну тему съехали. На логику. С чего вы взяли, что мусульмане поклоняются черному камню? Вальдемар, ты не захотел со мной логически поговорить? Ты почему-то... Еще одна новая тема. Давайте одну тему закроем. Вальдемар, Давай. что тебя зацепило? В исламе? Да. Я сказал, не в исламе. Ислам 200 миллионов суфистов, я же тебе говорил.
Вот ваших салафитов 50 миллионов. Они гасились друг с другом в Сирии, в Ираке. Который из вас самый правильный? Самое правильное, это вот мы здесь, в Саудии, в Кувейте, в Халидже, в заливе. Мы самые правильные. Потому что от нас есть благо для мусульман и для королевства. Окей. Что тебя зацепило? Как ты узнал, что это правильность? Что тебя вообще зацепило? Вот скажи, вот Вот ты ты, когда видел, ты вот смотри, кем был? подожди. Вот ты Ты когда изначально кем был? видео ролики в интернете видишь, что как суфисты там танцуют, пляшут. Вот какой серьезный человек это, воспримет Мне серьезно? очень нравится, как... Что это Мне серьезные люди. очень... Подожди. Какой нормальный человек скажет, что вот это серьезные люди? Какой? Все смеются, сколько в интернете Хорошо. выложено клубной Хорошо, музыки, все объясняю. ржут, смеются. Объясняю. Может, такие, как ты, там, Объясняю. единицы восхищаться, а в основном все Объясняю. смеются. Даже антитеррор смеется над ними, понимаешь? Антитеррор убежден, что вы, в сказки верите, ваших шейхов. Объясняю. Ты видел, как в хадже дерутся голыми, там, зажимают женщин, все целуют камни. Ты думаешь, это примет кто-то из нормальных? Слушай, я там был несколько раз. Я там такой давки. Там, конечно, есть давка. Сейчас я тебе видео Бывает. покажу. Да я видел это видео. Все, я видел, не показываю, я все это видел. Я это все видел. Ну, что ты тогда, а что тогда, что за проблема? Что Смотри, суфисты? сколько У миллиардов суфистов мусульман. хороший зикр есть, хороший танец чеченский. И что в этом Это плохого? же, подожди, пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, сказал: «Вакули беда хада даляля, вакули даляля финар». Каждое нововведение – это заблуждение, и каждое заблуждение оно в огне. Где пророк установил нам танцевать вот эти танцы дебильные? Где? Сейчас мы с тобой Это в же нет беда пророка. будем уходить. Это же нет Сейчас мы пророка. будем, чтобы мы туда не уходили в беда, да, потому что сам Коран есть беда, записывание Корана. Туда мы не будем Слушай, сейчас пока ты уходить. знаешь, я лучше с антитеррором. Алло, 29. У нас есть свой национальный вот этот вот с привязкой танец. Он никому его навязывать или распространять его у нас цели нету. Что в этом плохого? Плохого вы убиваете, кто скажет, что это плохо. Понимаешь? Вот это плохо. Если я, допустим, скажу, что это беда, полный бред. меня либо на Полный бутылку бред. посадят, либо убьют, короче. Понял, да? Полный бред. На бутылку ваши там сажают. Мы же с тобой разобрались, что это культура русских со времен еще Ивана Грозного, со времен создания милиции русской, когда еще при совке, до совка там постоянно из людей выбивают показания вот такими методами. Потом там... Слушай, Ибрагим, подожди, извини, я от темы отойду, потому что я могу забыть. Ты джиннов отрицаешь или веришь в джиннов? Давай одну тему закроем сначала, не будем скакать туда-сюда. Да как мы закроем, если ты мои доводы вообще не принимаешь? Что я говорю, ты вообще просто... Мы с тобой взяли одну тему. Подожди, Тему, которая говорит, что тебя зацепило. Антитеррор, включи микрофон. Антитеррор. Оставь анти. Что тебя зацепило в салафизме, именно в твоей версии салафизма? Я сказал, повторюсь, чистота именно единобожия и то, что у салафитов нет нововведений, новшества. Тоже, как вот мы жили 1400 лет назад. Вот то же самое, только поменялась там одежда, там средства передвижения, а так в убеждениях, поклонении у нас все то же самое. Чистота, то бишь мы следуем за пророком Мухаммадом, саллаху алейхи вассалям, в чистом виде. Поэтому на нас и газует антитеррор, понимаешь? Он не газует же на вас, на хаджи муридов. Он понимает антитеррор, что вы на заблуждении. Понимаешь, что с вами газовать-то? Вот он с нами газует. Вот. Я хочу с антитеррором поговорить по поводу темы джиннов. Подожди, с чего ты взял, что это в чистом виде? Как ты это все проверяешь? Потому что у нас есть мерила, это Коран и Сунна. Вы не по Корану, не по Сунне. Вы празднуете Мавлида, день рождения пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям. Где это узаконено вообще? У вас куча косяков там, на самом деле. Куча косяков. Вам бы вообще лучше сидеть и молчать, и учиться у салафитов исламу. 29-й. Смотри. Земля находится на рыбе Нун. Земля? Где? Какая Нун? Давай не будем эту тему.
Антитеррор, включите микрофон. Я хочу поговорить. Никуда мы не уходим, ни к какому антитеррору. Земля находится на рыбе Нун. Сейчас мы проверим, ты 1400 лет назад того периода ты мусульманин, или ты какой-то ссылающийся на кефиров, ученых? Не знаю я. Что ты хочешь привести? Приведи мне, давай. Рыба, Хадис, Нун. номер хадиса, как вот антитеррор делает, номер хадиса, приведи вот так же. Рыба, Я Нун. понимаю, у тебя вопрос с подвохом, понимаешь? Ты задай вопрос, вот нормально, вот номер хадиса как антитеррор, вот я почитаю и отвечу тебе. Открываешь суру в Корана. Какую суру? Ты же не приводишь довод, откуда? Приведи мне хотя бы, не говори нам, просто прочитай хотя бы. Напомни, Дел. А? Прочитай мне, что там? Просто я вижу, что вопрос заранее с подвохом. Толкование Ибн Аббаса, двоюродного брата пророка Мухаммеда, к аяту сура Калям, первый аят, Нун. Тафсир Ибн Аббаса, единственный толкователь салафу салиха, за которого лично помолился пророк Мухаммед. Ты же говорил, что молитва работает. Чтобы Аллах дал ему наилучшее толкование. Приводит в своем тафсире к этому аяту. То первое, что сотворил Аллах, был Нун, перо и Нун. Перо записало все, что будет происходить до самого судного дня. Затем Аллах сотворил Нун, рыбу огромную, и на его спине разложил землю. В результате движения рыбы земля начала трястись, и Аллах установил горы, и ими закрепил землю на спине кита. Ну, рыбы, Нун. Толкование. Закрепил что, стены? Землю на спине кита закрепил Аллах горами. Так. Насчет молитвы, что это бит'a и так далее, приведите ему хадис, где пророк, они устроили там праздник, двоих певиц пригласили, а потом зашел Абу Бакр, когда и говорил, это певицы в доме пророка, посланника Аллаха, и где пророк говорит, о, Мухаммед, Абу Бакр, у каждого народа есть свои праздники. Традиция. Слушай, по поводу этого кита, да, отвечу первый. Так у нас. Смотри, подожди. Давай вот на ките сфокусируйся. Можно вот это по поводу рыбы кита, да? Это относится к вопросам, знаниям скрытого. Пусть есть Яджуч и Маджуч, они есть, но они скрыты, они же есть. Они же выйдут, понимаешь? То же самое это, мы не знаем, как это все устроено, понимаешь? В чем проблема? Где вы видите проблему? Ты веришь в рыбу? Конечно, я верю. Веришь? Даже выйдет животное, как оно называется, азабулярд, в конце судного, ну, ближе к судному дню, будут людям вопросы задавать, Смотри. и будут штампы ставить на лицах. Вы тоже в это верите? Смотри, если земля, сокровенного. Если земля на рыбе, ну, то Юпитер на какой? Там не говорится, что там земля держится, там именно что под землей. Под землей, понимаешь? Это вообще вопросы скрытого. Там именно говорится, не, секунду, я не дам тут искажать ислам, пока я здесь. Именно саляфу саля акиду, тем более. Именно что разложил на спине кита землю. В результате движения рыбы земля начала трястись. И чтобы она не колебалась вместе с рыбой, Аллах установил, закрепил ее горами, короче, на ее спине. Чтобы земля не касалась. Ибн Аббаса, саляфу салях. Не только саляф, но еще и двоюродный брат пророка, сподвижник его, и единственный тафсиролог, мутавассир, короче, не знаю. В общем, толкователь, за которого пророк помолился, чтобы Аллах дал ему наилучшее толкование. В салафийской акиде, направлении, толкование Ибн Аббаса считается доводом. Да. Ну, во-первых, в наших убеждениях, да, мусульман салафитов, что земля, во-первых, круглая,
Первые, кто вообще доказали, что Земля круглая, это были исламские ученые там из Каира, из Египта. Там вопрос скрытого идет, понимаешь? Вопрос невидимый. Эта рыба, она невидимая. Что за глупости говоришь? Какие ученые? Рыба, Что Земля смотри, круглая. это рыба невидимая. Какие невидимая. ученые? Что Земля круглая, доказали, это первые, это были Какие ученые? Имя можешь мне сказать? Ну, сейчас я прямо тебе скажу, но если надо, я могу принести тебе. Я же никак не сижу подготовленный там напротив компьютера. Ну ты Смотри. не только не подготовлен, а вообще введен в заблуждение. Мусульмане никогда не говорили, что Земля круглая. Первым, кто установил, что Земля круглая, и ее размеры, был Эратосфен Киренский в Александрии, в Египте. До 1000 лет до Мухаммеда, точнее 600 и 300, 900 лет до Мухаммеда. Никакие мусульманские ученые никогда не говорили, что Земля круглая. Единственный, кто это начал болтать, это Ибн Таймия, который жил, по-моему, в каком веке он 700 жил? лет назад. 700 лет назад. О, 14 век, да, 14, 15 век. Когда уже вся европейская цивилизация, наука, греческая наука, все было, персидская наука, все уже было переведено. Он первым, кто сказал, что Земля круглая. Но Солнце движется вокруг Земли, а не Земля вокруг Солнца. То есть саляфу салих, сподвижники, первые 3 поколения, верили, что Земля плоская и лежит на спине кита. Это ничего не скрытое, не закрытое. Это прямое толкование и асар от Ибн Аббаса. Антитеррор. Смотри, в Европе сжигали на кострах еще 500 лет назад, там 300, что люди говорили, что Земля, она круглая. Короче, имя этого ученого, я забыл имя, как Клео. Короче, сожгли ученого за то, что тот признал, что Земля... Солнце и Луна движутся вокруг Земли. Некоторые из них говорят, что Солнце неподвижно, а Земля и Луна крутятся вокруг Солнца. Это неверно. Это Солнце крутится, как сказал Аллах, и Солнце плывет по своему становищу. Поэтому Солнце крутится над Землей, и его вращение занимает 1 день и 1 ночь. То есть за одни сутки оно делает полный оборот, из-за чего наступают день и ночь. Также у него есть годовые обороты. Это места восхода и места захода, из-за чего на Земле бывает 4 времени года – весна, лето, осень и зима. В зависимости от того, как Солнце крутится над Землей в течение года, потому что у Солнца есть 180 точек восхода на 4 уровнях. Ты что, думаешь, он дурак, что ли? Он меньше в исламе разбирается, чем ты, да? Смотрите, допустим, вы на камеру вообще смотрели, как звезды кружатся, ну, вот быстрые перемотки? Вообще. Мы сейчас на тагутских, кафирских науках. Зачем нам это Вы нужно видите, вообще? что У нас звезды, есть подожди, писание. вы видите, что звезды, они стоят на месте. вообще. Подожди, видишь, ты уже Ну. бедатчик. То есть тебе писание ты откинул в сторону и куда-то новшества, нововведения, какие-то учения изучаешь. Ты же Слушайте, говоришь, что какая ты вам саляфу салям. астрология? Вы толхид. Вальдемар, у меня вопрос, сначала. один вопрос, Да. один вопрос. Ты не признаешь Писание, да? Признаю Писание. Антитеррор. Слушай, у меня вопрос к тебе. Подожди, Сейчас подожди. у нас Если ты молитва будет, признаешь на молитву Писание, будет идти. почему ты противоречишь науку, куда ты клонишь на науку, если ты Писание признаешь? Скажи честно просто. Слушайте, чеченцы мои дорогие, у нас сейчас молитва Магриб, мне надо отойти, короче. Давай. Мне реально молитва Магриб сейчас надо отойти. Я с вами, субханаллах, уже сколько часов разговариваю. Очень много. Проблема в чем? Вы не слушаете. Вот это проблема. Я начинаю вам отвечать, говорить, вы перебиваете втроем. Ты не ссылайся на куфурские разные вещи, ты про Писание... Я нам хочу говори, антитеррору задать вопрос по поводу Подожди, джиннов. Вальдемар, если ты не признаешь Писание, так и скажи нам. Я не признаю эти Писания, я опираюсь на куфр. Вот так и Это скажи. нет, я не говорю так. Я говорю, что там знание скрытого. Понимаешь, про рыбу это знание скрытого. Как Ирюч и Маджуч, это знание скрытого. Понимаешь? А Гог и Магог это Что я Подожди, скажу? а Это смотри, Гог и рыба, Магог это Подожди. знание сокровенного, скрытого.
Я что сказал? Все, что вы не можете объяснить, Я не вы знаю, я говорю, это все мусульмане, я говорю, что это знание скрытого. Яджуч и Маджуч. Это достоверно. Как Подожди, где? а Гог и Магог это достоверно? Гог и Конечно, Магог. достоверно. Это знание скрытого. Понимаешь, что говорю я? Давай про джинов лучше поговорим, про джинов. Мне тут тема интересная. Подожди. Ты не уходи. Слушайте, у меня молитва сейчас будет. Мне надо на молитву идти. Давайте чуть попозже, хорошо? Сабарда. Потом про раскол Луны поговорим. Давай. Надо тему джинов обсудить. Я интересно, я хочу именно с антитеррором на тему джинов поговорить. И про джиннов поговорим, и про Луну поговорим. Без Давай, проблем. чтобы ты спокойно себе там сделал намаз, я тебе сразу отвечу на этот вопрос. Если джинны являются для тебя доказательством истинности ислама, то ты, друг мой, пришел к моему самому любимому тезису. Будучи мусульманином, ты можешь автоматически перекреститься. Потому что сейчас, если ты откроешь YouTube или пойдешь в какой-то протестантский или православный или католический церковь, ты увидишь, как там крестом и святой водой изгоняют демонов и бесов во имя Отца, Сына и Святого Духа. Троица Акбар, брат мой, будучи мусульманином, автоматически перекрестись и помолись. Отче наш теперь. Удачи. Ты веришь в джиннов? Аллилуйя. Ты в джиннов веришь, антитеррор? В сущности, в эти джинны. Ты веришь в них? Верю. Веришь? Алло. Не верю, как я могу верить в джиннов, ислам, вон, 1001 ночь, арабские сказки. Ты в своем уме вообще? Хорошо. Давай я сейчас, я скажу, помолюсь и зайду, иншаллах, хорошо? Аллилуйя, брат мой, аллилуйя. Троица Акбар. Салам всем верующим. Давайте. Валейкум ассалям. Бисмилlah. Маршал, вышел. Sahat dohens. Koçusan et söyleşi от канал, что ухитишь иште ФСБшникш. Иногда мне сами братья дарят мне розы на праздник. Букет очень хороший. На днях я был на умре. Братья чеченцы смеялись надо мной, что я подарил им розы. У ливанцев это норм. Вот мой зять пришел ко мне, муж моей племянницы, и принес розы. Спасибо, дорогой. И ливанцы тоже так же познакомьтесь ближе с ливанцами. Наши мужчины спокойно обнимаются и целуются. Это норма. Не львами, тиграми надо быть, а петухами надо быть еще. Ибрахим, и первое видео Иню говорил. И первое видео, из-за Иню эльче модон, социга. Язык, что мне это так понравилось больше, что дуется. Еще долго камел дуется, в конце я потом пришел к чеченцу в больницу, а он такой видный мужчина больше. Цигар кусок, шаец штука хитина. И шаец, а юка цахите, что цигар, то дуется тогда, это было безда. И здесь слушай, и тани инма яци. Яци, будете. Фаиню, самайна, вона моч, о, четко ине, короче, бос, да, видишь, ты отцуешь. Иню бос. Я, что монтажи на горю, вначале говорит, что камел дэш. Я выходил из автобуса, цауне одинак. Оригинальный, шунла, говорит, это оригинальный, а вот я полностью камел ду, эхсата. Сучур вырезать, ты чуть хватина. Сундел, и подтасованные сейчас уж магает ол ас, например. Бунда и цагает чуть-чуть. Реально, як маються, ще дек гамадуються, подтасовать це речі. Харю из подделок, харю. Нагойчу. И, субханаллах, я выхожу из автобуса, нас было где-то 10 студентов, скажем так, или врачей, как я, только закончили ординатуру, идут, изучают учебу в Саудовской Аравии дальше. Я выхожу из автобуса,
И, валлахи, грустный, очень грустный, что я не Ассирию, все равно деньги нужны, очень грустный. Спускаюсь из автобуса, и мне встречает мужчина с розой. Я скачал сначала. Ну что, роза? Я вскочил от этот. Ну, валлахи, когда взял от него роза, клянусь Аллахом, настолько это приятно оказывается. Мужчина, он мужчина, понимаешь? Не думай там, что твоя голова не ушла далеко. Он реально мужчина. Он мне говорит на арабском языке: «Хамдля ассаляма, я ахи». С приездом, мой брат. Валлах алазим, реально мне было... Сначала я покраснел даже. Взять, не взять, знаешь? Потом взял, реально смотрю в его лицо без никаких задних мыслей. Но араби, которые были со мной, я уже не араб, наполовину уже татарин, можно сказать. Да, я уже в Татарстане 7 лет. Я смотрю, все в зале, но мне было очень приятно. Даже, субханаллах, я забыл про свою депрессию или про свою печаль. Знаешь? Вот и забыл про это. Her натуралки подрезать и на иочь. А вот же подделка тебя, и дальше дают что. Я потом к чеченскому другу заходил в больницу, они все рассмеялись, а он сам такой высокий, видный парень, бож, короче. Из цирюка вставить и кусок у тебя, типа он высокий, видный парень, и он подарил мне розы, бож, сенса истина из. И цади шмаю тебя. А хоппу за то Гериш он что, Олш? Я подпрыгнул сначала, удивился, когда мне розу дал. Олш, ходишь он? Да. А тут он нам потом втирает, что у нас у ливанцев сосаться и дарить розы, это нормально. Тут они не подпрыгивают. Это? И ливанец, вот, бля, муж племянницы Галаца, одновременно опанный муж Волжский, дарон, да? Думаю, Сергей, просто проблему ю хаеш, шло до Гарри, да, шадек да не слушай, вы не слушаете просто. Да. Хоть мальчик богва их бугатый, короче, ладьешься, ашибая. Да. Маугли кинул чё, удавери до каери, и мартиш кшерш. Ближе, боже, да? С благоговением. Сагудеш и Вальдемар, бусул, так говори, Вальдемар. Вар. Ладно, Эмкарин, Вальдемар, да? И Швеция, от северного очка, цакит бар, поэс, хаштикая мертесен, арма бен. Сунах Швеция, тилар, Вальдемар, то есть Вальбог, Китбог, да? И типа Вальдемар, да? Владимир, шути, Вальдемар, Аргил Кячвенгар, у него подготовка слабая была. Цой арабизация, ючевый менталитет, учитывать Саюр слабенький. Не, вы не учитываете, что он скинул в личку формату Сталина, где написано «кинь ссылку». Но это прокол наоборот. Да, и прокол. Да. И вообще прокол. Дешевый. Хазичем, дунья гварг дуюху. Растили у землю, ему объяснили. Распростер был. Гинес, хаусиш, эллер да, царица, и вусул, да, город заказать. Значит, суадисля, 1400 лет. Халах, и город да, схушца лабар, собари, сони скятися. Это СР, чего не искать? Свободно, сухая на плоский дерев, потихоньку, сферически холодает. Ну, мечба. Это скрытое, скрытое дует. И пьют, дамелити, багабини, нон, да, сузата, уже дамелити, Сразу пич-буч, сагон, это гунядина, каирский ученый доказал Бог. Мечадина, что грех пуй доказать денег. Тухал, печа гунедин. Аса, марш, во. Аса, хо, хобар, ха, ночо.
Ученый доказательно бог. Полный половой акт захолчи берешь фулет. Hodujza, ostu. Der do poemar عادش دات لايشن شو حالدك ديزي تديزي إدي أشيرس أسبوعين سخشنا بلا بول مولنا جوال الله خير هاري آلش نه ученые доказали бо полный تديشي берешь фулет. Цуанты аны чатышду. هر موات Валдемар. Мағриф. Пацан, 5G, халмалетто. Педжи мета я лаба. Полной связи вороны. Полностью вошел в ислам. Касбик сан окунуться динабоя. Это дешевый прием юг. Харю поддел, харю. Из автобуса, Аллахи, сколько у меня было печаль. Я выхожу, сколько проблем. И, субханаллах, я выхожу из автобуса, спускаюсь из автобуса, и мне встречает мужчина с розой. Ну, Аллахи, когда взял от него роза, клянусь Аллахом, настолько это приятно, оказывается. Он мне говорит на арабском языке: «Хамдля ассаляма, я ахи». Аллах алазим, реально мне было... Сначала я покраснел даже. Даже, субханаллах, я забыл про свою депрессию или про свою печаль. Знаешь? И он, реально, он красивый парень, высокий такой, очень приятный. Момент уставить. Он красивый, он шел меттегю, и то ночью шуна меттегю, и вообще к моменту тик ставить. А цул хал бегду. Я пошел, купил ему хороший букет роз. Об этом говорю пророк Мухаммад саллаллаху алейхи сказал: «Ман ухдия илейхи райхан фала ярудду». Если тебе дарят розы, забирай его. Значит, خزرش انت حد يستاهلش если тебе дарят розы, забирай. Манхейди ли عقول والخيال باطلة. сегодня ты можешь спрашивать меня: «Мухаммад, могу подарить брату розу?» Я реально до сих пор, есть у меня брат. И там момент тебя вставить. Он هنادن высокий был, и я пошел ему купил букет роз бош. Из-за какой истории, что просто и совместить. Ну, прикольно, хеллайз. Да, и совместить, цейчи. Все, шмаются у тебя двигатель. Из халэдна шсюли будет на авторитет, wenn видео шоу. Я войниш бу. وينش أوضل بويتاجون هو ولا يعني لا شو такие странные типа даже не слушайте его. Субханаллах, братья. Вы бешмукаш полностью горзулич. Ахтаус, короче, لا إله إلا الله ما إلا полно. وش العود. فقش لوانا هم تدرج ضدين. Сирия ватис, Сирия умер, он свой. Ливанец свой. Ich melke nicht, wo er schon. Булат кому еще чего кому ничего. Öts Kuwait Сауди Эрцигар Ахчдал Халдал Нахшей в полный рост шей дальше от Ливане Белбухш. Буабер жаловаться деш Боркуш Баняткун Хума Союз Ега Мейхан Езхилбухш. Шейцик Ятче дальше трениш Адбитбухш. Ливана мою конкретно светские государства. Ю-клуб, Ц-клуб, любой движ там. Синдук, но инста, я чубан, миршбующий, хасич, не хасиды, миршбующий, хасич, вас, хазбала, яц, сэрдал и шедемери, я это нюк. هنا أون والدمار صبرت. حلت شانرت. تسمى الله.
الله حصوتي Из Арбо Мау Ибраим. Алла Тошон. Noch чему отбычму. Скоро кровь польется морем, кафирские глотки дрогнут от ножей. Умы львы проснулись и мечи взмахнули, делая общину. Скоро очень с каждым днем смелей. Ваших жен возьмем мы в качестве наложниц, из детей мы ваших сделаем рабов. Ваши все богатства не спасут от рабства перед Son voices, son voice quiz. Из Швеция шук, из Арбо Сирии цук, из Норчиц отдешна шамин. Вайскемот, Махатсон, Сирийц. Вайскемот. Вайскемот, Отдешна мотом церерцун. Отдешна фразу он знает, и ца Норчиц отдешна фразу. Хотя ахишки связи. Ну, фраш, ну ты свободел всех малов, дагой. Ибраим Асони за номер тарих функан яхкан сун хекмилу. моих храбрых доблестных сынов. Скоро, очень скоро. Просто, чтобы вы знали, я их не поддерживаю ни 1%. Просто сон хасхит слушает эти песни. Или насилие. А так, что поддерживать я шварц, короче. Мы с резней пришли к вам смерти, бросив вызов. В дулах ваших ружей мы узрели рай. Снайперы готовы из позиции снова держат под прицелом ваш беспечный край. Скоро, очень скоро кровь польется морем, кафирские глотки дрогнут от ножей. Умы львы проснулись и мечи взмахнули. Скоро, очень скоро мы гнали, захватим ваш Богша. И он ехали, я их не поддерживаю, но мне просто нравится. Видно жительство. Хайоакар мои стукеры Нохчи вац, Ибраим. Вац, нохчи Вот. вац. Вырезан. Вот, нохчи муй. Сирия, каналдуш, ашмуй, нохчи убо. Наумсом. Вац из нохчи Сирия, беженец уиз. В Сирии паспортен. Сигарет винит есть. Нохчи вац из эмичеры на Сирия нукиз. Муаммад уктинзе. Нохчи вацан. Мухаммад или валис. Ну и укиз. Нохчи вац он из аппарат амегардон. So выговаривать, что лишь наш чисто, нохчи матла выговаривать, я шам духа решить. Да, чисто нохчи мата, цедоцу, инзери, акценты, цедоцу, муатца, он знает примитивные вот фразы, слова какие-то, сум, гиней, мысли, тузы, чуешь. Асан комбинет, а инсан инсан мадиси. Сахал междгил шхена, соал тангал вен шхена, тига нохчи сани вырез гинесуни тига, куз деуз. Оцерк шаам войтеркцу. Вальдемари. Окор гейтам, чуешь. وقوة إلامة مضير يا Куратор, ты мало, собор центр управления и вы, центр принятия решений. Хочешь тренироваться, да, я вырезан, пришел весь, нет, у него выуживаешь, что Ибраим там раскручивает его потихоньку, Ибраим Пармат раскручивает его. Представь, где всю жизнь бусурбденюк акиам был, нахи бусурбдитден ве, ну хочу.
Вальдемар, бая, Вальдемар. ها باخ Dokum donu, Delga, Duk, that's what we, Yamua, that's. Они тупые, боже, Глассер. Они такие тупые, боже. Это изем алуши служанг шел, штац, нормально. Орча даш. Куэти вахе. Куэти аук перчи вахе, дац, шейх сен. Шейх служанг. кейч меття. Наложник А вы сидите там, да, на вас? Евнуха вас не случайно. Тумсос, здесь иногда мы здесь так отдыхаем, а вы там сидите. Ты что, подозрительно, юксин, ты? Ты что, и Вальдемар, да, ты можешь на улице? При дворе ищет кликуху шавасти. Баха, что подозрительно, юксин, ты, да? Оцан юка, мела бабульшве гамасти. Бабулич. Ше кличка ёлш. Любимая жена шейха. Для разнообразия. Юкта. И Вальдемар, что подозрительно, юксин, да? Чисто карематец, был бош, вас бош. Верси шанса дийцен истина день шагас шанса дүйц. Вави, нохчан, вы мне не чужие, вы же нам не чужие, эл гергерлу. Машеран кюкки дошук доцдич. Давайте вместе. От Будановин, хватин мемориал, я от ты чиштила, снимать, штах тишер дутхуал диесцинг. Давайте вместе у вас повоюем, Богу. Памятник очень Будановин. А вы войдете в нашу федерацию? Зачем? Мы и так вместе бацаваться. Что волдоваться, да? Турку гонит просто. Саша, догадаться. Садуется меня читать. Тумсон наслушался. Мы здесь отдыхаем, а вы там... С чего они вообще взяли мюжки, бац, что ногчи по отцу нуждаются в их какой-то там, я не знаю, симпатии там или что вообще там. Общаешься, Хаздош алер эл, да? И дух интересно, вам шаш мач, пух накинуть на царь в последнее время. Ну, вайца, второсортный, чурк, хрюкца, наверное, не знаю. Он когда Хажи Мурич, Хахинчен, эти все сказки туда-сюда, я не верю, это вообще нереально. Да, юку я лерсу цейдагаться, по теме вопрос дал. Что он что против логики хити, он противоестественного хити, он что это чудеса как бы невозможно. Так, я думал, что пример привести, например, Аль-Бурак там и что-то подобное, да, а как с этим быть тогда? Здесь у тебя это работает, а там не работает, как это? Вопрос дал Лошор. Но у меня там... Ибраим с Виктором вас Баш, Эльчи, Баш, много чего он интересного сказал. Например, Талибы, что объявили, что Афганистан не является шариатским государством. Талибы, чтобы знали, Амир Мумин, даже сейчас, который всех Амир, он ученый хадисов, но много книг про хадиса. У него самого. Другой, который там есть, Шихабуддин, он один из членов политического крыла Талиба. Он является тоже ученым, он Сахиб Бухари Шарх, есть у него 20 томов.
такие ученые, все их, которые лидеры талибов, или же ученые, или большие студенты. Машайхи, студенты, со знанием люди. Из-за этого Аллах Субхану ва Тааля им так быстро победу тоже дал. Hartstikke down to wood. Ибраим. Из по-ливански, или по-сирийски бы. Ибраим, и за момент хахо валарсо цориценё. Шачо годе шупарцу олцано цикавёш бой бусл веже бацва, но чехебеш. Биш устраивать беш белх метк туда-сюда, короче. Цик бух кешбеш ушабах, чё айтел ойзен волч тедук эцига. Третье, система мелчо наладите на царь. Масуалу. Цик завлекать, беш, цик бух оседать. Точь. Не заметил ты этот момент? Скайповский чун, конкурент твой ларкас. У момента, ты. Вольте Марвац, он говорит, что годы Ашу по возможности помогают. А там, когда речь шла о Палестине, помочь, не помочь, там момент яцер давич. А цобаш, получающий, думал, что годы Ашу пускаешь, что вежри бац, иш устраивать, беш, что лючишь. Но в чьи-то беш бы, телюч устраивать бешу бафсу, бог, это клох, что асай, хули, хетио. Ибраим. От статес, дюйцек, да, от статеги, тем прокачать, это чувелыч. Типа татеша, куэти, давай, шориш, туда мудово еще мал. Мигрировать, договорся, хиджру хочу сделать. Да, кем буал отель, худу муду там, вистолетишь по-братски. صعقت بل سحقت إنما نحن جنود نحرق العار بنار سيفكم زال بفعلي برياح الانتصار إنما نحن جنود نحرق العار بنار إنها قد رسمت فأتاهم ربنا صعقت بل سحقت إنما نحن جنود نحرق العار بنار سيفكم زال بفعلي برياح الانتصار إنما نحن جنود نحرق العار بنار